Привет всем! Ну что, у нас наконец-то я добрался до нашего Two Nights Cup от Лекстопа с призовым больше, чем $800, в котором участвовало очень много команд. Принцип турнира в том, что это играют сильный плюс слабый, причем приглашены игроки из даже разных стран. Соответственно, тут есть и наши топы, и не наши. Будет сегодня играть в финале Золотой Лиги команда Винчестера против команды антагониста. Лиги оказалось всего две. Вот Золотая Лига, ее призовой фонд 65. Ну да, доллар. Короче, 65 тысяч рублей в Золотой Лиге разыгрывается, а в Серебряной разыгрывается 15 тысяч. Того 80 тысяч. То есть, по сути, призовой около $1000. Так, значится... Сейчас я один момент чекану. Да, отлично, я вам могу, в принципе, показать. Сейчас мы будем смотреть с вами финал верхней сетки до 4 побед Best of 7. Он уже был сыгран в субботу, по-моему, поэтому мы будем смотреть записи. Да, чел, не научу тебя играть, потому что ты не хочешь учиться, значит. Так что да. Ты просто попрошайка. Попрошайчик. Смотрите, как много разных игроков, стран, оладушков, которые умирают. Всякие ACCM, да? Ну, соответственно, можно с полуфинала посмотреть. Команда антагониста, мы этот матч, кстати, видели против Риксана 3-2. А здесь команда Винчестера против команды Андау 3-0, легко. И финал антагонист, Риксан, Винчестер, Киллот. Так, ну что, Киллот вообще написано из Польши. Интересно. Вроде как еще матч за 3 место будет, причем, возможно, сегодня. Но я точно что постримлю, это финал верхней сетки, а потом финал нижней сетки уже будем смотреть в лайв. Он должен начаться примерно через 2 часа, ну посмотрим, как все получится. Ой, 250 трансляций, я у нас достиг этого, юбилейный стримчик. 250, нормально, что? Нормально. Так у всех должно быть, я считаю. Ладно, я мастер обесценивания. Ну, реально, если у вас не 250, то чё, кого? Так. Ну что, давайте начинаем смотреть. Пока без Capture Edge. Capture Edge. Так, значит... давайте по-хитрому. Так. Сирозайка играет в финале. Ну вот ладно. Да, команда Сирозайки со Снэпи играли с командой Классика, и там произошел разгром, как я понял. Так, напомню, что матчи в записи, без каких-либо ставок, счет 0-0. И сейчас мы начнем все смотреть, немножечко почитаем чатика. Тык-тык-тык-тык, чел, зачем? Жесть. Ладно, всякую хрень ребята несут, в принципе, нормально, значит, все. Значит, все пойдет. Итак, начнем с команды Винчестера. Он стартует против антагониста. Итак, Винчестер. Топ-1 России играет за половцев на арене. Арена у нас обычная, 1800 хп стены. У него союзник болгарин, крепость Раш. Так, Киллот. Ну что, Киллотушек жесткий чел, это все, что я помню. Дальше. Антагонист, очень близко к Винчу. Вот это интересно, сильный на сильный против слабого на слабого. А антагонист на британцах. Британцы, конечно, не порох, но все равно опасные челики. Посмотрим. Будет интересно. И у него в союзниках хиндустанцы. Опа. Ну, тоже такая кавалерийская цива, а даже скорее антикавалерийская цива. Хиндустанцы, конечно, могут закрыть, на самом деле, даже обе нации, да. Даже Винчестеру будет неудобно играть каких-то степняков, коней или что-то. Может, он будет стремиться из-за этого играть какой-то фастым. Может, и не только из-за этого. Так, ну давайте смотреть, подумаем про командные бонусы. Частоколы крепче вместе с половцами, но здесь это навряд ли зароляет. А вот болгарин, у него приятный эко-бонус. Давайте посмотрим какой. Не эко-бонус, командный бонус. Кузница работает практически в 2 раза быстрее. Ну, приятный, да. Но только у самого болгарина апы в кузнице. И, кстати, в осадке на 50% стоит меньше еды. А, как мы знаем, апы стоят практически всегда, по сути, только еду. Ну, всегда почти стоят еду в основном. И опять в эфире Лад. Да, чел. Ты чё, расслабился? Ой, извините. Так, релики расположены намного ближе к команде Винчестера. Ну, интересно.
О, кто-то на ютубе даже живой. Ура! То есть мы сегодня смотрим с вами... На самом деле это международный турнир, в котором играло примерно 5-6 участников из других стран. Но вот, ну вот Килот из Польши, получается, остальные из России. А вот в финале Серебряной лиги будет игрок вообще из Колумбии. То забавно. То забавненько. Так. Хватит спамить. Давайте обратим внимание скорее на игроков, которые послабее, а может быть даже на их рейтинг. Мне бы узнать их рейтинг, честно говоря. Но я думаю, у Килота уже больше 1000, у Риксанчика, честно говоря, не помню. Привет, господин товарищ Геращенко. Ну давайте смотреть. Скаут пробежался, домики, домики, домики. Можно сравнить по жителям. Так, забыл включить здесь плашечки. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Антагонистка уже всех идет по крестам. Ок. Нет, серьезно, у него какие-то проблемы. У него на креста меньше. Неужели он его слил от кабана? 16, 16, 16. Подожди, офигеть, все не айдлят? Это просто жестко, да? Но Антик слил креста, значит. У него нету лума, у него ничего не мог. Он за Брита не мог айдлить. Ты за Брита не айдлишь, у тебя ёвцы быстрее качаются. Так, Умар, ты у нас Риксан, правильно? Привет. Хорошо. Антик отстающий. Окей, 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 окей. Разошлись, мужики. Нифига, 15 зрителей от Серготрата. Сразу запустились, столько не помещаться даже в осадную вышку, но они... Десяточка зашла, и потом еще пятерочка в осадную вышку. Спасибо за рейд. Мы как раз начинаем стримить запись финала верхней сетки Тунайт Капушка, где разыгрывается 65 тысяч рублей. Погнали! Винч сразу дает X, и здесь, в принципе, у Антика получше. Так, начинается микрушник. О, Винчату перемикрили на 9 хп. Здорово. Ха-ха! Винч... Ой, Антик просто угорает. Типа, чё ты, чел, помикрил, да? Домикрился. Винч говорит, блин, смерть идет. Но за кем? За кем-то выпили. Это была не первая, кстати, карта. И это довольно важный момент, потому что мне скидывал Лекс, и я как бы вроде как там... Подожди, я вообще по-хорошему бы мне драфт показать, я забыл. Я забыл, у нас есть драфт. Да, такой огромный. Ну, давайте глянем драфт быстренько. У нас The Wow должна была быть первая карта. Ну да, очевидно The Wow. Ля, тут драфт, конечно, сложный. Это просто жесть. Антик Винч. Ну, давайте так. Админ забанил Land Nomad, Team Island, Скандинавия. Выпал The Wall. Очень много карт они напикали. Ну, антагонист забанил Enemy Islands и Дельта Нила, то есть водные карты. Здесь миграции Мичи от Винчестера, интересно. В бане. Конечно, очень много снайпов. Боже, какой драфт сложный. Рандомом Black Forest. В общем, арена, хайдаут, это все Антик берет, Black Forest берет, Винчестер берет более открытые карты, в том числе даже Гамбургер. По цифрам что можем увидеть? Куча разных цифр, я вижу. Но самое интересное, что залеймлены чехушки Винчом, а Антик залеймил бритов. Понял, нифига он бритов как бы ценит. В бан от антагониста улетели китайцы и вьетнамцы. Там португальцы, монголы. Ладно, окей. Давайте смотреть дальше. Давайте смотреть дальше. Половец переходит на 19-м лимите без лума. В принципе, будет бумиться сидеть. Так, ну где-то можем немножко ускорить, но в принципе не надо. Вот такая мельница, вот такая лесопилка. Кресты не то чтобы суперэффективно работают, но они как-то работают. Значит, выход на камень от болгарина. Крепость или нет? Вот в чем главный вопрос. Переход нажат Рексаном на 24. Понял. Так, ладно, срочный чек не дис. Чекнул дис. Ничего нету. Антагонисты Винч слабые. Бывает и такое. Так, а в чем проблема? Короче,
Нет, 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 это важно. Меня легко забыть, но я же понимаю, из-за чего это. Короче, ладно, я тогда не понимаю, какой у нас порядок карт. Сейчас я разберусь. Да, вижу. Сейчас, возможно... Какой порядок карт? Сейчас я найду. А, я тупой. Нет, все, мне ничего не надо. Я тупой. Да, у нас все. Первое The Wall. Все. Ну да ладно, давайте смотреть по порядку. Блин, я тупанул. Все, тут без вариантов никаких. Ничего нового. Смотрим The Wall. Винч. Опять Винч. Опять фиолетовый на Винче. Итак, первая карта у нас все-таки The Wall. Стеночка и Винчестер на бирманцах. Бирманцы стали популярными. Килот на бургунцах. Вот эта комбинация. Я говорю, бирманцы, бургунцы, это просто они пара идут. В драфтах всегда и вот тут тоже. Испанцы и турки. Ну, понял. Понял. Причем посмотрите, каким широким фронтом они стоят. Смотрите, реально. Широкий фронт, а здесь пипец. Винч. Ты можешь атаковать широким фронтом за бирманцев. Так. Да, драфт есть. Бомж сказал, что антик можно писать в каком порядке смотреть. А может, Кикешка играл на этом турике? Да, зачем Кикешке какой-то морг? Он и в соло распечатает пацанов. Так, что за хаос? Играем широким фронтом. Значит... Типа монахи против пороха. Ну, сейчас будет интересно, очень интересно. Но ведь монахи против пороха, да? Можно это разыгрывать как... Можно играть, в принципе, испанцами через монахов и инквизицию, например, да? Ну, например, попытаться. Размер карты, да, как будто что-то не то. Он реально на двоих. Размер карты на двоих. Ну, видно, что прям нету тылов, то есть расстояние прям близкое. Обычно ты там идешь, там ставишь замок, а тут пришел, поставил замок, и ты уже расстреливаешь стену. Просто не то расстояние. Понял. Копчуга. Не знаю, когда. Может, никогда. Откуда мы знаем. Так. А может, когда-нибудь, если поведет. Да. Неправильные настройки, но всем пофиг, играем дальше. Так, здесь какой-то мискликушек. Давайте по крестьянам сравнивать. 18, 18, 17, 17. Так, ну здесь слабые игроки немножко выходят вперед. Из Санзов. Привет. Единственное неправильное. Блин, охренеть, конечно. The Ball на двоих, но играют четверо. И по чуду победить можно. Да, по реликам. Ладно, что у нас, кстати, тут сколько реликов? 3 на 3? Кажется. Кажется, да. В принципе, сейчас такого ничего сильного не будет. Турки, испанцы. Ну что, клево, у них жесткий трейд, но до трейда, мне кажется, тут что-то не дойдет. И у них пороховые юниты быстрее делаются. Вот такой вот форвард камень получается, да? А здесь получается всего 4 камня, да. Тут очень мало камня. Капец. Они... Лол, насколько вы, конечно, тупанули здесь. Типа ни у кого нет мейн камня в 5 тайлов, и у Риксана есть. Блин, ну это, конечно, некоторый дисбаланс. Без копчуги печально, да. Винч такой нашел оленя и говорит, мои олени, чувак. Это мои олени, это мой олень. Подгонять себе оленей. А может челу подвести? Челу на бургунцах? Нет, серьезно. Идут переходы, Антик первый, Риксан второй, Винч третий. Так, нет, серьезно, он пушит. Бургунцу нужны олени, ему нужны. Так. Когда стрим замены видеокарты? Да, видеокарта стоит. Там настройка идет. Точнее, она не идет. Короче, ребята, забейте. Все, у меня есть проблемы с компом, я их сам решу, либо не решу. Все на этом.
Я не могу объяснить эту проблему, она слишком сложная. Против 2100 чубликов я не удивляюсь, потому что 40 грандеров убивали все. Не знаю. Стрима с футболом навряд ли будет. Так. Где мои олени? Килот ищет оленей. Винч такой, вот. Слушайте, тачка в темной эпохе! Наконец-то, тачка в темной эпохе, ребята! 24 креста, тачка, еще один крест и феодал. Тем временем испанец делает Fast Castle. И у вас домовтык. У вас домовтык, антагонист. Он пофиксил дом, доделывает креста, отменяет его. И 10 золота не добыл, придется продавать лес и камень. Ну, какой-то такой билд мог бы быть и получше, ну ладно. Гайд по моргу. А зачем оно нужно? Оно нам нужно? Оно нам не нужно. Билды Винчестера? Ну, билдов Винчестера в среднем все должно быть окей, но... Что у него? Выход на камушек тоже. Он просто себе гоняет оленей? Слушайте, ну, серьезно, здесь у бургунца дела, но я вижу, что он с хомутом заселся. Но здесь он, конечно, сильно отстает. Ну, у него есть тачка. Давайте посмотрим даже. У него есть, по идее, 3 апгрейда. Я бы не удивился, если бы у него еще апгрейд на золото, на камень был. В принципе, можно. Так, Винч говорит, давай, может, посмотрим сюдою. Сюдою-тудою. Но Антик все равно раньше апается, чем Винчестер, и это интересно будет. Арамбаи, конкистадоры. Веселуха. Так, все добывают золото, камень, да? Нет. Я особенный, говорит антагонист, и не добывает золото. Но он раньше всех переходит. Я закрыл глаза пилота, мы болеем за килота. Приземлились на болото, мы болеем за килота. Как же выжить вот забота, мы болеем за килота. Мы страдаем от икоты, мы болеем за килота. Ничего себе. Итак, давайте смотреть на эти прекрасные домики, релики и замковый переход от антагониста. Антагонист сидит и максимально вплотную делает замок. Тем временем Винчестер такой, ага, попався, понятненько. Но он начинает делать пока что 2 монастыря и говорит, так, чел, здесь замок, готовься, я оленей всех подогнал себе, и все. Чел с лумом идет, и, кстати, он только сейчас нажимает замки, и делает The Wall. Карта называется The Wall, поэтому надо сделать The Wall. Но проблема в том, что каменный The Wall делается прям очень долго. Благо здесь есть скауты, иначе были бы проблемы. Так вроде нету. Ну и Риксон ставит за турка замок. В принципе, простой. Так, здесь замок в оборону себе Винч кидает. Может, Винчу надо сюда замок ставить? Не знаю. Но пока он здесь обстраивается. Волки бегут. Так, здесь что из интересного? Да, в принципе, все спокойно. Делаются конкистадоры. Угу. Ну, с такой стенкой, да, пипец. Огромная стенка. И только один крест, он просто ее год будет строить. Просто не в темп. Когда же Хера к нам придет, я так соскучился по Херочке своей. 1080 хп, и неважно кто в какой эпохе, всегда 1080 хп, а не 1800. Врыв. Монки уже с хп. Бенгальцы, ультра имба, как вчера показал Хера. Бенгалец, просто пикаешь бенгальца и все, и ты выиграл. Да, все так. Все абсолютно так. Скаут идет, но показался замушек. И попытка, ну все 3 мимо. Весело. Так. Давайте смотреть. В принципе, Килот скоро перейдет. Он делает вторую тачку. Короче, Килот это бургунца Enjoyer. 100 раз я умирал со всеми экапами. Но интересный момент, что Антик не идет на слабого игрока, идет пушить Винча. Винч, что там у тебя по луму? Выстрел в ворота? Ой-ой-ой, это интересно. Здесь же проходят турки, просто на пофиг уже тоже такую-то даже легкая кавалерия. Здесь монах сзади, бирманцы, арамбай. Так, апов особо нету. Конки делаются, релики можно собирать, но сейчас не до реликов. И здесь делается рад, что заметит ее или нет. ЛКшка, кстати, не сдохла и до сих пор контролится. Что?
Арамбай контрят, ну как? А вот здесь интересный момент, насколько хорошо законтролит кто. И посмотрим, переведет ли Риксан Янычар сюда, влево. Как будто бы, да, реагирует, и как будто бы это похороны где-то 6 крестьян. Потому что легкий кавалерист тоже атакует, и Винчу нужно спасать ситуацию. Да, он смог убить конкистадоров, потому что жесткий. Арамбаимба. Так, ну кресты довольно... О, вторая тачка окупается, ребята. Кресты довольно уверенно уходят. И здесь, конечно, подловили Риксана, и Винч просто хавает. Так, все, Винч спаситель. Винч идет за реликами. Винч перехватывает янычар. Да, но здесь новая пачка конкистадоров. Добавляется релик. Ну, посмотрим. Еще и... Так, ну минус монах, кстати. Риксан валит монаха. И давайте посмотрим, что он здесь может сделать. Ну, ему, по сути, главное... Ну, кстати, неплохо. Но еще минус один, и еще минус один. Какие же они точные в руках Винча. Ну как? Здесь просто Арамбай забытый, в принципе. Так, ну и... Антик подтягивается, в принципе, монахов становится много. Короче, как будто Винч успевает тут туда и сюда. Но проблема в том, что у Килота уже на 10 крестьян меньше других, а у Антика на 3 больше. То есть, в принципе, у него жестко так ему хватает. Не знаю, ферм хватает. Интересно, интересно. Здесь просто монастыри же еще. Угу. Так, ратуша. Ну-ка, 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 ну-ка. Кто это? Икс дал? Килот. Килот говорит, помоги. Помоги. Помоги, пожалуйста. Но он успевает достроить. Сможет ли прыгнуть? Да, неплохо, в принципе. Но здесь все равно Винч начинает отгрызать. Огрызается Винч. И, конечно, очень грамотно откусывает, и остаются челы здесь. Но какие проблемы здесь будут? Как много сейчас Антик может убить потенциально? Со второй тачкой надо просто сидеть в ТЦ, убегай в ТЦ, убегай в ТЦ. Убегай в ТЦ. Не надейся на Винча. Делается петарды. Ну, типа... Я не могу этого сделать. Я могу только Alt-G нажать. Ну да, тяжело видно, я понимаю. Ну, можно Alt-G нажать, в принципе, да? Потому что реально очень сложно различить. Я могу немножко приблизить. Так, здесь у нас что? Петарды, это, конечно, прикол. Так. Только броньку. Конкам тоже не можно не качать атаку, потому что им нельзя качать атаку делать. Ну, точнее, химией можно прокачать Арамбаев. Ну, много монахов сдохло, но минус 2 конка, которые еще добивают. И Винч, конечно, да. Так, ратуша. Здесь, в принципе, ничего такого. Челы борются, но можно немножечко Риксанчику выйти и что-то делать. А что он делает? А он как будто бы завис. Он уже боится. Там какой-то злой Винчестер бегает. Ребята, здесь 3 ТЦ бургунец со всеми капами, но он скоро камбэкнет по вилам так-то. Он камбэкнет. Но здесь, конечно, очень сильно скейлятся Винчестеры. Такие вот страшные. Будем петь про серую зайку. Аладий Юрьевич Кошка. Когда там Хера? Ты упоролся? О нет. Счет меняется. Херы не будет никогда. Только с даутом. Хера будет с даутом играть. Кстати, может завтра. Я не знаю, ребята. Все. Я больше не стример. Так. Уходим. Дезодорант? Не совсем. Ух ты, здесь, смотрите, попадается как Винчестер в неприятную ситуацию. Главное не дать сближаться рабой. И здесь Килот такой, да блин, Винч! Ну помоги! Винч! Что ты, чем ты занимаешься? Винч такой микрит, там, блин, чел. Винч пытается забрать релик, ничего себе. По крестьянам сравниваем. Тык-тык-тык, ну Килот пока что еще отстает. А Антик имеет плюс 5 от Винча. Плюс 7 от Винча. Блин, неплохо. Но здесь тоже вторая ратуша, в принципе. Опа. Но очень грамотно разменивается Винч. А вот сейчас посмотрим. Сплит. Не сплит. В общем, интересный проход устроил здесь Винч. Но заходят янычары. Так, давайте проверять Ой-ой-ой, мне показалось, или у Винча там ресы? Ресы на импы у Винча, ребята. Тут 2 релика и тут 2 релика. 4 релика и 6 на карте. Здесь, конечно, заблокированный Килот. Такая вот ратуша. Ну, не знаю, он бы мог попытаться монахами играть, но тоже такое. Да, грамотный мув здесь от Антика, он заваливается. Кто-то крестов делает, кто-то не делает. В принципе, это база. Ну, смотрите, то же самое. В принципе, да, Риксану, конечно, надо что-то делать. Надо... Опа! И Винч, конечно, выбирает спасти свой замок. Абсолютно точно. Эти янычары его очень сильно интересуют, в скобочках нет.
И, ну и сам Антик тут что-то не рискует. Так, Антик напрягает. Так, происходит сближение. Стоп. Если они все сблизятся, то будет проблема для Винча или что? Винч уже обойцем импы. Что происходит? Они подбегают. Сколько урона может прийти? 2 креста всего лишь вообще строят. И тут монахов не так много. Винчары могут убить или что? Да, не стример. Какой стример-то? Не уверен, что отстает. Осадку и манго добавляют, скиллоту. Ну, манганель против турок это, конечно, такая вся тема. Уровень игроков в среднем очень сильно вырос, и люди поняли, как играть ромбоями. Он таки сказал про ромбой. Ну, про уровень, ну, так он всегда растет. Это инфа ни о чем. У антагониста тем временем появляется тоже второй замок. Так, ну антагонист, мне кажется, никуда не переходит. Да. 3 ТЦ, 2 замка. Сейчас посмотрим, что будет. Неужели тараны конки может быть даже с ересью? Или что? Выглядит так, как Винчестер прям не дает килоту, ну, умереть. Он прям заваливается. Но НХРы типа зря время тратят. Стреляйте в стену, вы ее легко уничтожите. Просто очень быстро причем. Делайте. И тут замку надо сделать проход сюда, дополнительный проход. Здесь янычарами. И ходить напрягать, а потом бегать к себе обратно от Винча. Ну, что-то типа такого можно делать. Здесь, конечно, антагонисту делать мало чего можно. 79 крестов у Антика, 60 у Винча, 55-57. Понятно. Так, все там на монахов, все у Винча делается. Там, в принципе, все сзади стоит. И даже универ есть. Здесь говорит кто? Антик. Типа, я тут, я крутой. Так, давайте сейчас тут ускорим в моменте. Вры! Винч в импах! Но зачем? Смотрите, он апает на монахов дальность. Седло, кстати, апает. Ну что еще? Что еще? О май гад. Вот эти, он не конвертил тех конков. Блин, он остановился. Ну, 2 конверта всего прошло. Но конки отсюда уже не выбегут. Приходит сюда действительно НХР и позвал антики НХР, говорит, давай умрем здесь вместе. Да, только не дождался. -3, просто жесть. Килот вообще себе оборот замковый качает. То есть пока Винч воюет, Килот чисто на пофиг качает и капы. Да. Как бы ты играл Риксаном? Да замок второй ставил. Сюда куда-то хотел. Ну как-то сюда бы второй замок ставил. Наверное. Ну, типа, тут есть полуфорвардная ратуша. Ну, сложно. Качал бы янычар, ну, играл бы как варёр. Качал бы янычар, броню им там качал, не знаю. Монаха бы одного сделал, лечил бы там как-то еще. И второй замок потихоньку бы ставил на килотушку. Килотушка заказывает кавалеров, ребята, делает конюшни. Неужели такой план кабан? А план-то надежный. Винч уже в импах. Винч, ну, спокойно просто убивает замок. Но он сейчас Versus 2. Броня. Ну, Арабай пока тут не с супер апами, но идет портянка. И это уменьшит урон от всех пуль на 2. Это капец. Капец, какая важная тут парфянка. Вот она. Ну что, мастер-класс от Винча получается? Бофорс. Смотри, играют 2 пивышка 1100 и не понимают, как их контрят. Но подождите. И вроде и шахматный строй, но здесь очень плотно стоят. Винчу пофиг, это даже не элитный рамбай, но Винчу пофиг. А почему Винчу пофиг? Так, элитный застрел антантика, готовится импы. Ну Винчу пофиг. Как смотрите, рамбаев? Учись, Бофорс. Да, у них 3 брони... 4 брони отстрел, да, получается? Охереть. Нифига себе, у них 4 брони отстрел. Если ее можно обойти. Чтобы проход был всегда надежный. Обойти-то ее можно, но если ты обходишь, ты к Винчу ближе приближаешься. Винч, он же дотекания режет. А как их контрить? Я не знаю, я сдох. Да вышками, да хрен его знает. Надо быть всегда на дистанции, надо быть с баллистикой.
Луки с кирмой, но на дистанции с баллистикой в каком-то даже не разреженный строй нужен, а просто их кольцом обвести как-то. О май гад. О май гад. Я никаких шансов не вижу. Ну да, у Антика типа много крестьян, плюс 30 так-то. Апаем крестов и идем в атаку крестами? Ну такое. То есть тут, в принципе, у Винча ничего лишнего. 2 замка, 2 монастыря. Тут еще кавалеры сейчас придут. Что тем временем турок делает? Ну, он импится, да. Но он не то чтобы быстро импится, у него один замок. То есть, получается, чел, в принципе, сейчас на турке, да, Риксан, у него одно военное здание, да? Но это я не буду учитывать. То есть, одно до сих пор, да? Ну, такое. Учись, Бофорс. Как же жестко захейтили Бофорса, потому что он просто в чате. Элитный рабай, что? 5 бронеотстрел. И химия есть. Сиапы. А тут скирмы. Вообще, испанские скирмы хорошие. Сиапы есть, их качать приятно. Джимми Тоник, учись. Так, ну вот. Но это хотелось бы немножко раньше. Так, здесь нужна помощь уже Антику. Антик. Ну, Антик уже компах. Ничего страшного. Можно сливать ратушу. Из кирмов, на самом деле, не то чтобы мало, но... Смотрим. Где кавалеры? Я их жду. О, тут конюшни, конечно, жестко. Кавалеры +1, +1, +2. Еще импы нажимают кило тоже. И куда? Нет, скирмы, вы должны умирать. Вы бессмысленны. И здесь уже Винч даже не сближается со скирмами, что, кстати, ну, надо с ними сближаться. Точность Арамбая, наверное, 30% даже элитного, да? Но это имеется в виду с максимального расстояния. А сблизи нормальная точность у них. Врываются еще и кавалеры прямо на скирмов. И здесь, конечно же, вопрос, да, где турок? Турок зато с элитным янычаром, но без единой брони. Броня, конечно, на них качается как на лучника. Лучная броня. И давайте посмотрим, что сейчас делают с элитными янычарами. Ничего, потому что Антик признает поражение. Блин, ну такая прям прикольная была катка очень. Потому что Кило действительно сидел, просто бумился, как бы. И... Так, интересно, бумился, не супер оптимально, но прикольно. Типа там подставился, но не супер много крестов слил. В общем, Винч его дефал, и реально сдефался 1-2, очень долго играл и победил на Арамбаях. Наверное, важный был момент здесь, который я вам не показал, где было 3 конкистадора и 4 Арамбая, ну, плюс монах. И там, конечно, первых конков убил Винч, и это все заснуболило. Так, ну что... Статистика. Кстати, я Alt-G уберу все-таки сейчас. Бесишь. Так. Я просто знаю, что я на таймере все равно. Так, у нас Винч. Винч убил 106.71. Интересно. 10 конвертов. Но Винч пошел раньше всех в МП. Вот что эти берманцы творят. Мне нравится эта идея. То же самое, в принципе, в чем и план Херы, да? То есть ты лишний лес тратишь на фермы, и таким образом ты и армию делаешь, и импы делаешь. И это, походу, самая сильная стратегия. Да, опережение по импам просто на 6-7 минут. Это жесть. Ну и 5 реликов, конечно, помогли. Он даже вроде как стырил у Антика релик. Но карта была на 2 игроков, что в принципе, плохо. Так. Лекс-100 пушек на месте. Так, давайте думать. Следующая карта будет Enclosed. Блин, какой ты сложный драфт, это капец. Кстати, Enclosed на этом турнире прикольный. Так, потому что он играется в режиме цареубийства. Бофорс также играл на Бирме, сейчас бы в финале играл. Что там за петушки? Итак, счет у нас 1-0 в пользу Винча. Команда Винча. Отлично, у нас следующая карта. И Винч снова против Антика. Снова. И у Винча итальянцы, хитрая нация. Но у Антика Майя. Майя будет контрить конкинесов. И они довольно близко. Здесь же снова Слава Ярославова, Килот на славянах. Винч сам славянами не играет, но союзнику дал.
славян, грубо говоря. И бенгальцы от Риксана. Не слишком ли сложная нация бенгальцы для игроков 1100 рейтинга? Она для меня, блин, сложная, пипец. Я сам не понимаю, что делать. Вин, считай, одну-ка вытянул катку. Рикстоп, что делать, если 5 лет доказывал Рамбой не помойки, Винчестер теперь убивает пол работы. Бофор, задумайся, что делать, если ты потратил 5 лет на то, чтобы доказать, что Арамбой имба, а Винч на одной катке это сделал? Ладно, офайся с позором. Ты совсем разочаровался в организации турниров? Давайте... Давайте без этого. Так, что там за быстрый переход от итальянца? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что вообще происходит? Винч на карте с замком? Кстати, где короли, да? Он делает 17-й итальянский супербыстрый переход. Он сделал барак зачем? И он идет форвард. На карте с замком? Это рискованный мув. Хитрая нация. Вот, сделайте кнубов. Какой рейд у слабых? 1100 примерно? 1100? Да, все так. Я понял идею Винча, как будто бы он хочет отбить от золота антика, грубо говоря, и... Или крестом сейчас заквикволить короля убить. Так, крестьянка без лума, поэтому надо... Она охотится. Блин, прикольно. Вы знали, что можно убить таки? Он просто его выталкивает и бьет сразу. И таким образом он убивает. Я, кстати, не знал, что так можно. Ну, это логично на самом деле, но я такой первый раз вообще в принципе вижу, что он в момент, когда отагривается условный жарокадабр какой-то, да? Динозавр. Ты его бьешь, лупаришь, он раза 3-4 его пролупарил и потом просто захавал, убил. Здесь еще, смотрите, крест начинает подрезать. Ну, это минус крест, да. Тут Винч просто читает, когда будут выстрелы, и снова убивает креста. Телиус еще год назад показывал. Ну, я первый раз вижу, да? Прикольно. Ля, Винч бесит. Он пытается везде добыть преимущество. Минус 2 креста. Короче, из интересного. Здесь идет переход, золото, так, подпушится олени, куча было. Я уже даже не смотрел. Мельница. Орел в ответку идет, но здесь уже есть лум. Орел, конечно, не такая опасная штука в финале. Не такая убийственная, не такая медленная. Такая жесткая. Короче, он хочет убить прям много крестьян, нежданчики антику. И не так сильно он пострадает за счет того, что итальянец все-таки рано переходит. Но это здорово. Ну, и это, кстати, имеет смысл, потому что так играть итальянца против майя не очень удобно. Честно говоря, против пламсов прям совсем неудобно. Готовлю новые турики. Все-таки готовишь? Блин, просто капец, слишком как будто много игроков, и за всеми не уследить, плюс, ну, слишком жесткий турик. Да. Я так понял, где-то половина команд не играла, ну, либо треть. Ну, наверное, да, это жестко. Капец, Винч потеет. Так, да, Винч потеет, он у нас профессионал, поэтому пытается добыть преимущество любыми путями. Но антагонист все-таки переходит, и у него 18 крестьян всего лишь осталось. Да, он с лумом, и здесь какой же value, да, от Винча будет сейчас, если он придет сюда. Здесь лума нету, здесь лум есть. Риксан играет без лума. Это пипец как опасно. Килот стоит, смотрит. Я уверен, что короли в замках здесь у ребят. И у Винча уже и Антика, скорее всего, тоже. Ну, кстати, у Антик, ты троллишь, да? Ты троллишь? 3-2-2. Best of 7 играет до 4 побед. Капец, ваш Винчестер этот потеет. Сегодня будет уже, ну, очередной стрим, как бы, да, мы посмотрим 2 финала. После этого финала будет еще финал Сильвер сетки, а потом я попытаюсь таки пофиксить как-то комп, чтобы все-таки нормально стримить. Не знаю, сколько это времени потребует, но я боюсь, что много. Так, ну и здесь, конечно, дизастрич. Да, Риксан заказывает лум, но посмотрите, как они сдыхают. Здесь 4 креста, здесь тоска, да.
Ну, в принципе, Рексан срывает Крестов убегает, и, в принципе, знаете, наверное, еще одного убьет. Так, какие-то повороты от Рексана, минус 3 креста. Что меня удивило. Так, скаут побежал, сдох от замка. А что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Пламсы начинают пробегать. +1, даже броня есть, лол. Тут еще луки тоже с броней, потому что они же итальянские, господи. Ну и тайл. О май гад. Так, ну здесь Винч сливает скаута, здесь тем временем он просто ходит. Это дизастрич. 21 крест у Антика остается, он не может достроить радж, но таки достроит ее. Ой, кстати, тут же сейчас луков потеряет какое-то количество. Ну, сейчас посмотрим, как отмикрит. Ну, может и 0 отмикрит. 0 потеряет, одного потерял. Итого, тем временем Килот, его пока не трогали, и он переходит в следующую эпоху. У него также есть конюшня, барак, много разных зданий. Он вообще наделал миллиард разных зданий, не всем даже понятно. Ну, будет играть в бояр жестко. Луки продолжаются дальше, и Винчестер единственный феодальной эпохи. Давайте смотреть дальше. Я пофиксил комп. Так, у меня очень серьезный подход, да. ТГ только мышка, что-то думаю, что у тебя появился фейк. О чем речь? Нет, я не играл. Я вчера ночью играл турик. Чуть-чуть. И все-таки не только мышкой. Винч пока не переходит. И, соответственно, делает вышку. Довольно вовремя пламсы бегут. Смотрите на их новую анимацию, такую дурацкую. Винч в нереальной зоне. И еще минус крестьянин. Да господи. 33 у Винча, 24 у Килота, 27 у Рикса, 24 у Антика. Капец, конечно. Но здесь вышли ротки. Тоже +1 апы. И пламсы прибегают и как бы дают. Ну, крестами надо валить их. Еще через телепорт. Но Антик начинает микрить прям под вышкой. Так. Вы мне скажите, а у Килота тоже рейтинг все-таки 1100? То есть, допустим, Антик послабее Винча. Но разница между слабыми игроками какая? Так, ну тут уже много пламсов, и так как у них есть броня, их крестами раскидать так просто не получится. И Винч немножко подвисает, нажимает переход, здесь его луки пока вернулись, стоят. Винч начинает подвисать, пламсы под вышкой начинают прыгать. Но, в принципе, относительно неплохо размигрывает Винч. Но тут еще 3 пламса, 50 хп, 1 броня. Ой, как много раненых здесь. Винч теряет одного. Пламсы постоянно подходят новые. О, тут Винч потеет. Здесь отходит. Айдол золото. Ребята, у Винча не все круто. Когда он перейдет, у него уже будет меньше всех крестьян, получается. Жесть. А тут Радхи же пушат постоянно. Так, а тут бояре делаются бояре. Боярин, кстати, может и окей юнит здесь. Угу. Боярин здесь неплохой юнит, мне кажется. Опять Килоту в соло придется. Скажи ближе. Да и... Так вот. Так, здесь ТЦшечка была достроена, да, здесь тоже ТЦшечка, и здесь ТЦшечка. Так, ну что, прикольно, Рексан умеет переключать юниты в разные штуки. Может мышка делать, может нет. Подходит Винчестер. Слушайте, ну, лучники это вообще в целом идея лучше, чем генуэзцы. Генуэзцы довольно бесполезно будет против пламсов, да, мне кажется. А вот лучников хотя бы будет дополнительная дальность. Ой-ой, ой-ой, Винчестер. Не ждет апов. У него до сих пор феодальные лучники, но пламсы убегают. Так, а сколько бояр копит Килот? А, ну у него всего 4 с броней и седлом, да? У него мало бояр. У него золота нет, я понял, он подвис с золотом. Винч, дай золото! Винч, ты можешь дать апы? Ой, апы. Интересно. Кто там, блин, играл за меня? Апал рейтинг 100% Килот. Да, ну сколько? Плепсы. Опа, опа, опа!
Так, погнали. 5 плюс 2, 5 плюс... Второй стрелы нету Винча, что происходит? Это же Винч. У него должны быть бесконечные ресурсы. Нихера. У Винча 33 креста, у Антика 36, 40. Ха-ха, реально. Винч с Антиком слабый, у них крестов меньше. А откуда тут еще пачка лучников? Офигеть. Но пламсы имеют преимущество в скорости. И они могут убегать от этих лучников, да? Микриться. И, конечно, это тема. Так. Боярине. Боярине. Но самое интересное, что у Килот это больше жителей. Несмотря на возможные потери, которых я вроде как не видел. Их, может, и нет, да? Наверное, их и не было. То да. Здесь еще 3 ратуши. Лесная ратуша. Но Винч сделал осадку и пушит с холма. Нашел момент и приходится убегать на другое золото. Но какое золото? Вот это опасно. О боже, неужели Антик идет к золоту, к Риксану? Нет, серьезно, он идет туда? Я это вижу. Или... Ну, сейчас посмотрим. Так, Винч сразу реагирует. Окей. Крестьянка здесь добывает ресурсы даже. Я слышал универ от Винча, очевидно, лесной универ, это база. Здесь все сложно. Радх становится много, вторая стрела есть. Броня делается килотом, и он выходит на камень. А, вот же золото, что-то я его не увидел. Слепой. Винч может и сильный в команде, но именно он мешок весом в килот-тонну. Я странно это написал. Это не тот турнир. Это не Картограферс. Картограферс начался сегодня, да, но там еще... Погодите-ка. Поменяла игрока, реально. Жестко. Так, дом. О, я понял. Риксан специально сюда дом поставил, чтобы Антик даже не думал идти сюда и шахту ставить. Иди нахер, Антик. Так, ладно. Порофлили и хватит. Ну, итальянцы уже что? Тральф. Ты крутой. Баллистика есть. Там есть баллистика. И Антик уворачивается, постоянно двигается. Ой-ой-ой, минус крест. Тральф, спасибо за подписочку. Тральф вернулся. Вроде даже вчера был. Это финал Варлордса. А не вот это вот все. Ой-ой-ой, Винчевский тут обкололся универами, ТЦшками, крутится, вертится. Так, но он походу... Ой-ой-ой-ой-ой, тут ТЦшка хотя бы есть. И минус кресты. S4FF, добро пожаловать к нам на канал. Я думаю, здесь тоже есть баллистика от товарища. Так, у Винча проблема. Он отстает на 10 крестьян. А вот Риксан уже лидирует на 4. На 4. Ох, Радха сложный юнит. И осадные слоны. А чувак-то шарит за бенгальцев вообще. Если здесь Винч сейчас не заметит. Если он не заметит, он потеряет слишком много крестьян. И фастым, по-моему, не светит. Фастым тут никому не светит. Осадка. Слушайте, ребята, ну, пока еще по счету команда Винча лидирует. Но по ситуации все ж кринж. Здесь в итоге новые конюшни. Но мне кажется, бояре... Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, мы забываем про королей, но Акилот контролит короля. Всего лишь 4 боярина, подключаются крестьяне. Здесь ситуация сейчас усложнится. Здесь минус все. Но выходит Скорпион, куда смотреть, я не знаю. Выходят слоны, бояре, их бьют. Пытается спасти слона, но слона можно только вылечить. Слон идет в атаку снова. Кресты по тем временем могли чинить что-то. Здесь все сносится, минус 2 пламса. Так, минус 2 лука. И здесь Винч контролит, отходит. Пламсы бегут дальше. Возможно, помощь, возможно, с другой стороны атаковать. Это очень сильно напряжет. Особо на игрока послабее. Тебя раскусили. Когда уже будет тандем Тральфомодор плюс Ликстоп турнир? Так, Риксан плоховато контролит, с радками надо просто по ТЦ вставать в такой ситуации. Ну, слушай. Нормально, короче. Он заходит и убивает полностью ратушу. Так, а здесь, смотрите, одна катапульта почему-то отстала, ее пытается убить и не успевает. Так, ну здесь выходит катапульта на раненая, но здесь 45 хпшка. Убьет, мне кажется. Нет, не убил, все-таки тут был холм. Тем временем здесь микруха, и здесь уже Винч просыпает. Спасает немножко себе здесь ситуацию. О, Килоту слишком больно. Но 2 катапульты выходят, но тут все просто. В мили режим переключаешь, или даже слона подрубаешь, но он раненый.
Легкая кава почему-то делается, потому что золота нет, очевидно. Здесь, видите, Антик убежал на свое золото, а Килот, видимо, без золота играет, я понял. Он в принципе, он все, он типа ему отбили золото, он пытался сюда выйти. Ну, кстати, выходит наконец-то сюда, блин, жесть. Отбивается от этого назойливого антагониста, жесть. Так, ладно, и ставит отличную ратушу, но он без золота реально жил все это время, поэтому и, собственно, легкая кава. Здесь всякие кусты добываются через километры, и 3 катапульта отпушивают бедного Винча. Ну, бедного Винча что есть? Мало крестьян, у них у обоих крестов столько же, сколько у Риксада. Понял. Без апартмент кап, смешно. Получается реально, да. Так, нет, глюкануло. Глюкануло тебя, элитные скирмы от Винча. Так, элитные скирмы от Винча, ну, make sense, они контрят обоих юнитов врагов, но как он на себя выжмет элитных скирмов? 47 экономики, Невер второй отменил. Здесь, кстати, даже ратуша и 4 креста уже, та самая крестьянка, которая убила Ягуара, она уже создала целую колонию небольшую. Но пламсов мало, скажем прямо, да? Атака от Килота делается. Офигеть, ну Риксан бумится жестко при всем при этом. И он вообще первым в импы идет. Что за what the fuck? Что за what the fuck? Капец с утра. Так, ну у Винча есть вторая стрела, да. Винч делает катапульт из 2 осадок, но... Одна осадка упала, причем у него есть еще одна, домашняя. Когда он скорпионов делал. Выкуривал пламсов. Здесь пока все тихо, мирно. Вышка стоит, слоны работают. Замок, не забываем про королей. Риксан даже не забывает делать коронку. Как она там называется, я уже не вспомню. Но она называется пайки, чтобы быстрее атаковали и слоны, и... Так, заметил вроде. Но их убьют, хотя тут еще выстрел. Но его спокойно отмикривает Винч. Опа, ратушу поставил. Опа, 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 опа. Проблемная ситуация. У Винча тоже есть катапульта, но ее надо вычинить. Репорт на Рексане все-таки. В смысле? Не, ну реально, типа, Винч не может перейти. Здесь никаких переходов. Ни у кого никаких переходов близко нету. И вторая атака. Очень сильные радхи будут. Но все-таки против ЛК их точно надо в ближний бой переключать, я уверен. Практически. Не, ну можно половину в ближний бой, половина настреливает. Тогда ДПС вырастает, все одновременно атакуют максимально. Как будто... Как же здесь... Какой же здесь пот? И еще выстрел живет. И... Ну как-то вообще прям ничего. Антик запаривается, но не получается продамажить катапульту. И... Но здесь он достроит все-таки. Достроит 2 креста. Но потеряет много пламсов как будто. Да хера, ты же достроил. Почему он пытается микрить дальше? Хорошо, ну тут Риксан уже в импах. Просто отошел, боя не было. Ставится замок. Никто ничего не парит. Третья стрела, конскрипшн. Ну, Риксан, конечно, а тот еще смурфак. Странно, что он так сейчас пассивно играет, конечно. Ну, ждет типапов, ждет требов, грубо говоря. Блин, самое прикольное, что он играет в один замок. Это, конечно же, опять снова ошибка, как и в первой игре. Он пытался долго в один играть замок. Я даже не знаю, у него нет камня, да? 750 вроде есть. Пивоганиста. Ракета. Нифига, сколько у него крестьян. Опа! Ну, Винч пытается Антика передушить, и Винч апается в импы, да ладно. И, ребята, знаете что, если он перейдет в Генуэстов, он же законтрит потом этих пацанов, по идее. Но проблема в том, что седло не апает, в конюшне нету у Риксана, и у него, блин, реально седла нету. Да, да, не, он шарит. Так. Элит капать. Ну, Винч тоже апнулся. Удивительно. Но у него, конечно, экономика, наверное, швах. Хотя 78 крестов. Антик не апается, да? Хотя, казалось бы, уже должен, что ли.
Он вообще не может ап. У него вообще фермов нету. Типа здесь и все. Жесткий расстрел, с пайками они стреляют очень быстро, статы какие-то бешеные. Какие-то прикольные юниты, кружева какие-то. Что делает Килот? Легкая кава. Блин, он, конечно, здесь сольется, мне кажется. Но здесь, конечно, сложное понимание. Да, ну причем он не сливается, отходит. Но походу Килоту выгоднее было бы всего просто ЛК на самом деле сюда послать и сделать здесь разницу. Грубо говоря, продать себя, чтобы добить антика. King's Location. Так. А кто это прокачал King's Location? Король бежит антика. Антик ливает. Слоны на подходе. Но они прям не осадные. Милли режим переключает. Да, правда, слонов отдает. Всем... Тут буквально 3 радхи было бы достаточно отправить на эти катапульты. Но Винч что, уже перемикривает? Да, у него уже 3-я стрела, он уже катапульты не чувствует. У него дополнительная броня та самая, да, первая. То есть, значит, он вообще не качал ничего сам. Король стоит просто... Так, ну нет, радхи тут навалят этих легких кавалеристов. Хотя замок все еще стоит. Было бы тут седло, 135 хп, это забей было бы. Но все равно слишком много юнитов. Суммарно по экономике, конечно, полная жесть. Так, X сюда. Блин, спрятал короля, конечно, сомнительно, но окей. Пилота ничего нет. Шиза, зайка. А ее так можно доживать? Как этот замок еще стоит? Типа реально. О, ну тут уже олени сами показывают, где дырки. Ты вот олени не подгоняют, я уже понял. И так, радхи уже добежали до Винча. Винч что тут? Типа требит. Ну, знаете, антагонист так-то, ну, умирает. Но очень долго он будет умирать как-то, да? Здесь идет разносыч, в принципе. Выходит даже итальянская пушка. Последняя атака. А, тут же король! Тут остался король! Он его не заметил. Король пивушек. Телохранитель идет с ним. Отреб. Ну-ка. Нет, он не видит. Он не видит. Или видит. Что? Треб замахнулся. Тут табуретка вообще упала. Тут табуретка вообще. Это инопланетяне. Капец, что будет? Ничего, король просто отдыхает. Антик вообще сюда вынырнул. Он вынырнул вниз, на дно. Антик долегает на дно, смотрите. Так, ладно, король. Стоп! Куда король бежит просто? Нет, его очень быстро убьют. Его очень быстро убьют. Нет. Минус Килот. Прикольно, что на Enclosed у нас здесь такая тема. И Винч такой, Винч, давай, 2 в 1. Винч не сдается, Винч такой, пофиг. Но он, конечно, наверное, не ожидает, насколько мощно на него пачка придет. Хотя посмотрим, элитная радха. Чисто, что реально опять нет седла. Но здесь генуэзец. Риксан слингует антика, на! На! Можешь сегодня пообедать. Килат. Килат? Ну-ка, ну-ка. Иллюминати. Так, а где, блин, король? Тоже я не знаю, честно говоря. А я знаю, где Винча король, сейчас скажу. У меня хаткей на него стоит. Вот он. Ха, мышка. У меня есть хаткей на короля. Так. Элитные генуэзцы, элитные радхи. Здесь еще антик. Прокачал пламсов. Танцует. Тык. Куда король убежал? Он явно... Блин, я не вижу его. Он убегает. Килот уже умер, а он убегает. И приколите, здесь антик, но здесь антика нет, только кресты убегают на базу Килоту. ГГ, признает поражение Винч, и у нас счет 1-1.
Фух. Ну, Антику, конечно, подфартило. Да не, нормально. Не, ну Винч в этой катке неплохо сыграл в начале вообще. Но потом тоже его Антик наказал с другой стороны. 1-1-2-8. Линк на сосиски. Дед копейки. Александр затащил катку. Да, слабый затащил катку вообще. Посмотри на счет, типа. О май гад. Не, он действительно как-то капец сыграл. Вот чисто одна ошибка. Ну, не прокачал седло. Даже пайки прокачал, но забыл, что седло тоже апает. Ну и скорость, соответственно. Тоже было бы прикольно. Так, ну Винч мы видели, как потел, как мог. Ну, по всем статам у Риксана больше. Киллов просто зарешал, да. Килло-то все-таки проблемы с началом, это точно здесь. Килло в начале... Пикать славян, ему нужно время, ему нужно бумить. Видимо. 61 армия, охренеть, да. Ну, прикольно, что Винч на самом деле из такого тоже довольно мертвого положения, когда его столько крестов убили, он все равно камбэкнул, импы нажал. Забавно, забавно. Ладно. Сейчас прорыв года, потом решим. Что тут происходит у вас? Что у вас происходит? Угу. Ладно, следующая карта вообще African Clearing. Мун решит, кто прорыв года. Да Мун уже ничего не решает, успокойся. Мы за Муна решимся. Мы все решим за Муна. Так. Погнали. Счет 1-1. Что-то он там какой-то кривой, ну ладно. Так, ну погнали. У нас у Винчестера вообще гуны. Сталь тянутся друг к другу, конечно. Пипец, они близко. Ну, Винч показывает, да. Гуны против литовца. Литовец, окей, интересно. Здесь крестьянка идет, здесь крестьянка. То есть Винч оставил одну далекую. Там. Здесь посмотрел, ставит ратушу. Крутил! Оплачиваю большие деревья на ближайший час. Понимаешь? Ой, настройки. Пауза? Так, у нас антагонист поставил паузу. Напоминаю, игра уже 2 дня назад прошла. Я не могу это... Я не могу в Capture Rage. Я не могу, чел. Я могу только вырубить модом, но... Такое. Короче. Какая пауза? Что еще за пауза? Кто деревья не ставит? Ну, сорян, у меня нет DLC на втором аккаунте. Так, ладно, давайте смотреть. Все, большие деревья, окей. А, все, пауза прошла? Ладно, смотрим. Слушайте, офигеть, а как Винч быстрее всех ратушу поставил? Он же одним крестом стоил, потом и крестьянка там ходила. Так, ну забирают. Забирают? Нет! Он хочет к Винчу! Он хочет к Винчу, тут крестьянка. Ой, лучше бы я не брал, думает Антик, лучше бы я не брал этого слона, иди нахер. Все, перехват за счет буквально лошадки, на самом деле. Так, давайте обратим внимание. Все, гун с лошадкой понятно, быстро поставил ратушу, не знаю как. Наверное, просто крестом сходил и ушел нормально. Хотя здесь казалось, что 2 всегда строили у Антика. Здесь Антик сюда пришел 3-й крестьянкой. Красиво действительно бабабы на 200 реса, ну и другие акации всякие. Итак, смотрим. Очень близко у нас килот на персах. Килот на персах, отличная ратуша. Да, нет рядом леса, но думаю разберется. Ратуша между 2 озер. У Винча практически тоже здесь 2 озера. Но у Антика жесткая ратуша тоже. Посмотрите, даже есть дерево рядом. В принципе, очень жестко. И
Риксан где-то там далеко на Мали. Ну и вот и думаете, что лучше. Когда вы вдвоем рядом, да? Блин, как же лошадь, конечно, бесит. Но Антик шарит за эти темы, причем пытается подогнать дальше. Слушай, ну тут Антик разрулил ситуацию. Главное, креста не слить, и кабана не слить. Ой, ну неплохо, неплохо. Прикольно, что там 4 хп на кабане оставалось. Короче, да, лошадка бесил Винч. Но Антик мало того, что отменил кабана, засейвил креста, еще его перехватил. Там бах-бах-бах. Ну, кабанчик не очень круто упал, но главное, что он Винчу не достался. В принципе. Там еще было 4 хп, он спокойно все рассчитал и раскликал. Практически нормально. Ну, можно было по ТЦ убить так-то вроде как. Вот какая ситуация лучше, да? Может, сейчас опять Риксан отбумит и двоих вынесет на Молице? Молице это та еще тема, конечно. И тоже озеро неплохое, конечно. Ну, чуть что, да, это база. В принципе, практически никогда не бывает ситуации, когда ты ставишь первую ратушу не на озере. Разве что ты хочешь прям в супер-убер-мега-угол загнаться, да? Но проблема в том, что ты загнался в угол, ты типа заволился, но у тебя мало того, что нету, тебе надо выходить сюда мельницы, да? У тебя и вокруг будет мало озер, и кабанов будет мало вокруг, там, 2 от силы. В общем, ты себя загоняешь в дебильную ситуацию. Это кабан, вообще-то. Винч лучше играет. Жесткая аналитика от Битлмена. Ладно, давайте где-то будем ускорять. Где-то будем ускорять. Ну что, здесь все-таки на номад старте сложнее держать темп. Здесь будут сильные игроки отрываться по крестам. Так, Винч тут подблочил. Лесопилка. Это что? Это всего лишь... Такая тема. Так, ну а о Риксане вообще информации никакой нету. У антагониста есть какая информация, допустим, давайте посмотрим. Так, ну, Винч рядом, Килот где-то тоже, наверное, через перемирие там показывается, радиус перемирия. В принципе, готовится переходить. О! Вот для чего перс. Это адаптация? Это хорошо. Стоп. Подожди. Удалил ТЦ? Слабый ТЦ рашит сильного, а Винчо останется расправиться с Риксаном. Ну, буквально. У него что, резов нету? Я не знаю, у него резов нет, у него не 228 было леса. Нет! И Винч ему такой... А, у него здесь лесорубы. Ладно, нормально. Я думал, у него вообще лесорубов нету. Еще тогда надо в этой ситуации сбрасывать лес ТЦ Винча, но это вообще забей сложная тема. Антик такой, что происходит у вас там? Ну, Антик понимает, что происходит. Ой, блин, тут проблема в том, что Винч может что угодно говорить, но Килот должен шарить, как ставить ТЦ в радиусе. Вот здесь, например. ТЦшки нету. Не ставится. Сюда можно поставить, сюда ставь. Винч говорит, сюда ставь, типа тут главное радиуса коснуться. А Килот такой, даем это, все, уже ничего нету, типа, понимаем. Да, нормально, ну нормально. Ну-ка. Боже мой, какой Титаник. Антик уже перешел. Винч, конечно же, делает фасткасл. Блин, ну Антику надо было сидеть в ТЦ 10 крестами, чтобы все-таки убить ТЦ. Или типа пофиг, чтобы убить сразу ТЦшник. Гениально. Блин, но стратегически это прикольно. То, что они ТЦ рашат Антик, а Антик такой, блин, делаю стрельбище. Но Антик тоже, наверное, понимает. Ля, мужик. Ну, тут, конечно, я буду что-то делать, но тут же Винчестер сидит, которому пофиг, и он делает какой-то там прикольный фасткасл. Ну, кстати, нет, не фасткасл делает Винч. Он у него какие-то проблемы, либо что? Почему? Мне кажется, у него какой-то поздний переход идет, или меня глючит. То есть Антик уже давно перешел, а Винч переходит на крест... На креста позже, но у нас намного позже получилось. Не совсем понял, как так вышло. Потому что у меня Capture лагает на этой видеокарте пока что. Так, хорошо, Винч выходит в стрелков, да? Задача задушить Антика довольно быстро. Вот и все. Так, ну тогда вопрос, что сможет Риксан сделать?
У него лесопилка, но он фасткасл делает. 23, он фасткасл за Мали делает. Вот это уже интересно становится. Тут дебильная лошадь ее убивает, но пика минус. Лошадь не убивают, лошадь блочит. И за счет лошади крест убивает лука, серьезно? Еще одного? Но это уже слишком. У него Элла 700-800. Килот руина. Чел, а ты по одному муву судишь, что он руина? Но он просто не рассчитал. Он не каждый день царашит. Он нифига себе руина, он нас заваливал жестко. Так-то. Но он просто не шарил про этот момент. И все. Все сразу руина-то. Так, ладно. Килот был 750, по-моему, рейтинга, но сейчас он уже 1100 где-то. Придется нелегко, но не думала, что настолько. Не, ну Антик теряет ТЦ и перестраивает как бы. Кстати, прикол, он получит плюс 100 еды, ребята. Любая ратуша, даже за Литву выгодно ТЦ рашить. Плюс 100 еды. Это не шутка. Ну там точно плюс 100 еды было. Прикол, это очень забавно. Так, здесь лесорубы остались. Здесь скирмы на скирмов, но литовские скирмы быстрые. Блин, а мне казалось, что Винчу надо фасткасл делать, или я совсем дурак? Просто делаешь фасткасл и... Так, идет еще один ТЦ-раш. Еще один ТЦ-раш. Винч говорит, ты ТЦ-рашишь. Все, Килот, давай, твоя задача простая. Yes. Но неужели просто бумит так? Килот говорит, да, все, четко, я ТЦ-рашу. Ну куда ТЦ-рашить? Покажи мне. Антик тянет резину. Сюда ТЦ-раш, ну здесь скин стоит просто. Антик, намечай ферму. Антик становится крестами, он понимает, он же видит крестов всех. Что делать Винч? Винч заходит с кермами. Винч даже не в луков играет, это очень странно. Если бы он играл в луков, я бы понял. Он бы мог крестов выносить тут всех. Он играет с кермом Винч. Странно. ТЦшка пытается построиться, и он может ее начать строить, тут ничего не мешает. И он строит ТЦшку персидскую вторую, но уже на следующую камень надо будет добывать. Это дизастрич. Антик начинает принимать боевку. Так, а здесь зданий нету, просто рынок кузницы. Он что, будет бумить просто? А может это правильно? Жесть, начинается... Тычевская холма, скирмы. Здесь типа Винч рейдит, но это такое. Так, сколько крестов потеряет Килот? У него 17. Здесь раненые. Антик еще садится в ТЦ. ТЦ достроен, он прыгает. Но еще минус 3 креста в самую последнюю секундочку, кстати. 12. 31 у Винча, 25-25. Но чувак переходит в замки. Казарма. Да не, ну конюшню надо делать. А может осадку? Но это серьезный вопрос. Осадка без прикрытия... Нет, это сложно. И то, и то. Пьяный мастер. Ну и антагонист не может... ну антагонист может сделать еще одну ратушу. Все верно. Может. Я бы, наверное, делал сюда, хотя тогда ты сильно зажат между двумя буквально, да? Не-не-не, надо убегать к Килоту потиху. Ой, к Риксану надо убегать. Вот этими челами. А этими челами... Ну, туда... Вариантов мало. Короче, типа тут конюшня. Ну, Винч переходит и делает скирмов. Продолжает делать скирмов, точнее. Так, что еще я не вижу? Ну, не пытается чинить антагонист против перса свою ТЦ, это понятно. Две конюшни резко родились и бегут кони. Давайте посмотрим, какие кони выбегут. В принципе, Антик крестов-то особо не терял, как будто бы, да? Он теряет только ТЦшки. Вопрос, что дальше? Надо персу было бумить лучше. Не факт. Мы видели по прошлой игре, что Килот бумит дольше. Ну, скажем так. Ну, не уверен. Не, мне кажется, это правильная игра. Просто как именно это исполнено, это, конечно, вопросы. Квиквол от рыцарей. Рыцари вышли с первой броней без седла. Просто начинают квикволить Винч. У него здесь дырка, по-моему. Вот здесь дырка. Между этих двух зданий, рынком и стрельбищем. Так, рыцари забегают. Но тут и скирмы с луками становятся. И стрелы нету, но кони уже в крестах. То есть опасно. Винч сливает отсюда. ТЦ убит. Что? А что дальше? Тут с кабаном надо разрулиться еще. Господи, ну Винч начинает терять каких-то там юнитов. Несколько крестов, он отходит. Он атнулся и делает конных стрелков. И поэтому ему нужна была конюшня. Так, здесь с носорогом распилились. И литовец сейчас получит еще 100 еды. Здесь, кстати, тем временем что?
Ой-ой-ой, кони должны бежать. И Анти говорит, вперед, 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 душим Винча. Отбиваем от золота, тогда цашек не будет. Но видишь, делать монастырь, надо камбэчить. Это суббота, субботняя игра. ТЦРаш переоценен не всегда. ТЦРаш может зайти. У Килота рейд даже выше Риксана. Ну, я точно не знаю, но есть вероятность, что, допустим, Килот играл в соло, ну, под присмотром Винча, например, и тогда это совсем не удивительно. Но может и нет. Риксан уничтожает Винча? Что, опять? Ну да. Риксан нашел и здесь. Ну, вы видите эти все иксы, да? То есть, Антик говорит, этих сюда, там. Ну, короче, рейди, Антик управляет. Сюда! Не то я на тебя репорта натравлю. Ладно, здесь... Здесь, конечно, Антика выкурили. Но Антику вообще похер, он просто тут добывается. Как же они живут? Тем временем, 33 креста, 19 уже у Килота, 31-26. Антик начинает тоже, кузницу делает. Как же много иксов, типа души. Но появляются монахи, и монахи будут огромной проблемой. Но проблема у золотом здесь. Так, рыцари объединяют. Много рыцарей, вторая броня. Но как же нужна скорость? Просто как же тут все-таки нужна, я уверен, скорость даже. Чтобы даже убивать монахов, тут скорости нету. Скорость, даже приоритет перед седлом. Тут потому что монахи, потому что конные стрелки, иначе он будет батить. Первая стрела, седла нету здесь у Винча, но это, в принципе, он... Не, ну с первой стрелой против второй стрелы будет тяжело. Какого рыцаря, ну, Винчу необходимо и конвертить хорошего рыцаря, он конвертит, и прятать монаха, ну, после лечения, да. То есть, в принципе, он максимально грамотно пытается делать, и, в принципе, работает. Но Риксан забегает еще и сюда, потому что им управляет антагонист. Дальше. Здесь у нас... Видите, Антик прям понимает, что да, он может свою экономику сетапить лучше, наверное, да? Но выгоднее управлять замковыми конями, чем управлять феодальными своими крестами даже. Ну, возможно, и Риксан и сам тут все понимает, и сам все делает, мы не знаем, но, видите, кони умирают. Да, здесь, наверное, Антик... ну седло прокачалось, кстати. Но Антик должен сказать, что нужно и прокачать скорость. Тем временем ТЦРаши закончились. Очень много коней начинается конвертиться. Очень интересно, что будет дальше. Ралли-поинт там тупо вышло, да. Антик вложил в Риксана дофига денег. Было такое ощущение, что с арены пришел по прошлым играм. Либо с низкого рейтинга. Ну... Аладус Капа. Ресурсы, наверное, стандартно только с 4-й кидать. Еды не хватало в моменте. Ну, скажем так, когда у тебя стоит выбор делать 9-10 коня или скорость, ты делаешь скорость, скорее всего. Обычно. Особенно, когда ты рейдишь, особенно против монахов. Лучше меньше коней, но со скоростью. Гигачат какой-то. Я помню, Киритастрич когда-то пришел на Русаоки, он был самым слабым игроком. У него был рейтинг 800. И потом он стал уничтожастричем. Это было 2 года назад, да? Секретные страты Сито от Килота? Ой, да камон, он выполнил свою тему. Он замедлил Антика. Но Антик уже в замковой. Так. Посмотрите, что делают рыцари, да? То есть, как лучше всего заюзать сконверченных рыцарей? Вот как. Вот как. И это может быть дизастрич максимально. Винча 46 крестьян, у остальных по 30. Проблема в том, что Килот, правда, феодал то капается, а все остальные в замках. Но это еще ладно. Так, здесь просто ТЦшки, абсолютно объяснимое решение антикам. Плюс 100 еды, плюс 100 еды. Ну, монастырь бы еще, наверное, бахнуть все же. Но это ладно. И получается, Риксан здесь своих спасает. Апнул ли он скорость на коней? Нет, не апнул. Еды не хватает. Ну... Блин, заводить бы этих челов, а на самом деле ратушу поставить. Ратушу поставь. Кстати, я так понял, он 100 камня продал. Потому что играет в одну ратушу. Так, здесь рейд. Винч, конечно же, стабилизируется, он очень силен. И он начинает рейдить. У него нет, правда, до сих пор второй стрелы. А антагонист готовит скирмов. Ну да, все правильно. Чел в темной эпохе. Можно против Винча полностью играть пока что.
Почти 27. Привет, самый слабый игрок. А что поменялось? Кирит Астрич, кто тебя тренировал? Кирит Астричу не нужны тренировки. Как же Антик жестко выживает, капец. Да в смысле выживает? Ну да, типа выживает. Отстраивается? Ой, как много тут крестов потеряно. Как будто лума нету, да? Но он есть. Так. Такое впечатление, что команда Винча камбэчит. Ты в начале, а потом Дарк. Ага, понятно. Тренировки сильным не нужны, слабым не помогут. Здесь крест работает, Антика. Здесь пара крестов. Здесь у Килота камень. Килот продолжает ТЦРашить? Точно! Знаете, что сейчас Килот должен делать? Перейти в замки и ТЦРашить каждую ратушу за перса. Вот это будет бомба просто. Ого. Та самая крестьянка, да? Нифига Антик заметил, да? Типа прочекай здесь крестьянку. Жесткий плей. И замки, да. Ну, довольно быстро замки идут. Так, здесь кони, кони, кони. Винч, квикволь. 2 конверта, понимаете? Винч на конвертах, конечно, против 1100 игроков, но это будет фит. Так, у нас у Килота 35 крестов, но Антик уже догоняет Винча. Здесь, в принципе, 2 ТЦ, да. Риксан там где-то ТЦшку бахнул. Хорошая ратуша, и Делес прикрыл, вообще отлично. Так, ну Антику как будто бы еще не ратуши. Антик может разозлиться и такой, ща поставлю замок. Прокачаю коронку, чтобы меня ратуши на 9 стреляли. И поставлю, и я его этот царашу, перса. 2 конюшни. Ну, очевидно, что перс будет в коне, либо вербов играть. У Риксана эко Аладья. Мысли. Ну, ничего лишнего, да, что. Перфект эко. Скирмы тусуются. Так, куда смотреть? Я, честно говоря, немножко потерялся. Вот. Да можно Килота подрейдить так-то. Чё бы нет. Заставить его... Я треню хлеб. Если бы Тимастер так попал в золотую лигу, они бы заняли первое место? Но они бы... Я не знаю. Но они бы поборолись, но не знаю. Тимустер знает, кого посмотрим. Вот это рейд. Риксан рейдит Килота. Здесь рыцарь. Плюс 2 стрелы у литовца. Литовец вообще в элитных скирмов же вышел. Но вот проблема. Тут уже нужны верблюды от Килота. Его рейдят, кони хорошие. Но здесь тоже проблема. Давайте смотреть. Ну, вроде хорошую ратушу поставил. Вопрос в реакции, да? Здесь сел в ТЦ, здесь надо тоже. Блин, прикольно сел в ТЦ, только этими крестами, то есть четенько. Ну видите, здесь куча айдлов была незамеченных. 3 штуки сдохло сразу. Так, ну Винчу типа пофиг, он будет подрезать, потому что пачка хорошая. В принципе, да. И он шарит, что тут нет стрелы никакой у чела, и поэтому можно наглеть. Но здесь Риксан такой, блин, что происходит? Да, сейчас мультитастрич. И не увел крестов с леса. Обязательно надо было сюда леспилку поставить. То есть вот эти челы, они просто сами себя тут заперли. Работали бы здесь, спокойно убежали в ТЦ, и, ну, что-то было бы лучше. Винч бы так не наглел. Винч 4800 счет, 2800, 800, 1500. Что за катка, просто пипец. Что за катка? А это у нас счет еще 1-1. Давайте где-то ускорять немножко. Давайте где-то подускаривать. Ну, я не знаю. Винч убивает колоссальное количество крестьян. И это ГГ. Да, нифига ускорил. Ну, колоссальное количество крестьян, да. Ну, и это уже ГГ. У Винча уже больше крестьян, чем у Антика. И там у Риксана 24 осталось. Жестко все быстро перевернулось. И Винч наказал. Ну, а вы говорите, стратегия Килота не сработала. Сработал, получается. Вовремя включился. Блин, как бы не потел тут Антик с этими иксами и все прочее. 2-1 счет. Жестко. Не, ну вот это была стратегия, конечно, да, жестокая. Но он просто не сориентировался, как ратушу поставить. Ну, потому что там сложно, там озеро, лес, там реально не просто так-то. Ты боишься не туда ратушу поставить, все такое. Так, у нас хайдаут на очереди.
Сколько у нас времени? Ладно. Килот затащил. Терзайка на 1К1. Терзайка... Нет, она играет в рейтинге, у нее даже там меньше, чем 1К1. Либо что-то такое так-то. Просто вопрос, как сыграна команда. Уроки Оладья закончились. Теперь у нее другой тренер. Нафиг Оладушка тренера. Теперь ее тренирует Снэпи. Почему на логово Варлорда колорадская... Где логово Варлорда? Почему на логово Варлорда колорадская желто-коричневая ленточка? Так, Траль. Вот людей бомбит с этой... ленточки. Тут логово Варлорда, господи. Ну, просто ленточка и все. Помоги апнуть Терзаки 1К5. Ой, блин, а мне кто поможет? Когда-нибудь хорошо. Я не знаю, Зайка перестала платить. No money, no deal. You know? Капитализм. Все. Все жестко. Так, короче. Скрытый 3К на картах панкухи. Одно дело, когда сам играешь, другое дело, когда тобой хорошо управляют. Да, абсолютно. Давай уберем. Да, нормально. Ты сам не платишь теперь. Я должен платить тоже. Все. А что там пать? Люди за один день няпают. Да, мышку Клаву купил, реально. Погнали смотреть. О, в этот раз интересно. У нас Винчестер на фиолетовом за Эфиопушка играет, но теперь он играет против Риксана на корейцах. И кореец как будто бы неплохо против Эфиопа, да? Но я думаю, Винч найдет какую-то контру здесь. Смотрите, как он удаляет тайл и не ждет. В принципе, много, видимо, очень прикольных мувов от Винча, да? Вот такие темы, как убить волка, как убить всех, как килотом ТЦ-рашить. Здесь у нас килот на венграх, чилит, да, как будто бы. Но... Антик на Риме вообще. Рим на венгра. Ну, Рим контрит венгра, окей. Забавно вообще. У Риксана цивилизация опять такая вот, как типа бенгальца, да, такие корейцы какие-то, не самые, не просто тупо клонная нация, грубо говоря. Пиф-паф, ой-ой-ой. Ладжик спрятался. Чем обычно платит Зайка? Наличными. Так. Ты не корми его. А не, это ему еще понравится. Лучше наоборот, начинай перекармливать. Да, не корми его, не сработает. Это фигня. А вот перекармливать, удачи. Было бы сильнее, если бы Винч просто одновременно играл двумя цветами. Да. Ну да. Ну, подожди. У него одни ресурсы. Это один игрок. То есть он играет с двух компов, либо он играет с одного компа, но за две ратуши. И у него одни ресурсы. У него общая популяция, общее все. Два игрока. А как? А как это? Ну, а как? Не, чувак. Не, это не понял. Типа, это как, ну... Чисто теоретически, либо вот у него один комп сидит, и вот второй. С двух компов? Нет, это херня будет. У тебя мозг взорвется, мне кажется. Ну, я не знаю, это надо быть каким-то вот реально цезарем каким-то. Типа, у тебя просто мозг взорвется. Не. Легче играть... Не, мне кажется, у тебя мозг взорвется, честно. Хотя... Блин, не знаю, это что-то новенькое. Ну, типа, с двух компов играть, это забей. Либо... Ну, как? Морг. Ногами за килота, руками за Винча. Чё с дела? Еще надо за кикешку играть. Ладно, я все пропустил, протрындел. У нас ребята здесь в домике. Эфиопушек делает фасткасл, а вот и нет. Винчестер снова как будто бы... Блин, а если он фасткасл получится сделать? Да не. Не, что 10 олесей. Так, это лучники. От килота, от Винча. Ну, он попытается задушить, видимо, Риксана. О, тут кабан не съеден. Сейчас идет за кабаном.
Попытается задушить его. Лучниками. На тайминге, я понял. Make sense. Но не знаю, антагонист что тогда сделает? Антагонист как будто бумить собрался. Выход на камень от Килота, за венгра, выход на камень. Интересно. Кикешки проиграл? Да. Лашка надо кормить из ложечки, приговаривая. Это за автопорика, это за хомутик, это за переход в имперку. А чё переход в имперку? Смешно. Спам ладушка. Ой, я думал, это два стрельбища. Это одно стрельбище и кузница. Ну что, будет давить не качеством, не количеством, а качеством Винчестер. А здесь антагонист помогает. И сейчас будет получена важная информация. Так, тут вообще-то лучник, крест. Так. Давай, размениваемся. Винч не Антик не хочет. Тем временем. Рынок кузница Рим делает ФК. Что получится у Риксана? Видите, еды не хватает. Это потому, что он поздно кабана, вероятно, ест. Ну, в целом, мапается так странненько. Здесь пока фермы не нужны. Смотрите, еды еще нормально. Привольчик, но здесь есть проход. Как будто задача Килота жить до замка. А Винч должен двоих убить. Помните, как I7 играл на этой же карте и против команды антагониста, и у него получилось просто космический урон нанести? И его челик даже поставил замок на антагониста, они сдались. Так, рынок. Ну видите, в чем проблема? Рынок неправильный. Вот в этом уровень, да? Антик такой рынок не поставит. Будет пушить антика, он правильный рынок поставит. Да, прямо за воротами. Здесь. Но, а Винч, кстати, как будто не понял, да? Видите, антик даже иксует сюда. Здесь типа надо левее поставить что-то, потому что ты неправильно ворота поставил. Видно? Проекция. Но Винч сразу переключился на другой тайл, и на самом деле сейчас он вообще немножко спит в плане того, что... Блин, Винч сейчас вообще спит. Кресты без лума, можно их лупарить. Вы ждали, что Винч что-то агрессивное будет мутить, поэтому переход раньше. Поэтому ты перешел раньше. Хорошо. Но вышку не делаешь. Ну, можно было вообще через две вышки сыграть. Чуть-чуть камушка закореется добывать. Да, раз вышка, два вышка. Но Антик говорит, нет, дружище, вышку мы делаем сюда. Прям в золотый лес. Да, потому что эта вышка, она фигня, он ее обойдет и зайдет к тебе в лес. Строим вышку. Если ванпост, скаут бегает. Лучники делаются, фермы. Но Антик решил просто бумить. Это меня немножко настораживает. А, привел крестьянку. Вот такая вот тема. И делает осадку. Ну и будет дешевыми скорпионами отбиваться. В принципе, рабочая стратегия. Слушайте, ну прикольно. Александр вроде крестов особо-то не сливал. Килот нажал переход. Но Риксан под пушем нажал переход даже раньше. Ну что, Скорб, который еще и под себя может практически стрелять. Кресты очень вовремя уходят, на самом деле. Выход на камень. Выглядит как нормально. Так, ну сейчас важно. Сейчас важно, возможно, что Риксан может чинить Скорпион. Играет на 2К+, как будто, да. Чумби. Ну все, два скорпа, и как будто бы можно сидеть бумить антагонисту. Да, он так и делает. Как агрессивно Скорпионом играет. Ну, видите, Винч пошел крестов убивать. Блин, он в крестов разменяется. Зря чинить пошел, мне кажется. Типа, Антик бы тут сам разрулился. Либо это была такая команда Антиком. Я не совсем понял. Зря только крестов отдал, мне кажется. Тут и два скорпа бы и так справились. Ну и посмотрите на разницу, да? То есть Килот переходит в замки, а Винч уже на 35% замковый, да? Но он-то успел напрячь челов, развести двух челов на реакцию, да?
В принципе. То есть, насколько, конечно, разница высокая. Но, офигеть, реально, Килот решается пойти на форвард? А почему бы и нет? Винч-то инфу видит. Он знает, что здесь чувак, скорее всего, да, поставил осадку, но в целом бумится. Очень вероятно. И, соответственно, идет форвард. Причем остались лучники, которые тоже идут на помощь. Ситуация повторяется, как в матче со системом. Абсолютно точно. Мы это стримили, кстати, по-моему, то ли в прошлый понедельник, то ли что-то такое было. Так. Вышечка есть. Ну что, антагонист, берегись. Сколько у него крестьян? 39 пока что. У него осадки нема. Импера. Так, давайте чекать Килота. Надеюсь, у него есть на замок. Да, есть. А, вот такой замок идет. Не убер агрессивный, но тут с другой стороны ратуши нету, на которую поставить. Ну нет, на форвард таки идет. Все, максимально вплотную. И Антик это видит, такой, блин, ну фигово, что. Фиговенько, скорпы отъезжают назад. Здесь тем временем вообще монастырь, осадка. И неужели импы? Пока нет. Пока нет пила. Пока еще импов нету. Ириксан уходит вообще куда-то. Он тоже, что ли, Каслдро будет готовить? Монастырь, домики. Лума, кстати, до сих пор тут нету. Так, а что делает Ириксан? Да, он идет каслдропить. Слабые каслдропят сильных. Но проблема в поддержке. Ты без поддержки это будешь делать? Анти говорит, сюда. Но здесь дом стоит. Он проход делает. Блин, ну если здесь луки были бы. Ну Винч же видит, ребята. Ну Винч это 100% видит. Ой, не видит. Да ладно. Он качает дозор, таунвотч в моменте. Ну здесь, кстати, скорпы бы не сильно помогли против Манганелики. Но это уже, конечно, да. Чбоньк, и это пипец. Он просто за счет дозора в моменте катапульт. То есть, ну он... Ну это в какой-то степени повезло. Какого хера там Манганель? Ну это просто и дозор, и он выезжает в Манганелю. Почему тут вообще Манганель? Ну типа против скорпов, да, против скорпов Манганель. Хотя, было ожидаемо, что она как будто здесь осадка и отсюда скорпы едут, да? Вот это было бы ожидаемо. Так, здесь бегут эти гусары. Замок отменяется. Ну и кресты сдохли. Это дизастрич. Ну это капец. Но объективно говоря, не было поддержки. Тут могли бы быть, например, луки. Но видел выход крестов, наверное. По-моему, здесь удалял Тайл Эриксан и выходил. Не думаю, что он мог чем-то видеть. А может и видел, ребята. Может он и видел эфиопским аванпостом. Но я не уверен. Я вот не знаю. Может он видел этим аванпостом. Делается сюда замок, дизастрич. Здесь типа скорпы дефаются. Здесь нужна Манганель. Здесь капец просто. Здесь, конечно, надо было Риксану поставить вышку и потом уже замок. Что-то типа такого. Но это максимальный дизастрич. Он не достроит, я уже вижу. Подходят скорпы. Тут еще крестьянка может развлекать. Сразу минус скорпы практически. Крестьянка будет тупо чинить. И это ГГ. Ну это жестко. Аванпосты решают? Да, это пипец больно, потому что буквально... У Винча буквально здесь не было никаких луков, ничего такого. Буквально минимальными усилиями здесь получилось, да. Собирают просто релики, тут бумится, выехали катапульты и все увидели. Ну, ненадежно сыграл здесь... Ненадежно все они сыграли здесь, честно говоря. В этом плане этот замок был надежнее, потому что, ну... Ощущалось, что у Антика здесь ничего не будет. А вот то, что у Винча ничего не будет, ну, нет, извините. Тут, в конце концов, тупо стрельбище стояло. Мы это помним. Жесть. Ну там вагоны корейские с базы должны быть. Хз, зачем он осадку ставил вообще? Ты сейчас предполагаешь, что Винч думал, что там уже точно стоит замок, и поэтому вагоны корейские, поэтому зачем он осадку делает? Но он осадку и монастырь сделал. Честно говоря, не знаю, о чем. Хорошо играет от Винчестер. Им бы на про-сцену. У копилота тайминг лучше. Ну, камон, тут тебя Винч. Понял. Я бы выиграл, кстати, если бы замок на базе поставил корейцы.
Ты бы выиграл? Возможно. Но это было бы приятно, конечно. Все равно бы монахи их конвертили. Мега-эко? Мега-эко. Ну, в сравнении с другими, да, 67 за Рим, в принципе. Прессы есть, рынок чинится, типа. Можно сюда выйти. Нубатурики поиграть. Вот, это нубатурик. Видосики под смурфами напилит и пилить. Алашка, ты видюху от AMD взял? Да. Так, погнали. Next. 25.7. 0.23. Вот так происходит. Ну, мне честно не понравилось, что Антик просто бумил, честно. Точнее, он не просто бумил, он дефал осадкой, но... Ну, окей. Получается, килот они напрягли тоже. Как? Уже счет 3-1. Водичка, ты где? Можно было держать в голове, что Эфиоп захочет аванпосты ставить. Ну, да. Блин, прикольно получается, конечно, интересно. То есть вот эта агрессия, она дает прям плоды. Как и с ассисемом. Так у нас сильно лучше, если замок не отменяют. Если. Ну, наверное. Но я что-то не уверен, что прям сильно лучше. Ну, может. Не, ну выгодно, конечно. Да непонятно. Винч опять начнет вагоны конвертить. Но я тоже удивился. Он Винч апается и ставит осадку монастырь. Он часто так делает. Он типа вот, типа, знаешь, как на всякий случай. И типа, а что вдруг? Так, ладно. Сейчас у нас аренка, начало которой мы немножко смотрели. Так, давайте смотреть. У нас получается Винчестер на половцах. И снова он против антагониста. Здесь антагонист на британцах. Вот посмотрим, где там антагонист креста слил. Или что? Здесь у нас килот на болгарах вообще. И Риксан на хиндустанцах. Так, ну что? Где боры? Видим боров. Wild Boars. Best of 7. До 4 побед финал. Че, реально креста сольешь? Ну, ладно, смотрим. Болгары вперед. Болгары, да. Команды бонус, что... Ну нет, у всех по 14 крестов. Просто жестко. Ну-ка. Просто прадел, значит. Просто странно, антагонист отстает на одного креста и... Просто задел. Ладно, бывает. Здесь момент тоже такой. Меча на 3 хп меньше, он пытается перемикрить антика. Но получил еще 2 дополнительные тычки. 39 на 30 хп, и антик перемикривает винча и ржет над ним. Наверное, был какой-то 15-й дымовтык. Аренка как будто старая. Сейчас вроде так стенки не генерятся. Да, это какая-то старая аренка. Ну, потому что турнир начинался... Слушай, это... Турнир начинался... В марте. Да, токсик. Ты что, на самого Винча руку поднял? Ты что? Это же твой капитан, Сальс Винчестер. Старая аренка, старая добрая аренка. Ну, стены 1080 хп. Итак, половец переходит 19. Готовит сюда поставить ратушу, еще и рядом с золотом. Приятно, в принципе. Здесь переходят все, кроме Кейлота пока что. Здесь пока не на камне. Ну, как британцу что играть? Непонятно. Хиндустанцу как играть? Непонятно. Но хиндустанец как будто бы контрит болгарина. Да? Это мы еще посмотрим. Теперь антагонист спрятался от феодального скаута. Спрятался.
Да, с патчем как-то странно юниты бьют. С патчем, без патча. Ничего не понятно. Болгарин добывает камень. У него такая далекая лесопилка. И у него есть винчестер. Так. Всем все не нравится. Чего Серзайка, что ты с системом не играла, кстати? На арене бритым проиграть невозможно. Невозможно бритами проиграть? Согласен. Можно было уже и привыкнуть, реально. Я вообще ко всему привык. Меня хоть в HD-версию забрось, я там это... Я там 32 плюс 0 плюс 0 за Кхмера фастым сделаю. Вот ваш Винчестер, который под завычанами на 1500 измывается. Ты нашел его, Смурф! Окей. Так, ладно. Не уверен, что это его Смурф. Что за проверенная инфа? Да, релики намного ближе к команде Винчестера. Только вот. Скаут Винча просто в кастел, у меня также бывает. И чё? Ты теперь Винч? Где мои 3500? Давайте более внимательно. Антик как будто бы готовится бумиться против всех. Здесь же. Как будто ребята будут бумить. Где же килот? У килота 3 на камня и есть лум. Это на всякий пожарный. Идут замки, идет замки, топор, хомут. А здесь у килота есть ресурс. Ресурсы есть, золота, правда, не хватает. Надо будет что-то продать. Причем продавать придется как будто камень, но можно и еду, в принципе. Согласен. Ужин сам себя не приготовит? Ужин? В смысле? Еще же солнце. Какой ужин? Я только пообедал. Ужин ночью готовится же. После стрима. Ужин во время стрима, да? Нормально. Так, ну что, килотушек нажимает. Переход. Но еще одного жителя делает. Ну, короче, не спешит. Ты уже хавал на стриме. Когда? В этом году? Ну, разок, может, хавал. Мы хавали пиццы же. Когда-то. Когда сходка белорусов? У Винча уже 40 крестьян. Он что, половец? Ну, может. Ну, он играет, развлекается, не знаю. Может, он играет там с кем. Я не знаю, что он делает. Корона. Ты кидаешь предъяву, типа, или что? Я вообще он маусом играю. Помните, вчера чувак меня выиграл в итоге, да? Ну, он такой, типа... Чё, реально он маус? Какой твой мейн-аккаунт? А какой Twitch? Чувак удивился. А я на тильте такой, да как я мог проиграть? Так, внимание, смотрим. У Винча меньше хп. Но здесь надо... О, ну Винч почти бесполезен здесь, да. Сложно. Хоть Винчи быстро, но он убегает. Юра, ты красавчик. Пившик. Серозайка, корми его. Так где ваш серозайка-то? Я за сходку. Сходка на ДР. Кузница, казарма. Антик просто бумит, и он на камне? Так, здесь ратуша, ЛК. А, ты ЛК сделал? Подожди. А, вот конюшня. Господи, я думал, это домик. Блин, вот эти 4 здания, конечно, та еще тема. Все-таки. Снова Риксан играет через 4 здания. Конечно, надо ему, может, через 3 научиться играть. Типа... Ну ладно, так, крепость Раш, ребята. Крепость Раш уже наглый просто. Причем, который Риксан заметит. Он его реально заметит. Потому что ворота видят далеко. На него ставится крепость, но проблема в том, что она ставится довольно быстро. 6 кресента более чем достаточно. Тут надо очень быстрая реакция, какой-то верблюд или что. Даже этого может не хватить. В замке бежит уже Винчестер, у него крестьян 50, но у Антика 38. И сейчас будет момент, когда у Антика работает 3 ратуши, да, а здесь всего лишь одна. И он догонит. Выходит ЛК, и он реагирует, но что еще можно сделать, непонятно. Но он убьет. Ох, он еще и переключился. Ну, двоих надо убивать. Так, здесь какой-то форвард от Винча. Ну хотя бы еще одного креста. И килот снова сразу садится быстро и все.
Крепость, раш, вперед. Стрелы, правда, пока не апнуто, но пофиг. Здесь всего лишь 2 крестьянки. Здесь, типа, на помощь, типа, помоги сюда. Но проблема в том, что... Надо убить крестьянку. Но у Риксана свои проблемы. Ладно, он бежит. Нужен монастырь, да. Нужно на пофиг убить крестьянку, но есть другой крест, который еще в феодале ставит осадку за половца. Что происходит? Неужели будут сносить бедного антагониста? Здесь начинается микро и... Ух ты, крестьянку-то еще убить, она крестьянку последнюю убили, потому что пики более важные. Так, окей. Оба скаута выжило. Здесь что? Осторожно, осторожно. Но крепость стреляет в ворота, значит можно крестами прям под крепостью строить. Прикольно. Британцу нельзя давать бумец. Но здесь он замечает сразу минус 2 креста. Видите, такой мув не сильно зашел. Надо скорее вот такие треугольники чертить. Ворота, да, но это все херня уже. Надо надеяться на монахов. Ну что? Оба пушат, но Винча уже... Ой, у Антика готовится уже замок. Кстати, домики же до сих пор еще стоят. Первая стрела уже есть. За Болгарина 2 стрелы. Это дешево, быстро и элементарно. И выходит катапульта. Но здесь она уже не успеет отменить замок. Хотя... Сейчас, ну да, он будет ее спасать, скорее всего. Его убили. Винч своему страту полегче выбрал. Твоему страту полегче выбрал. Есть такое. Крепость Раш. Выходит первый лучник. Так, а что у Винча? Непонятно. У него идут какие-то кони, но не то чтобы много. Тараны он не апал. Пока что это не ясно. Неужели они будут даблить Риксана, что ли? Потому что Брида же себя отзонит сейчас. Вторая крепость не супер агрессивная, но... Не, ну хорошая крепость все равно. 2 золота отбито, но есть 3, сюда ратуша. Конников, блин. Винчо надо было сказать. Чел, что-то видишь в кузнице? Нажимай. Просто нажимай в кузнице, все подряд. Винч фастымп, но я прочекал, ну пока не сильно. Он добавляет плюс 3 ратушу, будет ее кормить. Давайте смотреть по крестьянам, ведь у Антика на 5 больше. И у него дальность 8, да, на лучниках. И урон 8 тоже. Но здесь есть кони. Кони, кстати, с неплохими апгрейдами, да, поэтому лучниками надо срочно отходить. Появляется монастырь, и здесь... Ну что, неужели Винч пойдет внутрь? Ну он же половец, он может себе это позволить. Здесь, конечно, конники бегают. Ну, Риксан, в принципе, молодец. Крестов делает, но он забыл одну тему делать. Он не сделал лум. Когда тебя пушит хоть как-то, в самом начале пуша надо уже заказать лум. Вот как только вот крепость достроилась, закажи лум, короче. Надо это сделать, иначе будешь страдать и потом уже не вспомнишь. Он монков сейвил? Не знаю, я уже просто смотрю и ничего не понимаю. Там херы, не херы, Риксаны, одно и то же для меня. «35 хп, да, на лучниках. Откуда майка цвета хаки? Мама на 23 февраля подарила, по-моему. Когда-то давно. Вот такой вот кринж. Так. Он 3-й раз уже не делает лум в такой ответственный момент. Но приходит. Какого хрена его даблит Винчи? Какой-то чел-килот. Антик, помоги. Помоги, Антик. И Антик такой, да у нас все нормально. Винч, видите, он помогает своему челу и сам ставит 3-ю ратушу и окей. Ну посмотрим. По идее, Бри должен раньше в импы выходить, но Винч выходит сейчас в импы. Сейчас будем смотреть. Так, здесь у нас монахуши. Приходят лучники, пытаются отбить Манганеби, что-то кого непонятно. Здесь бедный хиндустанушек. По крестьянам 40-45, здесь у кого-то на 5 больше. Подходят чуваки, лучники отходят, непонятно куда, что. Какого хрена у них так много? Ну, конники вообще без апов, честно говоря. Нет, ну подожди, ну Антик должен, обязан раньше в импы переходить, но этого не происходит. Да что за имба? Как это работает? А у него сейчас лум есть? Лума нету. Крестьян давить легче. Просто, они просто бегают по фермам и все. Половец просто бегает, жесть. Один бумит, второго даблет. Да, и так, самое прикольное, что Винч нажимает раньше импы, да? Потому что без замка, типа.
Ну, Антик плюс 4-ю ратушу поставил. У него еды куча забрита. Золота нету. Серьезно? Он сходил сюда крепость ставить? Я ж на полсекунды отвлекся. Лол. Килот хотел сюда крепость поставить. Жесткий. Он слил крестов, значит, всех. Он уже вообще на пофиг. Но Винчи же убежал отсюда. Да, но тут лучники отменили эту тему. Но damage has been done. Я не могу Capture Rage включить. Чувак, я и так стримил, блин, 3 года с Capture Rage. Я не могу. Пока что. Я бы включил, конечно. У меня будет лагать. Я могу еще раз попробовать, но оно опять лагать будет. У меня есть некоторые проблемы с компом. Я знаю про Capture Rage. Да и так нормально. Ну, мне ресурсы не видны. Ну, некоторые не видно, некоторые видно. Да, у меня и сапер будет лагать. И тут готовятся апнутые тараны с 2 осадок и... Голубь! У меня в окне голубь. Вот он. Вы видите его? Я не знаю. А, там со света идет. Голубь! Или кто? Это не голубь! Вы его видите? Ладно, сорян. А, это ворон огромный! Он пытается есть меня. Ладно, такое просто редко бывает. Он ушел. Страшно вырубает. Это страшно было, чувак, я очканул. Сначала думал, это голубь. На ворона похож. Да, это ворона. Ясно, я перепутал. Это новый юнит. Это курочка. Он ушел. Блин, это пипец страшно было. Жесткий птиц. Я обосрался. Так, ладно, смотрим внимательно. У нас тупо осадный... Как ему хватает на осадный таран, кавалеры и просто снос брита? Серьезно? То есть 3 ключевых апгрейда, ребята. 3 ключевейших апгрейда. Но... Не знаю, он типа просит заболиться или что, здесь луков держит. И здесь импы от Антика тоже. И он делает бараки еще. Коронку на Варвульф. Но тут Варвульф Варвульфов. В чем? Помоги мне. Это КГБ. Фак. Это реально страшно. Ну пока птичка прилетела к крипу. Ворона-зайка вышла. Когда будет новый сокастер? Не знаю. У меня все. Пока стрим не починю, никаких сокастеров, ничего не будет вообще. Открыл ворота. Чинит ворота. Тараны куча набаливается. Надо лука возвращать, но здесь Килот не дает тоже ничего сделать. Он вообще ставит замок. Что происходит за Болгарина замок? Здесь луки, даже без стрелы. То есть он пытается либарду качать. Надо очень много либард. Тут еще тараны. Ладно, еще замок. В принципе, неплохое решение. Здесь что? Здесь Антик подходит. Снова это... Ворона кусает. Отмена замка. Килот сейчас пойдет на самого Антика. Кавалеры врываются последней броней. На самом деле, Винч на таймере или нет? Я не пойму. Ну, типа, его кавалеры станут скоро бесполезными. Не думаю, что он сможет сейчас нажать паладина. Ну да, не может. Он тратит и на требы, и на все. Никакого паладина. Да меня отвлекает эта ворона. Вдруг она сейчас там взорвется еще как-нибудь. Вот это будет прикол. Ставится замок сюда. Антик этого уже, конечно, даже не видит. В принципе, здесь пока работа идет по требам. Но, ребята, уже есть алибарды, но абсолютно без апгрейдов. Даже без брони, вообще без ничего. Антик бумит. У Антика, возможно, ну, не столько крестьян, сколько у Винча. То есть по экономике плюс-минус Кейна. Но качество юнитов у Винчата получше просто, да? Не работают, они могут легко ТЦ убить. Этот замок, он требится. То есть нечем убить эти требы. И Антик признает поражение в турнире и пишет ГГ. Все-таки Винчи Килот задоминировали в финале и 4-1. Не, ну эта катка был, конечно, разнос. Я даже не понял, как на все хватило Винчу. Как Винчу на все хватило. Но он, видите, он вложился в типа что-то там... Жесть, короче. Двойная конюшня, 3 ТЦ и все равно смог ап. Ну как он раньше Антика апнулся? Вот так вот. Ну Антику вкладывался тоже. GGVP Грац, да. Поздравления. Сейчас посмотрим, какие там фонды призовые, кто сколько заработал. Не, ну Килот сейчас достойно сыграл. Он реально аренщик. Просто взял, запушил. Вторая броня есть, вторая стрела есть. Сюда крепость хотел поставить. Ну и Вин жесткий, конечно. ПТшка всем, что такое смотрим? Ну это финал турнира, но мы не расходимся, потому что сейчас будет еще один финал этого же турнира, сильный плюс слабый, но Сильвер Лиги. И там будет играть совсем другие игроки. Сирозайка, Русев Сирозайка со Снэпи
колумбийцам 2К против каких-то челов, которых я не особо знаю. Так. Открыл нового юнита. Так, улетел пока что. Кстати, как вариант, это ворона из Казани. Высунь руку с эчпачмаком, проверь. Возможно, это агенты Сердаки наблюдают за тобой. Да что я сделал? Я же стримлю. Всего лишь. А Вич выиграл. Спросил вороны, она подписалась на Twitch. Короче, думал, что Винч мне специально один таран показал, что я боялся пуша, оказалось, что он реально на пофиг пушит. Какой матч Сема? Какой еще матч Сема? Нет, мы не будем сейчас стримить что-то другое. Подожди, ты имеешь в виду... Серозайка в финале, да. Ты имеешь в виду... Матч за 3 место? Ну, у нас сейчас финал идет, как бы. Матч за 3 место... Сейчас посмотрим, как финал пройдет. Короче. Финал... Чуть поважнее. Так, ладно. Короче, я думал, что Винч мне специально один таран показал. Интересно. Ты имеешь в виду в замковой эпохе? Я не понял, про какой ты таран? Про замковый таран? В замковой эпохе? Я грущу. Топ-аналитика. С вороной? Сейчас, кстати, всем играют 3-4 место, Серзайка тоже, похоже, играть будет. Да. Ну что? Давайте посмотрим. Здесь у нас, в принципе, пока результаты не проставлены. А, это же у нас 3 место в верхней лиге, точно. Ну, может, мы их потом посмотрим. Если, типа, быстро сыграют финал там, то, может, мы посмотрим матч за 3 место здесь. Я вышел луком, и он таран выпустил. Может, он так обманул? Не знаю. А ты стримил матч наш против Сема тоже? Если да, можешь подсказать, когда? Понедельник? Я стримил эти 3-2. Сейчас я скажу, когда. Это был, наверное, какой-то долгий стрим. Сейчас скажу. Блин, я как-то не помню. Какой нахрен Варлордс, реально? Я забыл поубирать это везде. Так, это когда Сито был? Может, это когда Сито был, мне кажется. Так, хорошо. Фейки нажал коронку вместо апов на пике. Да, я видел твою коронку. Типа коронка на требует, тут вообще не требует. Интересный момент. Да, я завис. Да, короче, это было Винч против Сито. Это было в понедельник, в прошлом, 26-го. Винч против Сито. Вот это можно найти на ютубе, например. Хорошо, ладно, давайте... Я же хотел показать тут что. Получается, 7 против Андау, это еще матч за 3 место. У нас призовой фонд, охренеть, конечно, 65 тысяч рублей. Да, и получается 26 тысяч рублей на двоих Винч с килотом, 19 500 это антагонист, 13 6500, окей. Блин, офигеть. Ну, на Сильвер Лиге, конечно, призовой намного меньше, 15 тысяч рублей. Прям сильно меньше. Да, и здесь у нас, кстати, не проставлено, да? Но здесь Снейпи плюс Сирозайка, они выиграли уже классика с его челом 3-0 вроде как. И они будут играть против Йобаню Road и Mental 105. Не знаю, что за челы. Сейчас буду смотреть.
Если драфт. У нас как раз 20.04, нормально. На Снэпе Сира слишком имба, алло. Я не понимаю, что там в верхней сетке. Ну да, есть такое. Но там чуваки верхнюю сетку так уверенно выигрывают, что не знаю. А призовые вкусные. С одной я не хочу играть в турики. С одной? Юбани, это Ландау. Габен, он же Кринжмейси из СДГ. Ну понятно. Копенгавен. Призовые, да, вкусные. Да, я уже вижу Ландау. Так, ну хорошо, давайте, у нас есть драфт карт, по крайней мере. Финал нижней сетки, по таким же правилам, по сути. Жесткий. Драфт. Финал не сильно поменяется. Интересно, то есть в драфте сначала из огромного количества карт выбирается одна карта, которая будет первой. Вот такой драфт. Сразу. Сразу, то есть арена. Все. Рандомом выбирается арена. Все, будет арена. Прикольно. Окей. Дальше идут баны от игроков, как бы, да. Снэпи банит Golden Lakes и Enclosed. Почему-то. Ну, Enclosed замком, да. Golden Lakes, непонятно. Ландау банит Enemy Islands и Скандинавия. Что-то больше водное. Блин. Вражеские острова — это очень интересно. Два острова, где на острове ты против врага всегда. То есть ты не с союзником, а с врагом на острове. Это забавно. Дальше идет 3 бана от компьютера, как бы The Wall, Hideout и Мичи. Окей. Под что-то триггерится на арены. И дальше набор большого количества карт. Команда Снэпи берет African Clearing, Канберра, командные острова, гамбургер, пицца. Ну, это странная пицца и Секотр. Но видим много упора на воду все-таки. От Ландау идет миграция. Тоже. Дельта Нила, Амазон, Туннель Амазонии, Аравия, Блэк Форест и Лэнд Номад. Банится, причем посмотрите, что. Банится 3 последние. Снайпится Аравия, Блэк Форест, Лэнд Номад. Вода не банится, ну да. А здесь забанили воду. Ну, хотя острова оставили команды. В общем, интересно, пицца, гамбургер. Ладно, интересно, что сейчас будет. Сейчас пойдем драфтить. А мои комменты не видишь, что ли? Вижу. Ну, я пропустил тот коммент, потому что слишком много. Просто я не понял. Best ладушек of the world. Я думал, Warlord of the world. Залетела на Винча, попал. Привет, Влад. Привет, перемотай, потому что мы уже Винча... Ой, это не Винч, ребята. Сейчас просто драфт поменяется. Сейчас я сделаю. Это не Винч. Винча мы только что посмотрели. Команда Винча против команды антагониста. Сейчас будет не Винч, вот. Да. Снэпи слева, команда Ландау справа. Какой же сложный драфт, это капец. Блин, на ютубе перемотай. Так, Снэпи, насколько мне известно, это игрок из Колумбии рейтингом 2100, скорее всего. Топ-400 мира. Ну, нет, 2050 скорее. 2050. По сути, мы даже будучи очень слабы по ряду команды, могли выйти в финал, проиграли как раз Ландау. В следующем туре у них были сопы, которые в группе мы выигрывали. Ну да, вижу, что они там всех повыигрывали. Антики-Винч на экране. Ну да, потому что она подхватывает с другого драфта, там сложная система. Сокотра – это остров на северо-западе Индийского океана. Да, я помню эту тему. Расположенный между проливом Гуардафуи и Аравийским морем. Является крупнейшим из 4 островов одноименного архипелага Сокотра. 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 Это финал нижней сетки, ребята. О нет, блин, это не Винч, ливаем. Гибридки напикал, чел. Подожди, Сокотра, командные острова African Clearing, миграция, Дельта Нила.
Мгм. Ну, командные острова это всегда прикольно смотреть. African Clearing тоже забавно получается. Он вообще челы ТЦРаш устроили. ТЦРаш. Сокотра тоже с царями, да? Топ игроки играют сейчас. Так, а драфт, я так понимаю, пока висит, ребята еще ждут начала. Так, ну давайте здесь посмотрим. Капец, конечно. Да сколько они игр играли? Здесь 2-1. Здесь 2-1. Здесь 2-0. Здесь 2-0. Здесь 3-0. И здесь дошли. Yo Bunny Road. И Mental. Mental. Они только здесь начали выступление. Колясика убили. Борет Moss World убили. Митрохин Висти убили. Так, ну здесь не знаю. Надо чекать. Челиков. Да, есть такое, наверное, да. Классик 3-0. Слушай, ну давай так. Вообще здесь должен был быть жесткий матч. Потому что, смотри, классик все-таки чел 2К6, да? А Снэпи, допустим, 2050. Это нормальная такая разница, да? Сирозайка 1100. Trask World был 750. Здесь типа балансно примерно. А здесь сейчас посмотрим. Вот этот чувак. 1400, допустим, даже, да? Нормально у него игр так. Монголы, венгры. Серьезно, чел. Ну, по Пингабину я бы до 1500 округлял. Или сколько там? Кореша не признал? Да он страшный. Ты чё? Скрытый 5К. Ну чё там у Сирозайки? Давайте хоть чекнем. Может, она уже слилась давно. Тем временем оладушек. Просто падает рейтинг за инактивные игры. Русев Сирозайка. АК Русев Сирозайка. Айгуль Сир Сирозаика. 1250 максимум, но сейчас 1035. Да. Когда перестала с оладушком заниматься. Да. Кстати, татары, армяне, грузины, персы, поляки. Понятно. Чекайте ее командный рейтинг. 1400. О май гад. Когда уже Винч? Снэппи ТГ он играет, как я понял. Снэппи. Ну, давай еще раз проверим. Да не, ну вроде не только. Блин, ну он 1900 в ТГ был. Ну, тут был 1900. Кризис. Так, ну хороший у него ТГ, в принципе. Да, он много ТГ играет, и прям с топами. В принципе. Ну да, он в целом ТГ играет. Но здесь мы играли тоже с ним. Недавно. Пришлось мне вальнуть Снэпи кое-где. Ладно. Со Снэпи мы много где пересекались. Округлая до 2К. Под пустыней Сахара находится самое большое пресное озеро планеты, размером как 2 Каспийских моря. Размером по площади? Что за информация? Под Сахарой? Прям под пустыней? Аж. Даже мне стыдно стало, что я не занимаюсь оладушком. Ну да. ВКТГ это пиздец. Бафорсушек. Ты к нему сначала запишись, а потом будешь плакать. Там уже на полгода вперед все забронировано же. Да не на полгода вперед забронировано, нет. На полгода вперед, да. Он чисто был рожден для этого турика, и Винча бы напряг. Maybe. Над.
Да нет, я просто, когда мне сказали под, я сначала подумал, типа, как бы вот, типа, южнее. Я не понял, что прям под пустыней. Я не разобрался. Так, а у нас драфт идет там, походу? Да, драфт в серединке. Смотрите, команда Снэпи и Серзайки берут. Нет, сначала. Они забанили бургундцев и чехов, то есть базовиков, а команда Ландау забанила испанцев и викингов. Но викингов, чтобы не напугали их викингами. Так, персы, чтобы не напугаться. Персы. Персы и грузины. И потом идет воровство. Грузинов залеймили. Фак. А здесь же малийцы, итальянцев залеймили. Щит. Тевтоны ранее. Зачем тут тевтоны? Малайцы, португальцы, византийцы. Какие сильные водные нации. Бенгальцы, гуны, итальянцы, литовцы. Жестко. Там, с правой стороны, у нас есть бербероидный, японский, корейшный, дравидушный. Ну, тоже сильно. Вьетнам, монгол, грузинин. Залеймленный, соответственно, да? Недавно. И сарацин. Так, у нас туннель Амазонии. Так, вообще будет арена точно, да? Поэтому и бан всяких бургунцев, чехов, возможно, испанцев. На арену, что еще непонятно, пойдет. Кто-то пикнет Тевтона. И, возможно, это будет... А, возможно, и Серозайка пикнет Тевтона здесь. Это будет интересно. Сарацин может пойти там на какой-нибудь туннель Амазонии, на воду. Много чего может пойти, начиная от дравидов, заканчивая всеми. Так, Сокотра. Ну, на Сокотру я не вижу, например, каких-то там готов, что ли. Тут еще армянин. Короче, интересно. Ну, кстати, берберов пикнула команда Ландау. Это может на African Clearing пойти. Да непонятно. Ландау, какой у него рейтинг? Ландау давно играет уже, разве нет? Ну, у него сейчас 1300, но был максимум 1500. Интересно. Ну, короче, это очень близко к сильный плюс слабый против среднего плюс среднего. Но, конечно, преимущество, наверное, все-таки у команды Снэпи. Но посмотрим. Славянцы, турецкие, ну нормально. Малина Ред 1 к 4. Ну да, если округлить. Не занимаешься, Ладушка? Ну и все, пока. В квартире Ладушка находится самая огромная свалка в мире. Подъем лишь слегка... Чел. Чел. Свалка? Ты офигеешь, блин, как у меня нормально. Ты тварь, блин, чел. Ты чё несёшь? Я тут пылинки сдуваю со всего. Кроме себя. Ты на свои коробки посмотри. Мяуми, чё они меня злят? Он утверждает, что в моей квартире, что моя квартира это мусорка. Все еще лежат вафли? Какие? Ну, может, куски вафлей там в клавиатуре, это нормально. Ну, ромовая баба. Какие вафли, о чем речь? Ромовая баба есть. Я ее уже погрыз. Нормально взял, быканул. Ландау. Советский физик-теоретик. Основатель научной школы. Академик АН СССР. Академия наук СССР. Лауреат Нобелевской премии по физике 1962 года. Один из крупнейших физиков 20 века. Герой социалистического труда. Лауреат медали имени Макса Планка. Премии Фрица Лондона. Или Лондона. Ленинской и 3 сталинских премий. А есть же что такое теорема Ландау? А нет! Интеграл Ландау есть. Я не помню. Я, наверное, сейчас тут путаю. Вот ты уехала, ха-ха, пошутил помощь. Снэпи. Тут 2 пи, а у нас одна. Система развертывания и управления пакетами, разработанная Canonical для Ubuntu. А Linux? Баба и ром. Причем ром я уже выпил. Это все неправда. Аладка самый аккуратный Аладкинс из всех Аладкинских. Окей, у нас тут цыбы появились. Половцы, кхмеры, бирманцы, венгры, кельты и даже гуржары. Самая мусорная нация. А новых наций здесь нету. Драфты на это не были заточены. Турнир должен был закончиться давно уже. Не, ну конечно, когда такое количество команд, тут надо делать какие-то дополнительные паузы в турнире. Но турнир тоже затягивать не хочется. Короче, космическое количество. 96 участников было. Типа зарегано. Но доиграла немного. Серзайка вообще начинала играть с Хубабубой. Эфиопы, румыны, инки, бриты, майя.
Гуджай? Да Гуджай тут не будет использован, я не знаю. Тут 17 наций, правильно, да? А, нет, 16, потому что еще снайпами. Ой, итальянцы, которого забрали, заснайпили. И то же самое сделали с грузинами. Лол, ну это логично, типа. Потому что это сильные нации, типа. Прикол. В общем, в итоге это просто как бан. Ну, такой обратный какой-то. Окей, 16 наций, да? А карт максимум 7, 14 пригодится, 2 не пригодится. Ладно. Но до того, как он стал Ландау, он всегда был Папенгабен. Папенгабен. Прикольный смайлик. Человек просто не видел, когда в квартире реально свалка. Чатик не буду, не всегда буду смотреть. Так, заменить хубу на снэпе можно мне так. Да что ты ноешь? А потом бац, и снэпе тут как тут. Но если учитывать реально, что там Classic Pro... ну, Classic Pro тоже должен быть в верхней сетке так-то. Там ему просто не фартануло, и он упал в нижнюю сетку. Classic Pro по рейтингу с этим чуваком должен был бы быть норм. Так, и сейчас самая большая проблема это будет найти игру. Все на месте. Игроки на месте. Все, готовимся. И ставки тоже будем готовить. Винчантик, давайте это поменяем. Счет надо еще менять. Так. Давайте, команда будет Снэппи против команды Папен. Ладно, Ландау будет, если это понятно. Что-то такое. Сам просто рецепт пышных ладошек на кефире. Оладьи воздушные, нежные и такие вкусные. Одним со словами продукты кефир, яйца, мука, сахар, соль, сода и все. Я с молока делаю. Сода, уксус. Что ты видел воочию, чувак? Ты максимально сейчас бесишь меня. Есть теория, в этой теории есть интеграл. Теорема интегралов. СДГ вперед. Блин, да в смысле свалка? Ты меня бесишь реально. Где свалка? Вот, во-первых, турник. Могу кровать показать, вот, типа, что там. Ну да, там что-то валяется. Это моя, типа, там, такая майка. Типа, в чем проблема? Ну ты меня забайтил жестко. Могу сзади монитора показать. Тут не супер пыльно. Все, нихера нету больше. Это, блин, это моя квартира закончилась. Турики по Е2 это реально свалка. Так, ребята еще не начали играть? Как будто бы нет. Снэппи из команды Нума. Вообще, что там в Колумбии происходит? Там жестко. Свалка это Мапуля, блин, свалка. Это когда в квартире реально массово валяется мусор, и все завалено вещами и какой-то хренью. У меня есть немного хрени на балконе, но там немного так-то. Я даже на прошлой неделе кое-что вынес лишнее. Да, Бопарс. Не, буду. Только чтобы он сразу с пиццей приходил. О май гад. Я что-то хотел проверить. Один момент. Так, потерял мышку. То чувство, когда потерял мышку. У кого есть проблема, что вы потеряли мышку на мониторах? У кого там 5000 мониторов? У меня не бывает. Иногда. Так. Давайте вот такой момент посмотрим. Колумбия.
Если чел с Колумбии, да, давайте отсортируем по рейтингу. Первое место. Ой, последнее место. 9 рейтинга. Первое место. Озон. 2555. Второе место. Нума Анге ЛР. 2100. Ну, по-моему, 2200 апал. Довольно жесткий чел. Тоже в этом турнире, кстати, участвовал. Но и не помню, как у него там все закончилось. А, он проиграл команде Винчестера с счетом 2-1. Так-то. Вот же, он же тоже. Дальше еще какой-то... тут не показывает Снэпи. Ну, Снэпи типа топ... Снэпи, короче, топ-3, да. То есть Ангел R топ-2 со смурфом и Снэпи топ-3. Какой-то кофеек. Ну, в принципе, остальное это уже бомжи, типа. Куча 1700 челов. Нам бы в Беларуси таких челов. У Снэпи нет соло-рейтинга. Ну, у него, да, 2050. Так. Постоянно теряю. Кости от трупиков кабанов, овечек, лошадей, носорогов, слонов. Так, ладно. Хихи, ха-ха. У нас арена началась. Урина! И всякие разные нации. Снэпи, бирманцы, сердайка, тевтоны, я так и знал. Я так и знал. Сейчас будет ор. Ор выше гор. Давайте Снэпи и Ландау. Вы все болеете за сердайку или не все? Так. Сразу пауза. Точнее, я нажал паузу. А, да, я нажал. Без кликушки. Значит, Снэпи играет серым цветом. Это не запрещено в правилах. Я видел один турнир, где серый цвет запрещен. Серьезно. Типа там прям написано, нельзя пикать серый цвет. Все. Старая арена, да, соответственно, и он берет Бирму. На Бирме Винчестер тащил, Бирма имба. Но вопрос в Сирозайке, потому что она на тевтонах. И тевтоны это лютая дичь. Неужели Сирозайка пойдет трашить за тевтонов? Либо Винч рашить за тевтонов? Я вообще не знаю. Но конвертить эти нации будет крайне тяжело. Также они видят реликвии. Реликвии расположены 3 рядом, и здесь еще 2. Интересно, ну ближе к команде Снэпи. Против Сирозайки играет игрок Ландау на турках, который апал практически 1500. Вот это будет интересно посмотреть, что он сделает с турком. Да. Ну, в принципе, тут ресурсы такие отбиваемые. И здесь еще есть славянин, ментал славянин. Это игрок примерно там 1350-1400 рейтинга. У него все золото на форварде. Это проблема. Славянин. Военное здание дает 5 лимита, это командный бонус. Ну и порох делается быстрее, но у славянина пороха нема. Кофеек, кофеек, бима, мусорца, да, у Сердайка же это веррашит на аренах. Да, она винчрашит. Она учила винчрашить. Я, кажется, знаю, что они задумали. Что? Форвард дама какой-то? Ландау сам любитель потрашить. Да? Блин, ну это будет интересно. Будет ли Снэпи играть надежно, либо ненадежно? Вдруг, знаешь, такой, сейчас я заманкрашу славянина, а ты, Сирозайка, иди траш. А если она плохо затрашит? А если что-то не получится? А если чувак доживет до замка, и тогда он будет уже наконец янычарами? А может и да, может и нет. Интересно. Или он будет играть надежно, через замок, или через ТЦшки. Я вообще не знаю, может слоны будут. Ландау любитель потрашить? А Ландау, кстати, участвовал в Академии Сальскап. И какое место он там занял? Случайно не какое-то там второе? Или даже первое, или третье? Не, подожди. Ну что-то там он был в топе. Скорее всего, Фия, Ментал Кони. Да, но проблема будет в Зайке. Да, у меня Арабию взял. Лигейт. А, Лигейт выиграл уже. Первая по очкам, по-моему. Ну, по очкам окей за исполнение. UX. Точно, третья с Хубой. Хуба, блин. Хуба такой же залетушек просто. Залетел, бабок поднял, улетел обратно. Он точно первый занял по исполнению, так третья. Понял. Блин, какой же этот залетушек просто. Он даже Русев капушек не играет. Но на Сальс капушек. Чтобы его Винч застримил, конечно, он залетит. Внимательно смотрим за билдами. У всех 15 крестьян. У Сирозайки 4 на лесе. Идет второй кабан, пока она жрет чисто кабанов. Даже не хочет мельницу ставить, ничего себе. Здесь, кстати, лесопилка странная, да? Типа, не в углубление. Что? Поздний кабан. Это у Сирозайки идет ранний кабан. Ну, как и у Ландау. В принципе, все пока стабильно. Давайте посчитаем на лесе челов. 4, 4, 4, 4. У всех 4. Здесь, кстати, смотрите, кабаны падают под ратушей. Лоу.
А можно меня так научить? Бой, кстати, ну, по идее, это выгоден бой. Ну, у турка там, конечно, будет потом дополнительная броня, тут дополнительная ЛКшка будет. Тут еще и Снейпи бежит. Короче, мне кажется, зря Ландау это делает. Все-таки за турка ранний размен скаутами. И здесь она подбегает. Ну... Не, ну, в принципе, правильно, что? То есть, по сути, даже эта апнется штука в легкую каву, это будет слабо. Ландау автомобиль. Тотализатор Аладушка пользуется популярностью. Это хорошо. Только интересно, физ замком у него будет или без? Чувак, ну тут же траш будет. Или нет? Если будет траш, то фи отменяется, чувак. Я помню, я говорю, я делал за Кмера 32 плюс 0, и потом чел меня пришел трашить. Как ты думаешь, что со мной произошло? С моими 32 апом фианал. Я остался без ничего. Я не могу вышку сделать, я ничего не могу сделать. Ну, я на пофиг пытался фастым делать, и я не помню, что было. Но это было лет, там, 6 назад. Так, а то и больше. Хорошо, вторая лесопилка от бирманца, все дела. Блин, тут классная лесопилка. Красивые деревья, тут такие бамбуки у нас сегодня. Следим за Серзайкой. Неужели она не пойдет трашить? Что происходит? План отмена? Да, это отмена. Это не траш. Это уже 2 фермы дешевые. Это уже шахта. Ландау укатился, да? Блин, ну тогда это интересно вообще-то. Если играть по планам, то тут рейтинги реально не так важны. Если челы реально сейчас делают фастым плюс кони... А мы в лайве смотрим? А давайте догоним лайв. Так это вообще забей. У Ландау шансы, если они в лейт затянут. Почему? Из-за цифр? Не понял. Или почему? Ну, такое. Не уверен. Пифтон. Из-за рейтов? Ну, типа, 2 средних... Блин, ну такое что-то, не уверен. Серзайка в лейте, конечно, не супер-пупер, потому что она в АОК играет не то чтобы долго. Чуть больше года. Остальные... Ну, я не знаю, сколько игра... Я вообще ничего не знаю про Ментала. Если можете, расскажите, кто-то про него что-то знает. Ну, у него там 1800 дуэлек. Это типа вообще забей. Поэтому, ну да. Ну, Снэпи тоже в лейте должен тащить. Арена, домашка, ЛТГ всегда была. Так что пусть тащит Ландау. Там битва нереально у Сева. Ну, мы, может, потом посмотрим ее. Просто... Короче. Все, что я пока вижу, тут рынок, кузница. Что? Может, это бояре будут? Ну, это прикол вообще. Никаких фастэмпов нету. Ландау делал 27-й переход замком. Здесь тоже идет переход замком, 28-й переход. Серзайка действительно раньше всех апается и добавляет казарму. Здесь с конюшней чел апается. Выход на золото, там 4 страны, у него шахты какие-то, ну ладно. Здесь он гоняет пацанов тоже. И выход на камень. Пока мне сложно понять, что происходит в принципе. Менталист. Вроде Ликстопа на Сальзе убил. На Сальткапе убил Ликстопа. А Ликстоп 1500 плюс был. Ликстоп чуть ли не 1600, по-моему. Браво. Ну да, плюс он много ТГ играет, действительно. Так, спрятался легкий каф на 12 хп. Пока... Что происходит? Сиротай капнулась и добавляет одну ратушу. У нее... Ну да, тут, конечно, Титаник в том, что зачем, типа, на шахту ставила. Если все равно она сейчас сюда ставит ТЦшку. Это, наверное, было лишнее. По капам у нее 1-1, стандартная здесь, в принципе. Замок в деф от Ментала. Ну, у него действительно проблемное золото, но ему надо было ставить все-таки сюда, мне кажется, замок. Все-таки сюда замок надо было ставить. Тем более он таким количеством утроит. Здесь вообще 2 ТЦ за... Я не знаю, что происходит вообще. 384 камня турка, он сначала ТЦшки ставит. Короче, все играют сложную игру на аренке. ТЦшка одним челом.
Угу. По рейтам, да, дисбаланс, поэтому лейт сильнее, как по мне. Просто, ну, например, Тевтон кроет Славянина. Ну, нет, тут прям... Не знаю, я пытаюсь по цифрам понять. Славянин добавляет свою ТЦшку. Оставляется еще 3 на камне даже. Фермы у него быстро прокачиваются. Короче, 3 ТЦ, 3 ТЦ, 3 ТЦ, 2 ТЦ замок. Хорошо. Ну, это чисто математически все, что происходит, выгоднее для команды Снэпи, да? Они не вкладываются в замки. И они сейчас опередят по крестам. Но сейчас посмотрим. Может, я не прав. Здесь монастырь и конюшня так-то. Но они сами, ну, как будто команда Снэпи Серзаки хотят в лейт затянуть. Ну, очень странно, Ландау немножко отыгрывает. Так, все, мы в лайве. Нет, давайте тогда нагоним опять же. Ставимся. Вот такая вот ратуша идет. Ну, может, нормальная ратуша в плане того, что тут лес можно много качать. Тут 20 лесорубов тут спокойно поместится, а здесь фермеры. Ну, потом лесопилку бросят, в принципе, не проблема. Все релики хочет захавать Снэпи, он их все видит, в принципе. Тут даже чел этот испугался. Но он прям пытается все захавать, на каждый кого-то поставить, посмотреть. Ландау даже не спешит в замок. В общем, не знаю, по мне это неправильная стратегия от команды Ландау Ментал. Ну, посмотрим. Ну, окей, замок, да. Все равно, вот с таким проблемным золотом будет очень, ну, с таким золотом будет очень проблемно играть потом, там, даже в МП. Ну, типа, просто. Так, ну давайте посмотрим. Боярина здесь, Боярина. Хорошие капы, есть тачка даже у Ментала. У Сирозай... Так, у Ландау давайте посмотрим. У него без тачки. У Сирозаки пилы нету. И куча домиков. И 4-я ратуша от Сирозайки. Ну, наверное, первая, кто ставит 4-ю ратушу. Да, здесь монастырь, но очень поздний какой-то. 4-я ратуша. Супер бум за Сирозайку в тевтоников. Тевтоны плюс слоны. И что там турок сделает? Он их там не убьет. Типа не палит замок. Ну да, не палит. А нафига он нужен тогда? Ну, вот такая аренка, все бумят. Так, Снэпи запалил здесь замок. Неспешный, без лума, 3 креста. Ну, понимаешь, что такое. Ну, типа поздний замок. Сирозайка, don't worry. He will not rush you soon. So you can keep booming 40C, but not 5, you know? But just in case, add some villagers on stone. Блин, ну реально. Ну посмотрим, как Сирозаки... Ну, Сирозаки до хера ферм дешевых, да? То есть у нее уже 28 ферм, в принципе, нормально. Ну, ей бы по экапам можно... А, ну у нее есть пила, блин, ну четко. Она вообще четко бумит так-то. Смурф. Че по реликам? Да по реликам будет 5-0, я думаю. Тут крест выходит. По реликам, я думаю, он все затащит. Снэпи. У него вообще уже 2-я тачка идет. Пилы есть за берманца. Уже 4 релика и 5-й. Но там никого не стоит. Он пытается мониторить здесь ситуацию. Так, здесь надо среагировать. Он реагирует не супер быстро. Так, здесь пичник. 2-я тачка также от Ланды. По крестьянам 70 у Ландау. Он впереди всех, хотя у него 3 ТЦ. То есть он вообще не абит. Понятно, да? Но он без тачки катает там. У Сирозаки уже тоже 70, она вырывается вперед. И у... Ну, очень все ровно идут, да? Забавно, да? Как арена все-таки уравнивает всех рейтинги. Как-то. По крайней мере, пока что. Но... Здесь чувак с реликами. Импы нажал. Ну вот так вот, интересно, слушайте. Ну это такие хорошие импы. Винчестер даст там звездочку или что-то ему. А Винч победил? Винч... Ну я не хочу спойлерить, чувак. Восклицательный знак сетка, и ты там тоже ничего не видишь. Да, ну, можно ж отмотать. Так, ну что, наверное, это будет стрельбище сейчас. Нет, делается янычар. Не, янычар и пушки, понятно. Против Тевтона. Ну, окей.
Здесь челы убежали. Так, а с реликами я, кстати, проглядел, ребята. Не вижу я реликов. Походу утащил славянин один релик, да. Утащил 4-1 по реликам. Ну, зайка даже импы нажимает. Лол, ну это нормально. И выходит в рыцари. План простой. Простой. 2 здания, как будто не тупанулся с 2 зданиями. Все четко. 13 на камень, на всякий случай, чтобы замок поставить. И просто еще добавляет кузницу. Вторую кузницу, посмотрите, да? Вторая кузница. Что турок Тевтон коням... Что турок Тевтон коням сделает? Тевтонским коням делает? Это был финал верхней сетки. Сейчас идет нижняя сильвер сетка. Поменьше призов. Блин, разница в призовом большая. Я бы делал не такую большую разницу. Типа 65 тысяч и 15 тысяч. Ну ладно. Давайте, задонатьте на призовой. Ну только это надо не мне донатить. Это надо Ликстопу донатить. Если кто-то хочет. 10 рублей. Донатить можно. Так, идет врыв. Все остальные вымпы подтягиваются. Гамбизон? Он в мечей выходит. Не, ну, а тут пики. Бля, вообще прикольно. Тут вообще гамбизон. Бирманские мечи очень жесткие, но... Пушки заказаны, ребята. Сейчас непонятно, может Серозайка и продует. Но Серозайка в 2 кузни валит. Жестко. Но и у нее сейчас самая главная задача это... Золото жрать. Золото у нее нормально. Она ставит замок. Блин. Но это очень сложно, но она может законтрить пушки на какое-то время турецкие, да, если апнет коронку. На 13-ю дальность. Но когда апнет коронку турок, будет уже тоже дальность выше. Скауты бегут, покупают время снэпи немножечко. Здесь надо подойти, сейчас сделать тайл тоже может. Так, ну здесь все-таки как только будет дружина, я верю больше в дружину, чем в бирманских челов, конечно. По крестьянам сравним, у Сирозаки просто тупо больше всех крестов, уже 111. Она перестанет бумить? Нет, не перестанет. Она просто все делает, стрелу тоже прокачала. Неужели будет коронку делать? Но чтобы сделать коронку, нужно больше камня. По-моему, коронка-то камень стоит. Let me check. Да, 400 камня она стоит. И еды 600, блин. Хорошо. Импы от всех ребят есть. По счету очень равенство. Пушки уже пушат. Не сделала здесь, да, но это не сильно бы что-то выиграла. В принципе, вторая стрела, и, видимо, да, напрыгивает на камень. Так. Но кавалера не заказывает. Ну, у него ресурсы в нулину тратятся, ей надо ждать. Но ждать надо через замок. Надо делать коронку. Надо даже, может, камень просить. Нужны ресы, нужен камень. Тут тоже идет замок. Пока такие длинномечники. Здесь вообще сначала алибарды выходят. Ну, алибарды, конечно, отлетят. Алибарды идут сюда. Пушки пушат. Так, ну тут пока... видите, все, тут коронка есть. Поэтому, да, тут 14-я дальность. Нет смысла тут что-то делать. Но, ну, блин, тут пока давлят Серозайку, нужна помощь. Нужны чемпы. Он пойдет пушить или он пойдет помогать? Мне кажется, надо помогать по-любому. Потому что, ну, Тевтон выгоден. Не надо, чтобы его убили. Надо помогать идти. Но Снэппи что-то вообще прям не спешит. Посмотрите, он тараны, конскрипшн, он броня. То есть, блин. Ладно, окей, уже 31 минута. Серозаки кавалер апается. Но где апается кавалер? Сзади кавалер апается, прикольно. Но замок все равно надо чинить. Пушки всего лишь 2 и больше нету, лол. Этим надо пользоваться. Осадная вышка. Господи. Слинг камня идет, в импах можно просто чинить, типа. 42 на золоте, то есть все правильно. Ну, паладина хочет апнуть, но тяжело. А сколько у нее? А у нее конскрипшн был? Выходить нельзя. Хотя можно отпугивать пушки. А может и можно? Тут не так много челов так-то. Конюшен мало. Вот прям еще нужны конюшни, еще домики. И надо наружу выходить. Хорошее золото забирает. Зайк. Чел просто едет туда армией. Правильно. Правильно. Влетаем прям сюда, в сердце. Наконец-то правильный плей. Первый раз я вижу, как спустя 5000 веков один чел догадался использовать пехоту. Правильно. Че, коронку забить на пушки? Нет! Пушки турецкие. Они контрят коронку. Чел, я же рассказываю. Вывалились мечники. Рано вывалились. Там делаются тараны. Здесь чел просто алибарды делает. Нет, он тоже готовит темы. Выход зайки. Дожимает замок. Пушки растерялись, у них 100 хп. Выходят челы, начинают жарить. Где они, челы? Они серые, их ни хера не видно.
Кавалеры врываются, кавалеры супер бронированные. Они пытаются пушки убить. Пушки надо максимально игнорить. Пушки надо игнорить. Сначала разваливаем армию. Пушки ничего сейчас все равно не сделают. Ребята, нихера так не круто получается. Но янычар и элитка, нихера не элитка, вторая броня, янычар много. С 2 замков. Ну, в принципе, пуш отбитый. До конца дочинивать замок. Тут домики. Зайки бы сейчас нажать паладина, но для этого ей надо нафиг лес продать, я думаю. Ой, Ландау, папа. Ей надо еще заболиться, но она выходит на камень. Ну, не, выход-то на камень я даже не осуждаю. Кстати, я бы ТЦшкой, наверное, все-таки выходил. Ну, я бы ТЦ ставил. Типа, ну, потому что слишком халявно. Всегда тогда придется армию здесь держать. Слушайте, ну, тут напряженная реально тема идет. Ой, куда поехал. Элитный янычар, как же в моменте, последняя броня, то есть очень, очень неприятно. Паладин нажат. Врываются чемпы там. Паладин нормально нажат, в принципе, сзади. Но здесь, понимаете, он на янычарах стоит неплохо. У янычар броня 5 в ближнем бою, да? А Тевтон в ближнем бою хорош, а в дальнем так себе, потому что скорости-то, в принципе, быть не может. Так, седла тут не забыто, не забыто. Но здесь самая интересная ситуация происходит, потому что дружина апается челом. То есть, в принципе, здесь пока ситуация такой, что да, есть релики. 4-1, кстати. Чемпы гуляют. Берманские чемпы, урон 14 плюс 5. А, у них же теперь не 13 урона, 14, может быть 14 плюс 7 у берманца. Он будет качать? Паладин апается. Ну, Сирозайка до сих пор в 4 конюшни играет. А это, конечно, ошибка. Надо 8 уже. Ты отходил? Что-то Снэпи себе позволяет. Ну, в моменте у Снэпи очень много чемпов с гамбизонами, с таранами. Элитный рамбай делается еще. Ну, посмотрим. Но он может себе позволить рамбай. Еще хороший замок, кстати. Я думаю, он спушивает этот замок сейчас. А Зайки, в принципе, что? Сиди. У Креста вообще жестко, но у команды Снэпи больше. Все разлайки вообще 145. Просто что за жесть. Надо попросить уроки у Сирозайки по буму. Как бумить? Не, ну здесь должна произойти развалка. Да, там уже есть дружина, но это алибарды. Хотя вот выходят челы. Но он продолжает алибард делать, не совсем понятно зачем. Типа сюда помочь. Новый... Лол, конюшни от Снэпи. Либо слонюшни, мы не знаем еще. Форвард осадка. Ну замок тогда сюда доставить. Сирозайки. Сирозайка халявит везде рез. Сейчас она будет выкачивать бесконечно резов. Но как будто бы... А нет, она не забыла. У нее все в принципе есть. Блин, а как ей тут сыграть грамотно? Ну типа требы. А, требы катятся. Тараны. Ладно, что-то я вешу на Сирозайкиных ресурсах. У Ландау, походу, что-то верблюдов пошел готовить. Но у него кузница прям перегружена просто. Жестко. Так как у Сирозаки здесь мало осадки, то ей надо, наверное, бежать все-таки помогать туда, да. И она бежит. Догонит ли она янычар? Она может вот это догнать. Ну непонятно, гребаные тевтонские паладины слишком медленные. Здесь идет Рубилова. 14 плюс 7 чемпа. Здесь, кстати, даже не чемпа, но чемп сейчас апнется. Но нет последней брони. Викволит, Ландау. Ну ворота можно попытаться убить на пофиг. Здесь не до этого. Янычар. Может все-таки в янычар пойти? Так, уже паладины. Здесь все-таки осадка заваливает. Паладины... Будут ли окружения? Не, проигрывает здесь ментал. Снэпи, конечно. Янычары отбегают. Там будут верблюды, типа? Или они готовятся? Здесь треп стоит, еще куча паладинов. Ну, у них какая-то бешеная экономика, честно говоря. Еще выходят чемпы. Ну, типа, турок это не про экономику. Тевтон все-таки больше. Ну, паладины так неплохо здесь нафидились, и челы могут умереть. Так, отсюда уже что-то идет, не совсем понятно. Но требы работают, осадной инженерии на них нету. Все выкачивается, Сирозайка идет кассел дробить. Турок вышел, не в вербов, Петран. Да не, ну янычары более ультимативные. Так-то янычары в долгу будут контрить палов, мне кажется. Тем более, ну, у него хорошая... Хотя, ёп... Сирозайка так может, конечно, круто играть, пока у нее есть золото.
Ей надо бэка пойти. Бэка. Надо вот сейчас так... надо сейчас сообразить. Ты здесь остаешься? Окей, оставайся. Хотя да, если он останется, он тогда пойдет и законтрит Снейпи. Но я бы кинул... Все равно, даже 5 паладинов, ну вот вбегает первый паладин в экономику. И здесь вспоминаем про проблемное золото чувака, да? Он не успел сесть это золото, у него сейчас проблемное это золото. Требы работают, миллиард армий, уже есть рамбои, они уже элитные, без особых апов, элитные. Снэппи доделывает все апгрейды, в принципе. Ну и рассыпается по лимиту, мы уже видим, 190-80, это здесь ментал уже не выдерживает. Ну, приходят сюда инчары. Надо стрелять. Что-то они так медленно стреляют, господи. Так, а паладины просто здесь тусят. Не знаю, знает ли Сирозайка, но можно их очень быстро полечить в замке, на самом деле. Ну, почему-то они здесь стоят, надо врываться в экономику и наказывать. Чел выходит вообще в гусарах. Гусары против Тевтона, это, конечно, совсем посос. Турок может сейчас Бирму прийти. Турок прийти и его убить прям... Ну, он пытается это отбить, но ничего не получается. Ну, временно получается, непонятно. Но убьют самого турка. И Ландау, ты понимаешь, пишет ГГ. Слушайте, ну здесь... Ну, Сирозайка сильно отбумила, на самом деле. Ну, шансы были. Ну, слушайте, осадная вышка, это было прикольно. Это помогло, мне кажется, немножко, но помогло. Что он заехал именно на осадной вышке сюда. Реально. Помочь менталу. Здорово! Счет открывает команда Снэппи. Ну да, он, получается... Ну он почему-то не пушил. Они оба не оптимально бумили. Этот вообще сразу замок поставил, потом ТЦшки. Ментал. А Ландау добывал камень, потом сначала 2 ТЦ поставил и супер поздно замок. Ну, короче... Ну, да не, лейтгейм нельзя было вообще сюда тянуть. Надо было играть агрессивнее. Сирозайка тупо спокойно в 4 ТЦ отбумила, и у нее вообще 162 креста. А у Сирозайки есть такой скилл, как остановиться бумиться? То есть у меня нет скилла начать бумиться. Но у Сирозайки, наверное, нет скилла остановиться бумиться. Так что нормально. У Сирозайки очко больше, чем у топа сопов. Да, такие есть. Но Снэппи помогал еще и чем? Он еще и камни скинул, и это там зарешало. Она бы иначе замок слила. Ну окей. Бирма в моем стиле играл, я хз даже как против него играть надо было. Да вообще они как будто убивали бы Бирму. Прикольно, если бы Славян спавн был другой. Ну, было бы прикольно, но тогда ты Тевтоном на славянина выезжаешь, и это тоже такое себе. Все в дом? Что в дом? Вот это? Вот это? Палы спамятся. Давайте посмотрим на статистику. Снэппи убил больше всех. Ну, он на ментале нафиделся там, наверное. Ландау 143-143. Сирозайка слила 79, но паладинов, да? В Снэппи армия большая. Да, я не понял, почему они так играли. Не пушили никак. Нормальная тема была, реально. Фастимп, им же никто не мешал. Фастимп за турка, реально. И какие-то там массовые кони, либо даже массовые бояре. Потому что это прикольно. Они бы снесли, ну и сносить... Ну, Снэппи, наверное, все-таки. А можно и Сирозайку попробовать, но не знаю. Импы от Ландау вроде хорошие. Но он прикольно, он сделал 2 пушки, и потом коронку. И потом вроде была еще одна пушка, но уже приехал Снэппи. Жесткие тайминги, 14-19, в принципе, тут. Сирозайка смурф или нет? Я ж не могу понять. 4 релика, 4 на 1 релик. Ну, чё-то смурф. Чё-то пока смурф. Лучше Сирозайку.
Так. Погнали, следующую искать. Миграция будет. Nice. Бумит в дом. Смурфозайка, я невнимательно смотрел. Там что-то замок какой-то от зеленого был, он на нем, вероятно, темпы потерял. Да. Ну, как, оно на самом деле не ощущалось, что он темп потерял. Он нормально импульс, он нормально все делал так-то. На самом деле. Он типа его поставил, потому что у него все золото на форварде было. Ну такое. Ну ты не так играешь. Если у тебя золото на форварде и ты очкуешь, ты играешь скорее как Ландау. Ты добываешь около 600 камней к переходу к замкам, и сначала ратуши ставишь, и потом чуть что поставишь замок, успеешь среагировать. Обычно. Бояре бы контрили все почти тевтонскую каву пехоту. Не, ну бирманских бы алибард они бы не сильно контрили. Все же. Пехоту. Алибарды они не контрят. Давайте следующий прогноз сделаем. У нас будет миграция. Пока не началась, давайте посмотрим цивы, какие есть на миграцию. Так, у Снэпи есть всякие цивы. Да до хера цив, конечно, и Армения. Пожалуйста. Цифр очень много. Лучше кушать. Просто. БР не выйти просто. Да выйти. Серо было 3 чепа Катарана, усиленно на 2 пики. Ну, потому что он долго алибарды делал против паладинов, и в чемпа перестраивался чуть позже. Важнее экономики даже. Да это... Так. Это долго. Это вложение в долгую. Детинец. Это кэмпам уже. Ландау на миграции, замали топ. Ну да, возможно, они такие начали там вот это вот Big Brain, а что если они пойдут в фасты, типа, берем пойдет манкраш, и типа против него манкраш не сработает, потому что там типтонит, все не сконвертишь. И они начали такие, как топы мыслить, и запутались. А в итоге ни хера не... Наверное, да, они в этом плане переиграли их. Очень похоже. Оба на камне были. Фастбум в 3 ТЦ. Вот эти фастбумы мне нравятся слова. Татаров... Где татары, зайки? Сарацины Мали? Действительно Мали? Блин, ты прям много знаешь. Твой тиммейт, что ли? Снэпи на сером цвете за армян. Супер цива. Серозайка за византийца. Ну, в принципе, если спамить файры, то удачно. Более низкому рейтингу дать византийца, это, по-моему, всегда топово. Я всегда тоже так мыслю. Дать византийца, какие-то файры жесткие, какие-то жирные здания, какие-то там импы на халяву. В общем, то, что нужно. Здесь же у нас Ландау будет играть против Снэпи на Молицах. Молицы, это, конечно, кринж, но ок. Норм. И Сарацин. Сарацин на галерах будет катать. Уже ломаешь противнику лицо, без всяких замков, бояр, яйцев и так далее. Ландау знает билды Винча Сальса. А, щит. Но он же не будет здесь делать форвард-доки. Ты же не будешь делать тут форвард-доки. Или будешь. Будет пасткасл. Все, смотрим за Ландау. Какой он билд исполняет. Так. Ремонт церкви. Понял. Молицы. Командный бонус молицев. Я забыл. А, университет работает быстрее. Сарацину поможет? Наверное. У Сарацин лучники наносят больше урона по зданиям. Ну, такое. Только лучники, не какие-то кораблики.
По идее. У Сирозаки византийцы. Монахи лечат быстрее. Есть дроманы, кстати. Это прикольная тема. Ну, у армянина тоже есть дроманы. Дроманы плюс дроманы, имба. А у армянина командный бонус, ну что, дальше видит пехота, да. Мулкарт, олени, все гниет, все такое. Так, у кого тут есть читерные какие-то места? Доком закрыть проход. Да. Ух ты, тут тоже, в принципе, доком закрыл и фишбумся, типа. Так. Сирозайка сказала, что у нее тут какие-то коровы. Не, она говорит, куда она док будет ставить. На форвард. Хорошо. Ух ты, какой док. Окей. Убил на Сальс Академии. Тебя. Хавать зайку галерами. Ну, обязан, типа. Ну, обязан. Сейчас посмотрим. Если не захавает, значит все. Сирозайка это смурф, ее надо банить. Надо что-то решать. Твич лагает. Не могу проголосовать. Я открываю окошко. Нет. Ты самый умный игрок в эпоху. Слушай, ну есть, конечно, чел, который играет только на Бирме. Это, конечно, умно. Но, блин. Не, ну это умно. Так, продвинутые билды. Ну, тупо играть на Бирме, пока 2К не апнешь. Ладно, ну если серьезно. Умный. Нихера. Хотя, ну как посмотреть. Если ум заключается в том, чтобы выигрывать, ну типа и оптимальные стратегии для этого делать. Ну, не знаю, да не, умный. Умный не будет играть в эпоху. Но вопрос не в этом. Ты утверждаешь, что все игроки в эпоху тупые. Ну и мы из них, из этих тупорей эпошечных, мы выбираем самого умного. Самый скилловый. Не, самый умный вопрос. Сирозайка, смурфозайка, то кто играет вместо нее? Не знаю. Киберзайка там. Молодой талант, который за день апнул 2К. Кикешка, ауе, самый умный игрок в эпоху. Да, вот он ее вдоль и поперек знает. Не уверен. Не уверен, что да. Да пес его знает. Может, Винч? Может, Йо. Я не знаю, не могу сказать, что-то непонятно. Умный. Просто непонятный показатель. Умный. Репа. Фиге. Кто-то апнул 2К за сутки? Ну да. Ну, не, Винч очень, да, мощный в этом плане. Не знаю, по-моему, Вайпер уже максимально упоролся в свои темы. Так, короче. Ландау. Я вижу, что он фишбумит, он буквально ставит форвардный док. Да, он знает, что тут враг где-то. Он ставит форвардный док. Не бэковые. Ну, не знаю, он фишбумит. У него, да, за Мали, конечно, прикольно. У него и золото быстро качается, и лес, все дешево. Здания дешевые. Приятно. Здесь тоже 2 лесопилки. Ну да, переход идет от ментала. Ну, какой-то не супер космический, да, потому что у него, во-первых, и док далекий. Соответственно, и он не быстро пришел, и крестьяне тут не 2 быстро работали, а 1. Ну, тут съедена рыба нормально. Сирозайка тут уже вообще целую рыбу съела. Какие снайпер? Ну, снайпер 2-й, 3-й док делает за армянина. Сирозайки тут какие проблемы? Вторая лесопилка. Так, ну что, может у нее, блин, не хватит ни на хера сейчас? Ну, хотя у нее еще до перехода есть и хватает. Но она просто поздно переходит. Да, если сравнить, то Сирозайка, конечно, отстает от ментала. Потому что ментал 26 у него лимит, у Сирозайки 24, да? Ну, тупо лодок больше. Она еще позже переходит. Но зато 3 галеры сразу делает снэпи и посмотрим. Ну, выглядит как Ландау фишбумит, конечно, прекрасно, но... Смотри, это в 1-1 работает, да? Но тут-то расстояние. Камон. Вообще, Warrior на Nations Cup, как Warrior играл? Берет перса, 15-й переход, без рыбы своей, на фланге.
Очень прикольная тема была. За перса, либо монгола. Сам рыбу не делает. Делает 2-4 галеры, плывет, убивает одному, поки там всю рыбу. Он на тайминге просто жирает, пацанов. Ему скорости не хватает, а шарит хорошо. Ну вот как-то не всегда. Только Вайпер умеет врашивать постами, значит он самый умный. Эмбель тоже. Но если бы БПМ вообще тут не решал, он бы ее самый умный. Кидань? Я сам не знаю тут толком историю, но чувак типа резко апнул рейтинг. Ну там не за сутки, а за сколько-то непонятно. Или за сутки. Непонятно. В Серзаке заказана галера после 4 фаеров. Она в 2 дока играет. Так, ну тут галеры приплывают. Ну, не знаю, этот фишбум, он, конечно, сейчас дает буст, и может ему хватит. 38 эко-лимита. И встречаются здесь. О, кстати, хорошее начало для Сирзаки в этом плане, что она типа окружила. Сейчас посмотрим, сможет ли он отмикрить за Сарацина. А что у Сарацина? Галера быстрее стреляет, но стрелы пока нету, тут будет тяжело. Скаут? Скаут отвлекает. Ну, в принципе, Виза тут быстрее тоже атакует. Поэтому, да. Ну, быстрее атакуют Виза, быстрее атакуют Сарацин. Это, конечно, да, все равно не сильно хорошо для Виза. Здесь рыба всего лишь одна осталась. Эта рыба поплыла на этот док. Ну, сейчас посмотрим, а что у него получится, у вашего Ландау. Может, у него и пока получится и фаеров сделать? Да может. Может. Что бы ты стоял ЕГЭ по эпохе? Да, чувак, до хера всего. Тайминги, всякие плюшки. Не знаю. Ходки нет. Ходки не надо учить неделю. А, ты про это? Уходит вообще рыбами сюда. Так, здесь просто фаеры, 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 фаеры. Ну, Сирозайка заказывает иногда галеры, не совсем понятно зачем, они же у нее будут няпнуты. Здесь, кстати, стрелы нету, что за дела, ну, потому что он вообще в приоритет кидает рынок. Так, а у Снэпи что? Он здесь... не завис ли он тут? Он плывет дальше, ребята. Рыба, смотрите, выкрутилась вниз, но галеры поплыли дальше. Буду делать разницы против ментала, и поэтому ментал тут не сможет. Как бы он не хотел, тут перемикрить все жестко. Ландау говорит: слушай, чувак, тут я там тебе 5 армянских галер оставил. Размикаешь? Чувак такой: ок. Типа, ну а что он может сказать? Ну а что он может сказать? Но Малиец, слушайте, Малиец действительно билд исполняет. И самое важное, что он сохранил рыбу, реально. То есть билд идет, 3 дока есть. На кустах маловато. Ему хватит вообще? Да. Если он сейчас законтролит эти рыбы и пошлет их сюда работать, тут надо просто ими тыкнуть сюда и все. Но они плывут обратно, может еды не хватит. Ну будет торговаться, а камень не продавал. Так, ну здесь пошла жарень. Стрела на стрелу. Серзайка пока отдыхает или вообще на вычинивание пошла? А, она слила фары, я так понял, и галеры у нее остались. Но без стрелы. Делает дом, это не мельница. Я вижу, что это дом. Ну окей. У Серзаки рыба работает, и у нее 3 дока. Галеры идут. Интересно. Бесполезные вопросы. Чужие ходки учат. Да не надо вообще ходки учить. Ну вот сейчас даже интересно, что Снэпи сможет сделать. Переход вообще нажимает ментал, потому что он, наверное, забузил рынок. Да, продал все. У него леса много, кстати. Но здесь все тяжело. Так, начинается здесь боевка. Здесь Серзайка заходит. У него стрела появляется. В принципе, окей, да. Ой, ну рыбу отпустил. А где галеры? Блин, он нажал апгрейд, но не прочекал где. Классика. Типа он уже давно апнулся, да? Уже давно должен начаться, сразу должен начаться апгрейд. А он нажал просто поздно. Фаершип же долго делается, капец. Капец. То есть не оптимально сыграл. То есть рыбу уже слил. Но пока что ни Серозайка, ни Снэпи не переходят. Здесь вообще чувак в 2 дока всего лишь же играет, да? И они как бы отрезаны. Так, но это прям неплохо. И они апнулись хотя бы сейчас. Этим челам выгоднее даже блочить, чем наносить урон. Блочить пытаться как-то. Ну, это сложно, да, там они проскользнут. Проскользнут. Ну, так, и армянин делает брандеры.
Ну или надо было док перестроить четвертый, не париться. Перестрой сюда док и временно живи этими рыбами, а так рыбы сдохли. Конечно, Снэппи мастится жестко. Четвертый док переводит рыбу дальше. Но он доживает. Хорошо, транспорт. 2 штуки. Чё ты дрочишь? Ну, да. Не, у него много фаершипов, лоу. 18 армий. Это дохерища фаершипов. Наверное, здесь на брандеры попадется, но здесь посмотрим. Серзайк это не апается, здесь надо спасать, да, но спасать во что? Так, новые доки. Так, транспорт. Рыба сзади, брандер. Тут еще перехода нету. И он распределил. Может, даже заметил. Транспорт вышел, лоу. Ой, вообще хорошо, он почти урона не пронес, он его со расстояния убил. Так, здесь галеры ментала. Что за дела? ТК без стрелы. Минус скаут. Серзайка, может нажать переход? Да, нажимает переход. Засеяла ферм. Ягоды слабо жрет. Надо было ягоды больше жрать. И даже вот эту рыбу, например. Кстати. Кстати, можно было придумать что-то с мельницей. Вот даже сюда мельница и жрать вот эти рыбы. По 3 тайла ходить. Нормально же. Так, здесь смотрим. 1 фаершип. Но 1 фаершип Серзайка отмикрит. А 3 уже нет. И даже 2 будет тяжело. Чё ты дрочишь? 2 стрела идет от Снэппи. Так. Ментал говорит, чел, надо сюда доплыть, помоги здесь. Типа, у меня доки тут заблочены. Давай, нормально. Пока эта Серзайка там не апнулась. Окей, понял. Ну все, пошла жара, брандеры кое-какие, никакие. Здесь смотрим. Так себе брандер, а вот здесь будет неплохо, по идее. Серзайку отогнали. И отгонит ее так, что может завалить. Но Серзайке надо срочно переключаться на фэршип, она это и делает. 4 дока просто. Выход на камень. Там, блин, транспорт делал. Так, выходушек сюда. Кто до сих пор не знает, у нас в транспорте теперь 20 посадочных мест, а у Сарацина 40. Так, но здесь еще рыба есть, да? В этом разница. У этих ребят рыбы совсем нет. То есть, ну, по экономике, кстати, не так все плохо. Видимо, у Серзайки идет отставание, айдлы. Она нажимает сразу переход, у нее 6 крестьян в заказе. Здесь... Блин, здесь, конечно, без патруля... Очень опасно. Очень вот так опасно ходить в ту сторону без патруля. Здесь большой стак Снэппи армянских галер. И здесь без бутерброда Ландау ничего не придумать. Но Ландау переселился. Ему, возможно, надо хитро сыграть и поставить сюда доки. Реально. Потому что так он не сможет. Его будут кайтить постоянно. Постоянно кайтить будет его Снэппи. Но поставь сюда доки. Кстати, 2 файра приплыло. Это забавно. Хоть бы 20-очку крестов тут сжечь. Рыбак! Серзаке нужен транспорт. Не перестраивай это на лесопилки, кстати. Мне кажется, уже надо бы. Ну, да. Тут уже надо постоянно перестраивать лесопилки все-таки. Ну, здесь, кстати, тоже... Ну, нет, есть вот эта новая лесопилка, но так. Надо этим запариваться рано или поздно. Тут, понятно, мулкарты вообще гоняют. Но лесопилки надо перестраивать. Так, ну все, Серзаки у нее византийские фаршипы, план простой, 2 стрела даже есть. Здесь даже непонятно. Но она выиграет. Ну, это сильная комбо, потому что фаршипы сильные, и тут эти дамажат. Я даже не знаю. Здесь чувак, правда, ну, блин, было бы еще чуть-чуть фаеров. Я говорю, ему доктора надо поставить. Нет, здесь Серзайка не может проиграть, мне кажется. Ну, сейчас посмотрим. Фаеры за Сару... Не видел я тут фаеров за Сару, честно говоря. Но вот у него 2 стрелы нету, это вопрос. То, что у него 2 стрелы нету, но он забыл. То есть у него куча золота, он бы мог давно что-то сделать, да, но он забыл 2 стрелу. То есть твои сарацинские темы, да, не работают. Здесь как можно камбэкнуть, только если через брандер как-то хороший, даже в галеру можно зайти. Вот сейчас он делает уже фаеры, ну только у тебя 2 стрелы нету. Это как было, зачем так сделали с транспортниками? Потому что это неудобно по 5 челов вести. Ты даже не можешь... То есть это же не прикольно, когда... Вот прикольно, когда ты можешь переехать, допустим, на вражеский остров и поставить замок, да? Ну, ты ограничен 5 популяций. 5 крестов можешь перевести. Окей, ты ставишь замок, и тебя там нагибают просто кресты другие вражеские.
Чтобы перевозить 10, тебе нужно прокачать апгрейд за 400 ресурсов. Карининг называется. Терзайка просто жестко спамит, и она уже где-то делает катапульту. А, это Снэпи делает катапульту, показалось. Ну, кстати, фаршип доплыл сюда, убил рыбу зайки. Зайки убили рыбу, нет. Звучит жестко. Сделали 20, нормально. Надо было здесь убить. Аванпост. Ну, это форвард осадка, это, конечно, прикольно. Здесь уже боевой монах стоит, церковь. Много боевых монахов, идет как будто касл-дроп, потому что он дома добывал камень. Дома добывать камень на миграции, это вообще не дурная тема. И сразу готов делать темы. Блин, здесь у Ландау умудряется фаершипы откуда-то приволочь. Но кресты перевезены. Практически уже корабли все перестают делать. Кстати, Снэпи не использует корабли вот как-то здесь. Универа у него вроде как тоже нету, но он уже переключается на позже. Здесь вообще конюшня. Малийская замок. Так, ну, Серзайка пока аккуратно так себе. Ой, тут 4 креста. Да все плохо. Вандау, где ПТЦ? Замок на него ставит Снэпи. Ну, блин, эти 2К игроки не дают продохнуться, как бы. 5 ТЦ, да, но он просто... Он просто каждый раз находит какую-то новую тему и пользуется. Ой, блин, что? Гамбит. 5 катапульт? Серьезно? Жесть. Давно такого не видел. 5? Я бы от 3 офигел, а 5? Это ГГ реально. Ну да, жестко. Знаете, короче, я хочу так сказать, без претензий на что-то, но в чем отличие все-таки вот какого-нибудь, ну реально, 1К5 игрока, 2К игрока? В том, что 2К игрок, он никогда не останавливается. Он всегда находит себе дополнительные задачи. Он всегда такой, так, а что еще можно сделать? А что еще можно? Так, давай соберем релики, а давай еще посмотрим, что здесь. А, здесь я увижу тут... А давай еще замок поставим, а давай еще осадку, давай еще... Он постоянно себе находит новые задачи и тратит ресурсы. 1К5 игрок, он может такой, так, ну здесь там выиграл или не выиграл, и он может успокоиться, как бы. Но мне так кажется. И поэтому это такое происходит зависание. Но мне так кажется, реально. Ну да, у него здесь было лучше, наверное, больше ресов. Прям, но... Ну не знаю. Не, ну прям много леса, да. За армянина прям много леса. Ну не знаю, но мне так кажется. Все равно. Как будто бы вот не хватает вот этой темы. Что-то сделать еще. Жи-жи. Даже через экран больно было. Да капец, 5 катапульт. Все, новая старта. Делаем 5 магнелей и просто едем перед сопом, пока он сдастся. Не так просто. Круче было бы только добивка, и когда в тот же момент на Хоум-остров высаживается 5 петард, и 2 коня сносит ТЦ и режет колесо. Ну, блин, чтобы тебе 5 петард иметь, тебе надо замок откуда-то придумать. Короче, ну, здесь сложно, но мне кажется, Ландау мог Короче, Ландау прикольно все делал, но можно было лучше. Еще. Типа, реально. Все-таки не сюда док, надо было сюда 2 дока делать. Спокойно. Здесь 2 дока, да? Потом 4-й ты сюда и поставишь док. Рыбу там пытаешься не слить. Слил, не слил. Очень важно проконтролить, чтобы у тебя, блин, пошел сразу фаершип. Потом вот эту тему использовать. Сюда фаеры, реально. Отсюда доки. Это очень усложняет ситуацию человеку, который в галеру пытается играть. Ну да, он тут сделал разницу. Это, конечно, разнос тут максимально быстрый. Челы никуда не убегут, ты еще и армянские монахи. А потом мы смотрим каких-то профессионалов, которые боятся заражить Херу. Нет, я не буду ражить Херу. А что, вдруг что случится плохое? Я не буду ражить Херу. Он же страшный. О нет, а что, если заражу Херу, и он меня отконтрит? Это же будет позор на весь мир. Лучше я просто сосну со своими ТЦшками. Хера, он живучий. Да, какой он живучий. Тадах его на арене передушил. Откуда 5 кат вообще?
Не, ну я видел, что они делали, но вообще, ну, значит, он не айдол. Зайка классно рыбку подрезала, контроль. Подрезала? Ну, она ее там просто жестко убила, не помню. Был бы не 1К4. Так тело лучше. Татах вон недавно показывал, насколько живучий. Чтобы одну игру выиграть, надо раз за 3 его убил. Ну да, да. Не, ну да. Ну и что? Да некоторые катки он отдавал легко. Я свой 1К, да, так и есть. Я вчера на Кавасане решил попробовать сыграть за грузина, так как же Винч против Херы. Забрал у Итала оба озера, на центр церковь, ТЦ, замок. Почти задушил его, но потом расслабился и чуть не дал ему камбэк на 70 минут в итоге. А если бы не останавливался, смог бы с меньше за полчаса его полностью пронести. Ну, типа да, типа такого. Обычный чел умер бы после первого раза, а Херу 3 раза. Не, ну да. Ну, чтобы, понимаешь, хера ты или не хера, но если у чувака нету места, если его жестко зажимать, ты не выкрутишь. Хере нужно место под фермой, под его продакшн. Все равно. То есть... Ладно. Ну, сложно, да. Жестко убило. Счет 2-0, но у нас до 4 побед, поэтому еще шансы есть. Так, а что они могут... Слушайте, ну на... А где еще можно какие-то заготовки прям сделать? Там везде? Ну, не знаю. На African Clearing может повести. Почему Мали, а не Япа? А, ну у них японцы есть. Вообще, да, типа, что-то японцы жестче. Ну, просто жестче. Ну, просто жестче. Ну, просто ты даже просто рыбу не потеряешь так быстро. Нормально, заготовочки. Надо более серьезные заготовочки. Так. Ну что, сколько там? Так. Они уже играют туннель Амазонии, погнали. О май гад. Снэпи Венгер. Серзайка Литовка. Ландау Монгол, Ментал Эфиоп. Теперь сидит, хавает 2К. Ты 2К? Хорошо. Та-ра-та-та-та-та-та. Снэпи, блин, Снэпи еще серым цветом играет. А знаете, в чем самая имба серого цвета? Я сейчас расскажу. Не в том, что его не видно на миникарте или еще что-то. Сейчас я расскажу. Я понял себе на своей шкуре. Ладно, это там пофиг. Типа, ты может, и увидишь. Не видно хпшки. Короче, не видно, когда он лоу-хэповый. Ты наводишь, и там непонятно, что, типа... Ну, это если с моими настройками играть, да, в этом плане, да. Тяжело прочекать. Я никогда не понимаю, что это монах лоу-хэповый, что... Я ни хера не вижу вообще, реально. Я просто играл недавно против Снэпи, меня жестко бомбило. Я не понимал, какие юниты у него лоу-хэповые. Ну да, по идее, можно просто в интерфейсе здесь Health Bars включить либо просто Legacy, по-моему. Да? Они будут зелеными. Тогда да. Блин, может реально так поиграть? Не, реально это просто проблема иногда. Все, отлично. Не, ну реально же топово. Не, ну двухцветка, да, ну я не хочу двухцветку переключаться. Да, Legacy нормально. Мод на зелено-красный ХП. Мод на ХП? Слушай, я, кстати, даже такого не знаю. Это интересно. Ладно, у нас... тут может быть заготовка, кстати. Ну, слушайте, ну цивы у кого лучше? По-моему, очевидно, у кого лучше цивы. В лейтгейме. Если мы абсолютно не учитываем игроков... Серзайка убивает кабана прям как я. Просто на пофиг. Просто стреляет в него в упор. И надеется, что крест не сдохнет. Эфиоп и монгол, камон.
Так. Думаешь, будут какие-то дабл-скауты? Возможно. Если в Легаси ушедшая полоска черная, не красная. Чего? Красно-синий самый отвратный социальный цветок импо. Импо. На этом режиме при большом сражении трудно различить ХП своих и СОПа. Maybe. Надо потестить. Я как-то об этом не сильно думал. Так, Серзайка тут через ТЦшки убивает. Блин, прикольно, у него кабаны ложатся неплохо. Так, на этой карте, насколько я помню, по 3 кабана у каждого игрока. Куча реса, в принципе, тут в центре у нас 5 реликвий расположено, и такой квадрат, довольно тупой. Проход, есть крокодилы, которые будут мешать, есть даже небольшие холмы, но небольшие. В принципе, окей. Литва плюс Венгр. Ну, Литва, конечно, прикольно. Реально, в чем план-то? Я вижу это так, честно, что Снэппи прям будет душить в феодале. Да, ну тут видно, у него 2 на лесе. Он будет душить в феодале скаутами. И главное оставить проход открытым. И Венгр, все, я все понял, это будет элементарно. То есть Венгр, суперскаутная цива, да, он пойдет, крокодилы ваншотаются за Венгра, проблем не будет, и он просто будет держать центр. Пока Серзайка будет играть не в Манкраш все-таки, а в замок, наверное. Ну посмотрим, все, переход, 19 и даже без лума. Да, я так и думал, что без лума еще будет, чтобы максимально наглость. Color Pix, D. Херот не так же играет? Тира 2 на лесе. Серзайка тоже переходит. Неужели дабл скауты? Да, у Серзайки явно тут какие-то айдлы есть, у нее немножко меньше крестьян там. А, ну она с лумом. Зато. Так, X идет от серого, то есть от Снэппи. Снэппи идет без лума, все, погнали, типа. И Серзайка выходит. 2 креста с лумом, 1 без лума. Пока. Второй выходит, понятно. Ну а самое интересное, что Монгол тоже переходит, да. И тоже будет контролить. Тоже без лума. А вот Ментал сидит пока что и как будто бы планирует фасткасл за Эфиопа. У которого дополнительные ресурсы можно перейти реально рано. Но тут сейчас вообще скаут апнется этот. Снэповский. Не будет жестко. Так, тут 1 олень, и Серзайка не нашла 2 овцы. Легаси. Я посмотрел на стадо крокодилов, собранные пикой крокодилы Раш. Да. Тут закрываться Мавитон. Да тут как-то по-разному. Ну, в какой-то момент да. Но тут бывает сначала феодальные войны, и потом закрытие. Затащили бы ли они Геру? Слушай, мне кажется, да. Ну, типа... Ну, хотя это было бы интересно. Но Снэппи... Ну, типа, любой солидный чувак, 2К, он должен прям уже уметь напрягать топа, Херу. То есть там не должно быть такого, что Хера там... То есть, условно, Вич может там 2 монахами отмахаться от 1к1 челика. Но от 2К челика ты не должен отмахиваться. Там он должен прям вкладываться, чтобы отмахиваться. Как-то. Если Серзайка будет одновременно с этим напрягать, то должно быть жестко. Ну, блин, я вижу разные сценарии. Что может на какой-то карте да, может и нет. Что нахрен происходит? Это очень странно, потому что Снэппи убежал скаутом куда-то подрезать вилов, которые без лума. Ой, 6 урона на безлумных. Это -2 просто и легко. Что происходит? Здесь он делает завол, причем каменный. Серзайка делает скаутов, тут тоже скауты, здесь тоже скаут, очевидно. Блин, да иди в крестов без лума. Он пытается овец перебить. Капец, получилось. Жесть. Срочно волится чел с лумом. Ой, а чё, он не будет нападать? Чел без лума! Ну все, это еще хуже. Это еще хуже. Да в смысле, он убьет легко. Просто убей этого мужика. Почему? Чего он ждет? Почему он так играет? Ну это странно, он типа не понимает. Он с лумом, он должен. Для чего время тянет? Пока скаут прибежит?
что потом ведь... А, что тут произошло? Они вошли внутрь. Ну тут кресты. Какого хрена они вошли внутрь? А дальше как? Сиросайка такая, а дальше как? Квиквол. Он реально до конца ждал, чтобы потом отменить полностью? Ну это прикол. Но он же подводил еще одного креста. О нет, это максимальный разгром. Это дизастрич. А тот скаута увел? Просто это странно. Да, но там скаут был, он ушел просто, и крест третий подходил. Ну да, он в итоге тупанул. Я думал, что он там за контроле, типа, уже. Ментал нажимает переход. Но у него, конечно, лум уже есть. Удаление, ворота. Так, да, ну прикольно вышло. И кто только ваш лом? Такие игры 0 фана, смотри, даже бесит немного. Ну, да, здесь прям разница большая. Все-таки. Ну, понимаешь, тут, типа, в командной игре тут рейтинг вообще не сильно важен. Тут важно, как ты исполняешь, какая у вас заготовка, типа. Насколько я знаю, у Снэпи и Серзайки там очень, ну, они очень серьезно там. Ну, там у Снэпи очень серьезно там, типа, к этому турику тоже готовятся. Поэтому, да. Насчет этих челов не знаю, типа, ну... Может. 2 на 2 рейтинг важен. Ну, он как бы важен, но... Чего там? Да не, ну Снэпи он очень жесткий. Он типа в соло 2.50, но как будто бы в ТГ он, короче, больше. Условно, может быть в соло я его сильнее, но в ТГ он меня сильнее. Типа будет такое. Спокойно, вот и все. Выглядит как 2К5. Так ты не отличишь. Как ты отличишь? 2К5. Ну потому что это ТГ. Ладно, Ландау прям дохерища скаутов сделал, бегает против двоих. В принципе, тут вообще пикапнулось и замки, да? И вообще стрелки делаются. Ну, такое, учитывая, что тут каменная стенка, стрелки выглядят крипово, но типа эфиоп выходит в стрелков. Да, тут налейте, монгол. Ладно, смотрим, что у нас. Ну, у ментала 23 креста всего лишь, да, на новых замках. У Ландау тоже немного. Что они там тачки делают? Ага. Мне нравится, как они тут просто бегают. Терзайка тоже бегает? Блин, сейчас на пику нарвется. Здание, 2 на голде. Дом не достроила, ушла. Здесь Снэпи продолжает напрягать, но не вышло. Так, Снэпи не переходит, он только тачку делает. Короче, тихо, мирно. Ну что, может лучники как-то зайдут? Первая стрела есть. Нас спасти от врыва. Ну это жестко. Типа Сира равно ментал, а Ландау со Снэпи. Сира равно ментал? Ну, недалеко ушло. Не знаю. На 803 и быть легендой. Слушайте, ну я думал, что реально будет жестко заруба там с Classic Pro. Но там вроде как тоже нет. А что у Заки билдом? А что? У нее с билдом. Супер оптимально? Отставание по счету? Так на счет, на пофиг. Ну, у нее просто разведки нету. Ну, точнее, это часто эта команда разведка показывается, да? Ну, она апается. Это онлайн-турнир, и Серзайка выигрывает. Да, все так. Пока да. Серзайка делает свои стены. Она говорит, твои стены говно, мои лучше стены. Но она перешла. Ура! Стрельбище и стрельбище. Конные стрелки, а тут кони. Интервью, не знаю, реально. Интервью. Итак, пришли арбалеты. Кто-то ратуши будут добавлять? Не, нафиг, улынимся. А знаете, почему они улынятся? Потому что релики литовские.
Улынятся все. Тачка от Сирозайки и еще 4 креста в закате сзади. Охереть. Да, ну не на золоте 4. Где они, кстати? А, они, и они все на форварде. Она тут не кушает золото. А, ну вот, все, теперь их 7. Апа на золото тоже нету. Ареса на него легко есть. Так. Снэппи наконец делает своих челов. Аж 3. Арчери за венгра. Это будет много заспамиться. Странно, монголы и Эфиоп пережают же монголы и венгры осадкой в МП. Смысл улыбниться и строить армов. Слушай, строго говоря, они не улынятся. Знаешь ли, они хотят не умереть. Первое, да? И вообще, вот что мы сейчас видим, да, это форвард стена. Они их отгораживают от реликов, вообще-то говоря. Они не вкладываются во вторую стрелу, а значит, он будет лучше бумиться, он добавляет АЦ. В принципе, выглядит как окей, ну. Сейчас вопрос, они смогут, они успеют выйти, они не успевают выйти, надо выходить уже. Но тут делается осадка еще. Короче, интересно, ну это значит, что Снэппи вообще не бумится. То есть 3 стрельбища прокармливать, осадка. Здесь 2 конюшни, у Сирозаки она тоже ТЦ не добавляет, у него выход на золото идет. Короче, знаете что? Тут еще непонятно. Ты ревнуешь? А ты? Мне лень ревновать. Можно же стену за монгола сразу было построить. Палисад, а потом стенку. Ты сольешь палисад. Можно, но тогда там челы придут с вышками. Типа тебя накажут, забей. Да они придут, форвард кресты накажутся, это так не сработает, ты не успеешь. Тем более против дабл скаута венгерских. Это очень... Ну это так можно, но это тяжело, это надо вдвоем стенку делать. А кто тут говорил, что он даун 4-0 выиграет? А кто говорил? Тут? Тут, по-моему, никто не говорил. А где-то еще говорил? По крестьянам 41, 43, 53. У Ментала 53, ребят, 54. То есть он слил там крестьян, ну, он норм. Он прям лидирует. И арбалетов чуть что может дапать. Это не такая большая проблема. Показала вторую броню. Ой, ну прямо они сидят и чекают там. Ой, ну, они такие, Сирозайка, как очевидно, что Сирозайка будет вкладываться в вторую броню, наверное. Ну, типа они такие думают, ну, может и думают, не знаю, но это какой-то убер. Ну, сейчас аванпост поставят еще, да? Так, ну тут вообще таран, и что, хватит этого? Ну, тут армии почти нету. Блин, им здесь надо каменную стенку бахать. Аванпост, ребята, палит все. Короче, на Макелак. Спасибо, анонимушек. Мак и лак. Мак и лак. Мак и лак. Мак и мак. Спасибо тебе. Зайка с голодухи едой запасается. Я офигею, что тут дырка сейчас будет. Так, ну Снэппи сейчас удалит свои стены, чтобы спокойно выехать. Еще есть эта тема. И... А видите, как тут ворота хитро поставлены? То есть здесь стенки такие, да? Там будет неприятно проходить. Тем временем... Да здесь сделай каменную стену, блин. Релики в итоге никто не увез. Так, ну здесь, смотрите, 3 ТЦ. 3 ТЦ. Понимаете разницу? 2 ТЦ. 1 ТЦ. Блин, мужики, ну не тупаните, реально. А что, подожди, что таран делает? А, таран сюда долбит, ну окей. Любой 2К будет смотреть в радиусе ворот. Да, забей. Не успевает закрыться. Ну здесь... Ну какой один крест? И почему снаружи? Почему как это крестьянка? Блин. Ну типа всю игру отдавать на то, успеют ли они тут закрыться или нет, это, конечно, дизастрище. Высылайте сюда скаутов, чтобы тупо сливаться. Ворота? Но ворота это слабая точка. Нет, ворота это еще хуже, мне кажется. Ну типа, ладно, ворота это типа какое-то полурешение. Надо было сюда скаутов высылать просто. Умрите здесь скауты, купите время. И что ворота? Ну это дизастрич. Теперь выходит куча крестов. Есть на замок? Есть на замок. Блядь, ставь замок. А теперь нет смысла. Куда ставить замок? Теперь эти кони хорошие. Миллиард ЦА.
ставишь сюда замок, этот замок отбегут. Ладно, здесь на самом деле что, луки со второй стрелой? И фижопские. Зачем? Зачем? Чел, зачем? Чел, зачем? Зачем? Спасибо большое за поддержку. Но не убежит она, чувак. Ментал совсем, конечно, это сейчас в фокусе, пытается микрить, нихера не заказывает, заказал пару юнитов, но это дизастрич. Ну и по экономике у них-то лучше. Да, между тиров не встанет. Ну, это тоже тупо. Ну, все цашки расстреляют, то в целом цашек больше. Я тоже сначала подумал, потом понял, что мусора нет. Спокойно добумить. Непонятно, но Зайка тащит просто релики. Зайка тащит релики, да монахи даже не помещаются в дырку. Здесь какие-то квикволы. Блин, да чела могут еще затащить, типа, все зависит от них. Но надо играть жестко. Так, ну смотрите, они отзонились тут. Здесь заболы, смотрите. На пофиг они не пробегают. Здесь какой-то лютый квиквол. Так, это чьи верблюды? Ну что и верблюды? Ты не пугайся сам себя. Он, походу, подумал, что это чьи-то верблюды. Он тут не понял. Ворота потом, ладно, это ж мои. На пофиг бежит Зайка. И что происходит? Здесь арбалеты вышли, умерли. Тут таран работает на стрельбище. Здесь новое стрельбище. Чел делает вербов. Блин, там кони же сейчас жесткие будут литовские. 10 плюс 4 еще. Еще релики. Терзайка прорывается вперед. Здесь какие-то казармы, монахи, все умирает. Даже скаут есть. Литовская хрень врывается. И здесь вербы остаются против ЦА. То есть это максимальный мусор. Ну чувак, тут что-то квикволит. Все абсолютно. И даже здесь тайл поставил. Просто квиквол мастер. Чё? Не понял. Да чувак. Что началось-то? Это же даже, ну это же жестко, типа. Топ-контент. Абсолютно. Идет врыв. Спасибо за топ-контент, да. Донат. Блин, Серознайка, вот когда она рейдит, она типа, что видит, туда и пытается прорваться. Разошлись, мужики. Дарк. Привет, Даркушки. Нубушки, Даркушки. О нет, он крестами вырвался. Короче, у нас тут финал Сильвер сетки 2 на 2 турнира и ГГшка все-таки. ГГшка признает Ландау поражение. Блин, ну они могли эту карту выиграть просто. Один мув, просто реально. Один мув построить стенку сюда, не халявить. Блин, это прям максимально обидно. Потому что реально чуваки здесь только ТЦшки поставили. У них даже до сих пор преимущество по крестам типа 160 на 130. И цивы у вас лучше, а релики пофиг. Ну, типа, релики. Какая разница на релике, если у тебя там буквально будут Мангуда и плюс, не знаю, там, ну, Мангуда и супер скорпы, допустим. Да, просто 5 крестов, джбоньк. Ладно, это супер обидно. Ну вот даже такой раш удался. Хотя, честно говоря, он не должен был сработать, да, но вот сработал. Честно говоря, не должен был сработать. Еды меньше всего добыл. Снэпи. Ну, Снэпи меньше всего крестьян, действительно. Ну, тут уже 4 релика, то есть уже забей кони были. Ой, ну эту катку они сами проиграли, конечно. С третьего раунда обе команды как танки пережали сопов со сухим счетом, да. Снэпи играли с первого раунда с Ландау. Подключились только с третьего раунда. По идее, у игрового опыта Снэпи больше в плей-оффе. Да, я же показывал. Но они сначала там 2-1 сыграли, потом там 2-0, 2-0, 3-0, что такое. Они очень много... Ну, это еще 3-0, да, только? У нас еще минимум одна игра будет. Спасибо за рейд, Дарк. Че он там стримил, интересно? Дарк контент. На ГГ переправил. Минус 2 овцы, минус 10 морали. Моральный сноубол. Ладно, не, ну Серозайка со Снэпи, то есть да, они, наверное, выше, конечно, рейтингом, но они и очень много матчей сыграли, и они плюс еще тренятся много.
Но я не знаю, как другая команда просто. Я просто не знаю. Да ладно, сейчас уже можно на пофиг. Дельта Нила. На Дельте Нила можно очень по-разному играть. Туда можно транспортами куда угодно встать. Секунду. Честно, я бы за них играл African Clearing. Во-первых, у них есть неплохие цивы, да, тот же Вьетнам, который палит. Кореец. Типа, я бы точно African Clearing играл. Тренились. Ну да, жестко. Колорадская ленточка. Оплата за стрим. А ты оплатил за стрим? Заплати за стрим и живи спокойно. Спасибо, Александр Первый. Ладно, я вообще обычно так агрессивно не призываю. Я вообще обычно не призываю. Я не знаю, да, чувак, этот Ральф нарисовал, но он ничего не имел в виду. Это так вышло просто. Типа просто какие-то ленточки. Что ты сразу? А там он треугольник какой-то. Ну, видимо, уже несколько человек спросило, поэтому... Окей. Так, что у нас? Может, они уже следующую начали играть, а я сижу? Not yet. Дельта Нила все-таки будет. Ну что? Что у нас на Дельту Нила? Есть такого интересного, непонятно. Реально, зачем вы... Ну, они... Я думаю, они луков с перепугу сделали, типа. Типа, ну, блин. 2 в 1 играем, сделай луков челу. Хотя, реально, зачем? Блин, реально, ну это надо допетать. Вношу 100 рублей для продолжения стрима. Продолжение? Ну, пока продолжаем. Бомж, спасибо большое. Стрим продолжается. Так, а мне не пришло 100 рублей за большие деревья. Сейчас больше. Сирозайки за контент. Че за... Спасибо. А что именно Сирозай? Ладно, окей. Я передам. Передам ей спасибо. И заберу 80 рублей себе. Да шучу, нет, конечно. Точнее, я не знаю. Буду эти 80 рублей, не знаю, что с ними делать. Буду думать. Короче. Игра еще не началась. Сирозайки на контент. За контент, да, за контент. Я опять все пропустил. Но я хз, как они могли пробиться, если там есть анагры. Там они не успели стенку сделать. Короче, они заболели их. Верхние челы заболели нижних челов. У их части. Но только одним слоем стены. И там просто... И там даже не какой-то резкий врыв был. Там был такой медленный врыв, таран. Всего лишь один и все. А чел просто одним крестом болел себя. Потом пришел вторым, начал ворота делать, но забыл, что ворота мусор, потому что ворота не имеют брони. Недостроенные. Короче, в чем идея? Надо было допетрить, что луки реально не нужны, потому что ты просто делаешь барак и делаешь 3 пики за эфиоп. Они автоматом апаются, весь раш законтран, все. Потом делайте что угодно. Ставьте ту же стену, добывайте... Может реально стену, одну катапульту, поставил манганель и не даешь им прорваться, да? Потом забираешь релики и откатываешься на макро. Они, кстати, эти челы, они хорошо бумят, я уже где-то видел это. Они прям хорошо бумят. Захалял, как по мне, он же сильнее Зайки должен быть. Ну, видишь ли, там Снэппи ему пару крестов подрезал. И не просто пару крестов подрезал. Подрезал пару крестов, заставил сделать лум. И задержал рынок кузница тоже. Ну, то есть, прям это разница. Так бы он сыграл намного лучше. Но чувак там делает разницу постоянно. Но это то же самое, как мы видели с Винчом. Кстати, такая тема с Винчом там тоже интересная. Когда был счет 1-1, я думал, выиграет вообще другая команда. Я почти был в этом уверен. Но нет. Так. По-моему, игра началась. Ну, прикольная карта. Дельта Нила. Домашние карты все-таки. Так он бы ее, наверное, и выиграл рано или поздно. Но просто Снэппи очень рано привел 5 галер. Что ты с этим делаешь тоже? Армянских со стрелой. Я не знаю, что ты с этим делаешь. Погнали! Куда? Что? Сирзайка заблудился или кто? Кто заблудился? Ментал вообще тоже заблудился. Короче, ребята ливают. Снэппи идет на
правый остров. Снэпи говорит сюда, или что, сюда. Типа высаживаемся. Так. Кучу овец можно загрузить тоже, потому что 20 посадочных мест теперь в транспортах. В принципе, приятно. И нации, кстати. О, нации, интересно. Серзайка, португальцы и персы. Ну, прикольно, прикольно, солидно. Но здесь бербер, кореец тоже нормально. Если бербер... Блин, за бербера, мне кажется, надо максимально агрессивные доки ставить везде, играть фаерами просто. Супер быстрые фаеры отовсюду, которые плывут непонятно откуда. Просто жуть. Как по мне, я всегда пытаюсь так играть. Ну, или просто... Блин, а чел типа не номадист? Ui. Или типа пофиг, корейские кресты далеко видят. Не, ну блин, ТЦшка ни на чем, типа. Но он мог прислонить ее и к лесу, и к камню, типа. Здесь, кстати, камень в 2 талах. Но здесь хороший ТЦ. Здесь обычный ТЦ. Док. Я обычно транспортом везу сюда крестов, и док делаю все-таки где-то какой-то с центра. Ну, это мусор решение, но я так делаю постоянно. Здесь просто... камень. Блин, ну вот это уже отставание. Типа он даже сейчас лес будет медленно рубить. А приколи сейчас как-нибудь мискликнет на слона нажмет. Так, ладно, ТЦшка уже будет. Так, ТЦ. Ратуша. Еще я люблю делать мув, типа берешь креста и транспортом переводишь сюда и начинаешь леймить или даже док пытаешься отменить. Ну, всякую фигню делать. Так, он хочет повести или... А, или нет, все-таки док. Но здесь док будет мусорнейший, да? Тут нету рыбы. Тут она редко бывает. Но он реально его в угол ставит. Ну, тут она редко бывает. Надо... А, вот, кстати, Ландау делает ровно так же, как я люблю делать. Но он бербер, ему надо через форварда играть. Блин, ну честно, тут прям тяжело, потому что в снэпе перс это прям убер-цива. Здесь. Да, короче, у ментала все плохо. Но, в принципе, я вижу тут такой план. Так, что-то подсказываю со слоном, либо кто какого слона берет. А, ну типа Снэпи говорит, что он этого возьмет, а ты можешь брать этих двоих. Ну да, в принципе. Все понятно, распределили слонов. Типа идея какая? Во-первых, тут ментал будет отставать, поэтому пусть он фасткасл делает. Короче, бербер максимально жестко ввязывается на игру на воде, просто всякий хаос делает. Максимально много фаершипов. Тем временем чел может даже реально... Он же может, ну, фасткасл в замок, он может проплыть даже сюдой и буквально сюда замок поставить. Это же вообще не дурацкая идея. Да, может, конечно, сюда, но это прям сильно дольше. Но это не дурацкая идея, за корейца все-таки касл дроп. И опять же, перевести можно не 5 жителей или там 2 ходки делать, или еще, а просто нормально. Ландау оправдывается свой ник. А что за Ландау вообще? Да не, надо было гандикап, наверное, ставить. Ну ладно. Так, у Ландау тут, скорее всего, домовтык на 10. Типа странно он его фиксит все равно, да? Он типа 3, но зачем вот здесь? Да поставь под ТЦ. Ты что, фермы тут будешь делать? Забей, какие фермы, чувак? Сделаешь там фермы, пофиг на одну ферму. Типа одна хорошая ферма, это не важно, если у тебя домовтык висит. Делай максимально близко, просто дом. Сразу. Экономь еще 5 секунд. Так, ну здесь хоть какая-то рыба есть. Здесь рыба есть. Здесь есть, здесь, соответственно, плохо. Так, ну что, Серзайка, кстати, вообще нашла док здесь, и рыба, конечно, плывет сюда, не знаю, это, конечно, дизастрич. Давайте смотреть, популяция, да? Ну, Снэпи будет улетать в космос, потому что, опять же, это Номад, это Перс, это 17 уже, тут 14, 13, 13. Так, а что тут, кусты есть вообще для португальца? Ну, такое. Тут слишком хорошая ратуша у Серзайки получилась. Ну, что-то не знаю, пока я не вижу, чтобы тут... Ну, короче, я бы за Ландау реально форсил переход, и тут, как бы, может, останавливался на 3-4 рыбах и прям нажимал переход как-то, если это возможно. Ну, я не знаю их плана. Тут, может, вообще это будет план, там, игнор воды какой-нибудь.
типа транспорт. Why? Azul. Козюль. Ару? Блин, ну это дизастрчик просто, он же сам должен понимать. Ну что это такое? Метос ТЦ убивает капчика. И четко это делает. Но, блин, реально. То есть, ты научился реально жестко убивать ТЦ с капчика, но ТЦшка... Типа на пофиг. Так. Лимит уже 25, 26, 21, 19, 18. Жесть. Ну так-то на воде учил играть Сирозайку я. То есть я и давно объяснял про вот эти типа 5 на еде, 5 на лесе. Помню, кстати, лесопилка. Типа на воде она там что-то должна и так уметь играть, чуть что. Убивать ТЦ с кабанчика. Да. 3 кабанчика бегут и с разгоном. Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. Короче. Ты запрещаешь? Блин. А как раньше бросали кабанов гнить, когда играли на воде? Просто жестко. Я такой, вы что творите? Что вы делаете, безбожники? Потом я сам дошел до этого. Переход от перса. Ну, кстати... Не быстрый, но 30 лимит. Он даже на золото не выходит. Так, где что транспорт? Я не пойму, что происходит. Ребята, хватит разбиваться. Будете заканчивать уже. Я не понимаю пока. Ну, зеленый сделал хотя бы сюда док, да? Ну, во-первых, смотри, это мельница. Это уже не совсем, чтобы какая-то фулл вода. Давайте смотреть по мельницам. Док от Сирозайки. Снэпи пока не... А, ну вот Снэпи делает. Выход на золото. Снэпи делает, честно говоря, какую-то херню. То есть это какой-то полуфасткасл. Полуигра на воде, полуфасткасл. Короче, это игра на воде, но какая-то поздняя, с 550 еды. Не бросает у Руслана. Просто он поздно переходит. Ну окей. Типа за перса можно что угодно, как угодно делать. Тут транспортом пользуется, прикольно. Ну, кореец не переходит, по крайней мере. Кореец может... Да корейцу может фасткасл, может даже и в черепах. Я просто не знаю, насколько черепахи имбовые. Если ты, допустим, реально сделаешь, допустим, 4, да? Может, они прям, ну, будут жесткие. Даже против апнутых челов, но я не верю. Перс галеры. Ну, перс явно будет галеры делать, да. Ну да, зайка, наверное, фаеры. Португальские, жирные, дешевые. Черепахи имба. Раньше черепаха был индивидуально очень сильный юнит. Сейчас индивидуально это полный мусор. Waste of resources. Но вот я же говорю, если сделать 4, то я вот не знаю, может оно и нормально будет. Прикольно, они как-то доки ставят сюда, сюда. Но не в центре. Бербер здесь плавает. Но Бербер делает галеры типа с расчетом на то, что у него... Ну это надо перемасить все равно. Не знаю, играл я за Бербера галерами, оно прикольно, но того же армянина все равно тяжело завалить. 4 это сколько леса, как 2 ТЦ? Она почти как треп стоит. Она там, ну я не помню, что-то 100... Давай чекнем даже, где этот чувак. Точнее, какого он там цвета, блин? Где эта хрень? 152, 152 леса, 180 золота, конечно, ну 152 леса. 600 леса. Короче, дохерищ. Тебе казалось. Зайка тоже галеры делает. Все делают галеры. Ну, как бы... Окей. 2 дока, 2 дока. Ну, у них тут по 3 дока. Бим. Тут уже стрела еще снайпи. У Снэпи просто на 7 лимита больше экономическая тема, чем у всех остальных. Вот сила такая. Даже шахта не нужна. Пул галеры такое. Ну, корейцы они дешевые, да? Зайка сейчас занимается здесь. Ну, посмотрим. Серзайка делает фаеры.
Ну, чувак сам странно сыграл. С таким ТЦ ты отстанешь. Типа. Сразу стрела, он быстро нажал ее, как только кузница появилась. Так, ну тут берберы, конечно, могут уплывать и действительно использовать свой бонус, но, блин, у бербера тоже... Вот у него мельница почему-то. Зачем тебе мельница? Зачем тебе мельница за бербера здесь? Это вообще какой-то нонсенс просто. Ты за бербера жрешь даже этих оленей без мельницы. Ну, короче, какая мельница? Тебе кузница нужна и стрела. Типа, это тупо ошибка. Мельницы быть никакой не должно. Здесь нет никаких мельниц. Нет, много серых бегает. Зеленый уплыл куда-то вообще непонятно куда. Тут еще фаершип, максимально неприятный. Чел вроде реагирует, но непонятно. Им надо отшифтовать вот сюда, а он просто чуть-чуть, ну, просто отошел и слил его, соответственно. То есть прям надо много усилий делать, чтобы что-то получилось. Ну, галерки должны хорошо убивать. Не, ну если скопить 4 и микрить, постоянно хит-энд-ранить, то... Счет? Да нормально. Да, тяжело. Все равно, чувак, очень тяжело забалансить даже... Ну вот я тоже играл, типа, честно, вот, когда я со своим играл, да? Я с машинхедом и Винч Килот. Ну там реально Килот и машинхед, они примерно одинаковые, то есть... И я против Винча, ну прикольно было, и мы где-то лидировали, но в целом все равно слишком сложно. И ты такой, бля, ну типа... Мы, в принципе, неплохо сыграли. Ну, кстати, Ландау неплохо играет. Смотрите, он все-таки берберские галеры, как только они... Все-таки стрела есть. Но сейчас посмотрим, бутерброд ли будет. Ух, тут, конечно, галера это пипец. Но он может всегда уплыть, они быстрые. Здесь, конечно, Серозайка нашла цель. И он очень быстро реагирует. Главное не запивить и уплыть. Ему не надо хит-энд-ранить, по идее, сейчас. Ему надо просто уплывать пока что. Точнее, можно откусываться, но вот так вот, да. Откусываться можно, огрызаться. Рынок, да это Перс сейчас пойдет. Перс еще просто даже не оптимально сыграл. Тут Серозайка что-то чилит. Ментал поставил прикольный док. Но здесь рыбачит Серозайка. Так-то здесь доки какие-то. Рыбы, доки. Корейца нет брандера, поэтому... Пофиг. Ну вот да, ну вот и бербер, прикольно. Но там, блин, в 2 раза больше галер. Что делать, непонятно. И вдвоем очень тяжело синхронизироваться и напасть. Очень тяжело. Перс переходит. Не удивлюсь, если да, у него 4-й док есть. Здесь тоже рынок. Это хрень, это. Так. Рынок. Лесопилка. О, видите? То есть у чела... Ну, он чел, да, не оптимально сыграл тут на вдоке. У него есть мельница, но у него нет лесопилки. Что значит, когда у тебя нет лесопилки? У тебя топорика нету. У тебя нет топора. То есть у тебя просто мало леса. Ну что, ну, возможно, если сейчас будет 4-0, мы можем еще, в принципе, посмотреть матч за 3-е место в верхней сетке. Правда, уже, наверное, не лайв, но там ребята играли. Там просто просили застримить, и там S7 тоже играет. Ну, может, посмотрим. Зайка изначально была вообще с Хубой. Так там, да, почти все таки были. Но тогда, кстати, Серозайка была выше рейтингов. Ты чего, Хуба это? Ну, Хуба это как, типа, вот Ландау. Они же там и так и заняли 3-4 место, да? Замки, замки от корейцев. Может, кореец тут вытащит? Серозайка вот сюда, док. Типа, это как будто соревнование, кто дальше док поставит. Серозайка такая, я вот могу сюда встать, я сюда, я могу сюда встать. Так. Кто дальше? А я сюда могу поставить. Кончено. Так. Опа! Ой, ё-моё, как так вообще вышло? Бербер уплыл от галер. Добро пожаловать в чат. Так, стрим идет? Что-то чатик это. Да, Смурфа-зайка. Да не, ну я не знаю, Смурфа-зайка. Это пусть админы решают. Да не, ну они там жестко. Просто я тебе реально так скажу. То есть Снэппи, он прям, реально, он хороший капитан, он там прям объясняет четко, что делать.
Вот я говорю, я честно, я в этом плане прям сильно хуже буду, как капитан, потому что, ну, я слишком один в один игрок, поэтому такое. Я буду на себе концентрироваться всегда. Хотя, я не знаю, ну ладно, тут без шансов, мне кажется, просто. Тут мы можем ускорить, кстати? Оказывается, можем. Так, стоп, Карель живет. Ну-ка, брадеры. Чего? Яичницу с помидором заливать с кетчупом? Ну такое, может лучше просто приправ туда накидать? Приправ, чем кетчупа, ну такое. Зайка умеет в воду играть. Зайка как раз умеет в воду играть, да. Чё со счетом? Типичный, ну ты просто сливаешь все бои, как бы. Пиздюкам пнуть мяч на технику. Блин, я уже жду, когда я уже стану таким дядькой. Я такой приду на стадион, так, пацаны, дайте мне на техничку. Так они мне не поверят, что я жесткий дядька. Да Зайка вообще умеет играть, она как Киритастрич растет быстро. Как Киритастрич растет быстро. Ой, мы в лаве. Имбицух покажи. Да. Вот. Мы такие... Чё? Зайка. Может, ты жесткий тетка? Короче. Лес вырубил вообще полностью. Блин, у него есть топор? У него нет топора. У него нет топора. Здесь челы стоят. Корейский ТЦ. Блин, вырубка леса за Бербера чисто без топора. Все на камень. 20-очка на камень. Здесь фаершипы выжгли у Зайки. Все, ну у Зайки есть тут где жить. Поживать. Набора наживает, ТЦшка наживает. Импы, ТЦ. Супер рандомный ТЦ уже какой-то. Но какая сейчас разница? Что происходит? Бедные зеленые его окружают. Короче, в снайпе здесь просто и фаершипы, и такие, и всякие. Но они пытаются до конца на воде играть, конечно, это максимально жестко. У Серзайки нет армии. Армия где, блин? Серзайка, помоги мне. Снайпе не справляется. Да и он изи справится. Хотя... Берберский брандер. Так, по экономике у нас полная жопа. 150 на 100 суммарно. Еще, брандер. Слушай, ну они цепляются здесь. Но экономика вообще-то это частично вот это, оно не супер выгодно. Да сейчас супер-супер-супер пост-импе они выиграют. Мы должны были их хавать. А вы не ожидали, что ты... Ну я, честно говоря, ожидал. Типа, я знал, что это челики какие-то 1К5, и по идее они не должны их переигрывать. Типа, если они убили классика плюс чела 750 рейтинга, ну не знаю. Ну тоже непонятно вообще ничего. Разошлись хомячки. Что? Где? А, опять? Тык. Да, эпоха империи это эпоха ошибок. Игра ошибок. Age of Mistakes. Все делают ошибки, кроме Сирозаки, потому что она заказывает каравеллы. Замок. Блин, каравеллы это реально имба. Просто каравеллы. О, ну. Это ГГ. Да, жестко получилось, слишком жестко. Русев сила, царь могила. Подожди, мне написано... Кто-то рейд кинул. Сурт Ур проводит рейд 27 человек. Здорово, ребята. А что у нас оповещение не сработало? Уже 2 рейда сегодня было. А на 3 не сработало. 4-0. Пошли считать деньги Сирозайки. Ну, немножко дизастрич был. Да не дизастрич, ошибич. Галеры прожимаю. Ну вот надо галеру прожать и посмотреть, как ты прожал.
Тоже прожал Галер Пупен Габен. И такое. Новые деньги на новые тренировки. Ура! Снэпи слишком хорош. Рад за ребят, но нет всего сердца. Ментала на перекоррелируй бровку. В смысле? Ладно. Слушайте, ну может реально... Но делаешь это без уважения. Не. И не за португальца. Блин, какая же португальцы имба, задумайтесь. То есть даже вот этот апгрейд, он придет на 25% быстрее у всей команды. Это пипец. О, взял 900, гордишься мной? Блин, я... Слушай. Да, а у тебя сколько было рейтинга? А ты... Нет, я горжусь только, если ты жестко потел. Если ты на изи взял 900, мне нечем гордиться, это ни о чем. Но если жестко потел... Блин, не помню этот ник, но помню его как будто. Hi, Pancake, what the fuck? Ладушки. 650 на той неделе было. Найс. Road to 2К. Латвия? На Латвии. Чувак апается на Латвии. Кирилл Астрич, пока ты апаешься на Вэй, чувак апается на Латвии. Он уже на Латвии апается. На Латвии. Ладно, это просто рофл. Пока ты там Вэй изучаешь и пытаешься что-то понять. Congrats. Так, теперь пошли считать деньги. Со Снэпи должен был играть какой-то 900 рейтинг. Ну и приветствие, hi, what the fuck, нормально. Нормально, это по-братски. I know Snappy, so I can say him what the fuck. Смурфа, зайка, смурфа, зайка. Литва, типа. У Самурая нет цели, у Самурая только Вэй. Челы, а вы тоже уважаете латвийских стрелков? Ты историк? Куда потратишь призовой? Да фак, я уже призовой, я никогда уже не заработаю призовой в эпохе. Я вообще бомж какой-то. Все, что я вижу, это как Серозайка зарабатывает призовые, и Бофр зарабатывает призовые и выводит их через меня. Я такой, блин, нихера богатые люди. Отстаньте, я старый. Я так много не могу запомнить. Уважаю эстонских стрелков. Нормально. А какова цель? Типа ты на стриме будешь? Что-то? Играть неделю, успел апнуть 900. А расскажи, как попасть на такой турнир, какие условия, если у меня 1100 рейтинга, соло и 1400. Да неважно, какой у тебя рейтинг. Ну, к сожалению, на такой турнир надо попасть. Надо знать о турнирах, которые проходят. Можно подписаться на мой телеграм-канал. Я очень вероятно там про все турниры расскажу, на которые можно зарегаться. Можно... Это в дискордах надо сидеть. Ну, через мой телеграм-канал, в целом, если ты будешь внимательно там все смотреть, то ты найдешь про все турниры. Типа, про турниры это, в принципе, ко мне. Плюс-минус. А так, какой у тебя рейтинг, неважно. Вот так у нас же будет Русао Кап тоже. На Good Game, сайте Good Game тоже. Русао Кап там тоже 2 на 2. В итоге девочка содержит тебя. Вообще никаких проблем не вижу. А чё? А чё не так-то? А чё нет? Можно дать Алашку Субаксов, и он составит персональный календарь турниров. Для себя. Чё если ты... Да я могу, да. Лучше Нили. Ладно. Придумаю турниры. Да будут везде, главное быть на проводе, да. Русок для Антика. Так, Григорян, у вас как, был матч долгий или нет? Я так понял, вы сыграли? Когда Русаоки следующее? Так, сейчас мы быстро посчитаем деньги. Я открою вкладку с Русаоками, чтобы не забыть. Так. Пока не надоело. Прошла неделя, чуваку не надоело играть в эпоху. Я, который играю 13 лет и не понимаю, что происходит на экране до сих пор. Такой, чё? Какой вы? Ой-ой. Так, 15 тысяч призовой был здесь и 40%. 6 тысяч рублей. Так, Снэпи заработал, получается, 3 тысячи российских рублей. Снэпи, поздравляю, вот тебе 3 косаря. И Серозайка 3 косаря. Я так получаю, понимаю. Тут 4500, 4500, понятно. Поздравляем. Русаоки, вот. Короче, тут пока еще ничего не понятно, но следующий будет
14 июня. Не на этой, через неделю, типа, на следующей неделе, в конце. Пока тут стоит хайдаут, тут даже ни хера не заполнено, ладно, с этим мы разберемся. 10 тысяч призовой, как обычно. Сколько эчпачмаков можно купить за 3К? Там может и 30. Смотря какие эчпачмаки. Типа нормально можно жить в месяц. А что, бабки закончили, да? Так нет, у нас в чем прикол? У нас же русаоки действительно идут 2 на 2, сильный плюс слабый. Вот. Но это в конце июля висит тут. Да, это мы еще посмотрим. Я как-то этим займусь и посмотрю. 2 на 2, сильный плюс слабый. Чем слабее ты, чем сильнее будет твой союзник. В чем проблема? Хочешь с Винчом сыграть? Ну, Винч на такие турики не ходит, но другие топы ходят. И даже Дарк тут может прийти. День по эчпачмаку это солидно. Да это нормально. И 7 тоже доработал. Вот Аланшик показывает турики на гудгеймы. Просто для опыта поучаствовать с кем-то можно. Блин, вот этот, опять же, сайт с туриками типа... Ну, это турики международные, типа не топовые. Да? Это уже текущие, а вот будущее. Dynamic Battle, ну это сложный 4 на 4 турнир с динамическими картами, это прям сложный турик. Вот, кстати, сюда еще можно зарегаться. АО Classic 2025, по-моему. Картограферсы, ну картограферсы уже... Не, ну тут можно еще на Картограферс 2 зарегаться. Но это типа не про-версия, а комьюнити, видите, комьюнити. Возможно, без призового. А вот здесь, я не помню, тут то ли 128, может быть, даже мест. На АО Classic, я регался. 500 евро, 104 игрока. Но я там не помню, какие там правила. Короче, нафиг. Ох, да что-то было такое, но я плохо помню. Плохо помню. Блин, когда я последний раз деньги зарабатывал вообще? В этой жизни. Дайте чекнуть. Тут же покажет. Так, ладно, давайте тогда, да, посмотрим игру еще немножко. 3-е место верхней сетки, да? Беларусь матч, но это не считается. На Карнале? $43? Беларусь матч на Беливме? Да, короче, мусор. Так, ладно. Хорошо. Давайте я сейчас поищу реплеи. Tonight. С какого века? Это из этого века, чувак. У меня лет 18 было. Так, а что, надо обновить? Это прикольный турнир. Очень. Но как-то, блин. Ой, ну он долго шел, конечно, да. Растянулся, и другие турниры, блин, мешали. Сложно. Ну, кстати, не знаю, Лекстоп тут или не тут. Может, тут? Не, 1К2 это забей уже, это уже киберспорт. Лига 2300 с призовом, туда нужны девушки в команды. Понял, да. Терзайка не захотел туда регаться. Винчай слились. Да, я помню. Колясик. Сойду за девочку. Нет, короче, там есть дискорд женский.
Age of Queens. Если вы хотите, ну, сойти за женщину, вы должны пройти там тест. Вы должны прикинуться реально женщиной. Вас будут проверять жестко. Нет, я уже реплей нашел. Спасибо. Баланс, не хватает турниру. Ты притворялся женщиной? Я? Только мне зачем притворяться-то? Меня в детстве, когда я со своей сестрой, мы шли в садике, женщины какие-то рандомные говорили: ой, какие красивые девочки. Так, ладно, погнали. Серьезно теперь. Вопрос только... Ага. Сейчас я пойму. Блин, я не могу понять, просто они не назвали реплей. Да, я быстро чекну, все. Сейчас будет играть SSM вообще. И другие ребята, еще мы разберемся. Этих ребят мы уже, кстати, когда-то видели, но чуть-чуть. Так, первая карта будет African Clearing. Это все, что я знаю точно. У меня не сильно много времени, поэтому давайте, может, где-то там не быстро, ну, не очень долго смотреть, честно говоря. Это у нас Best of 5 до 3 побед. И это высший дивизион, но матч за 3 место. Команда ATTM против команды DAO. Так, давайте без этого. Все, просто смотрим без инфы. Погнали. ACCM, ну всем понятно, это жесткий тип, типа там 2800 или что такое, да? И он играет здесь на хиндустанцах. В принципе, живет снизу. Отлично, у него в команде Recycle Your Waste. Recycle Your Waste, насколько я помню, чел все-таки даже 800 где-то рейтинга. Может быть 800, 900, 850, может что-то такое, мне кажется. И у него здесь Майя. Получит креста, как только перейдет. В целом, да? Ну расположились, интересно. Здесь 2 рядом союзника. Окей. Но SSM как будто удачно расположился, мне кажется, все равно. На озере. Здесь, кстати, ТЦшник. Блин, ну вот ТЦшка не вплотную к рыбе, но окей, да. Ну вот лучше бы вплотную к рыбе и дальше от баобабов, чем наоборот, мне кажется. Ну ладно. Дальше. Андау. Андау это он же Григорян, он же 1К5, или может быть даже 1К6, или я вообще не прав. Поправьте меня, тут всего лишь 2 рыбы, и он Бербер. Бербер это неплохо. Здесь лошадка, значит и гун, соответственно. Да, гун СМИ. Тоже, если можете, подскажите плиз рейтинг, потому что СМИ... Я вроде вас кастил, но не помню, что-то плохо. Голиаф пытался туда попал. Гормональный взрыв. Ну ты в любую секунду можешь стать девушкой. Регаемся на картографес. Жесткая команда, мы с ними в группе играли. Я что-то тоже помню, я сначала вроде их смотрел, думаю, что-то странное делает, а потом вроде прикольно. Антик выиграл винча или нет, я залошел. Да там все жестко было. Я не буду говорить на стриме. До него было около 1К5, я 1К2. Ладно, давайте где-то смотреть. Ну, за Семом, наверное, смысла смотреть мало, он будет играть оптимально. Где-то, что мы тут такого не знаем. В принципе. Начинается какой-то замол.
Интересно. Рыбу добывает, оленей тоже. Берет кабана. Жестко, уже с лумом. Так, хорошо, здесь давайте смотреть. Лум есть, лума у Андаун нету. Блин, Смю слил креста только что. Я услышал это и вижу 0-1. 0-1. Креста слил. Только я чуть не совсем понял, где. Далекого кабана тащил и с лумом и слил. Жаль. Я дома попытался наколдовать. Загунов! Мельницу наколдовывай! Да-да, домик загунов, да. Ну, это забей, да, это сложно. А на мельницу, наверное, в моменте не хватало. Гуном. F чат. Когда там новый Red Bull? Да? Ой, что? Да я слышал, я что-то читал, но я таки не понял. Ну, окей, типа. Я ж не могу, ну... Ты хочешь мою спекуляцию на эту тему? Я не знаю. Нашли красного. И у красного счет совсем низкий, он играет не очень сильно, ну посмотрим. Может сюда выходит, я не знаю. Вышел на мельницу, в принципе, окей, но нормально. 880 рейтинг, четко. СМИ 1280. Максимум. Пофиг, мы максимум указываем, это главное. Если ты апал, значит ты апал. Ты же был выше рейтинга. Слушайте, Red Bull, ну, мне Дарк сказал, ну, он нам говорил, что как будто бы Red Bull должен быть... там спекуляция такая, что вроде как... Просто Пьера очень часто на стримах говорил, что он очень хочет провести какой-то турнир в Аргентине именно. Ну, какой-то лан-турнир в Аргентине. И может быть, это какая-то тема, что он прям нашел каких-то, может, спонсоров, не знаю. Может, будет какой-то большой турнир в Аргентине, например. Бля, чел, ну ты жестишь. Ну это жестко. Но ты сделал это. Все, я поспекулировал. Ты хочешь проводить? Давай, погнали. Сначала сделай свои цивы, потом проводим. В эпохе можно делать свои цивы, никаких проблем. Я даже участвовал в турике, точнее в шоу-матче с другими цивами, но это был кринж. Мы играли с 3 ночи до 6, по-моему. Я ничего не помню. Сделал свои цивы уже? Вылетаем в Аргентину, да. Я, скорее всего, на лодке поеду. Поплыву. Должен быть как раз в Аргентине. Ну, слушай, нет, он не будет в Аргентине. Это смешно в Аргентине, в Канаде. Камон. Ну, это очень дорого. Это прям сильно дороже. Это прям в 2 раза дороже будет. Да, там может быть дешевле там какой-то персонал или я не знаю что. Но, камон, всех в Аргентину летать. Не знаю. Все-таки будут делать в Европе. Я бы, короче, легко. Просто Red Bull должны арендовать Колизей на неделю, и все. И в Колизей сделать чемп. Да, нужно 5 миллионов долларов примерно, но сделайте, пожалуйста. Колизее Red Bull в Италии. Чем не тема вообще, рофл? И там они будут с львами драться. Да там много чего можно придумать, блин. Нужны деньги, типа. Но деньги тратятся на всякий мусор. Так, ладно. Что, хочешь провести Ладжик Апартментс Кап? Да, Вайпер тролль. Так, давайте внимательно смотреть. Ну, Хиндустан явно в скаутов играет, да. Ой, что за озера. Скауты, кузница думает о замковой. Короче, будет делать разницу, делать лум. Напрягать пацанчиков. Пацанчики тут чё? Тоже конюшенка, загуна, Заберберыча чё? А Заберберыча фасткасл как будто идет четенький, да? Золото камень, бах, 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 бах. 22-й переход. Неужели прям четенький получится? Ну да. Красный убежал сюда, сделал двойные ворота, дорого, богато. Но, кстати, за маю недорого. 15 леса ворота стоит, а не 30. В принципе, нормально, барак сделал, сейчас надо выживать просто. Римлянами играть, да? Или херами. Если Гера будет ведущим, интересно будет. Русский перевод, боже, сколько чего-то-то. Турик на цинк, я бы взялся, но меня сожгут на священном костре Инквизиции. Ну, фанатов, да, там много, это согласен. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, тут какой момент? Тут лум есть? Лум есть. Ой, не придумал, что там. Выводит жителей. Ну, берберский, может, только один сдохнет. Или даже не сдохнет. Тут еще как пойдет. Azul.
Тут еще как пойдет. Ну, хочет хотя бы хоть какой-то урон. Вот так вот, ну. Не, ну здесь можно камень добывать. Просто вышел, поставил частокол, тут тоже частокол, и жри здесь группа, да, как-то. Неприятно, он дал 358 камня. Блин, ну ему либо, если покупать, невыгодно. А, ну пики подходят, все ясно. Так. Нифига себе СМИ тут говорит. Смотри, я нашел его. Нашел. Ты, блин, здесь помоги давай, не пив. Ладно, окей. Все, выходим на камень. Здесь, кстати, отличная мельница. Здесь туда-сюда. Тоже какие-то дополнительные ворота. Красный идет замки уже жестко. Херами играем. За копейки можно арендовать мусорные замки, да? Зато вокруг полочкам гораздо интересней. Ну, блин, можно ж там как-то приукрасить, придумать. Какую пиццу закажем? Чувак? Мне бы сейчас ломтик хлеба съесть, и я был бы рад. Какую пиццу, блин? Я любую. Мне настолько все равно там, что там в пицце. Так, тут скаутраж не сильно что-то делает, на самом деле. И идет замок. Блин, прикольный замок. Какого? Блин, охренеть, прикольный замок. Где пики? Нужны именно пики. Прикол в том, что он уже тоже перешел. И он делает легкую каву. О, это похороны сейчас будут тут. Ну этот замок, он вроде прикольный. И типа ж нужно золото. Есть пики, но легкая кава апается, атака есть. Ой, сейчас будет все зависеть от микро. Надо приволиваться. Широким фронтом приволивайся. А, ты не широким, надо широким. Широкую на широкую. Универ на универ. Ворота, рисуй. Пики снаружи. Все, ну тут 3 креста, 4 сольем. В принципе, пофиг. Я люблю рыбу, но так себе. Ну так, могу есть рыбу, да. Еще и 3 ТЦ ставится. А, да, вот ТЦ поставил где-то. Или у меня глюки. Вербалуки побежали. Зачем тогда? Замок не агрессивный, тогда мы не побежали и ничего не делается. Все, побежали, но на стрелу нету, побежали. Ладно, окей, мельница просто на олене, ну такое, стеночки. Да, Гун сейчас еще от верблюда будет огребать. Здесь же тем временем просто овцы и куча айдлов. Ну прикольно, Майя тоже перешел, в принципе, и живет, поживает, добро наживает. Вообще по крестьянам одинаково, поэтому, в принципе, рабочий ситуация. Типа. Саладушка. Пицца с оладушками. Big Brain. PC. О, нет. Так, он видит. Но здесь. Домиков нету. Боже, какой дизастрич, мужик. Ну, типа домиков нету, я понял уже. Щит. Засуньте себе бонус гуна в руку. Я не умею так. Сейчас скажу, как надо. Ты, ну, типа, если у тебя нет домиков, ты выбираешь несколько жителей и намечаешь стенку, и они разные тайлы будут строить сразу. Да. Ладно, идут верболуки, совсем без апов. Так, а здесь чел просто вообще крепость строит. Крокодилы съедобные, мне кажется. Хорошо, давайте думать, где делать Red Bull. Только серьезно думаю. Стронгхолд. Там такое, там майи живут. Вы знали? Прячемся, ребята, это страшно. Мы не знаем, что это такое, да. Уходим. Здесь осадка стоит. А в осадке делаются орлы. Окей. Ты съел лишнего оленя. Напасть. У меня дома Red Bull. Чтоб я у себя дома херу кормил. Такого не будет. Так, кто туда-сюда, блин, поедет? Еще угораешь? Не, ну просто в Германии был, в Испании. Как будто в Италии надо делать.
Да, Италия непонятно. У них в Италии, кстати, прикольно, но в Италии нет топ-игроков, да. В Испании есть Франция, есть Германия, ну, типа, есть. В Великобритании тоже особо нету. В Италии там что-то непонятно у них, да, происходит. Туда во Франции надо делать. В Канаде или в Аргентине. Да это правило один раз работало, ребята. Один раз просто сделали, что Татах выиграл, и они сделали в Испании. Один раз, правильно? В Палестине. Деревни какой-то. Ну да, во Франции теперь тоже репутация подмочена. Так, верболуки. Верблюды. Опасно, чуть не законтролишь, верблюды тебя уничтожат. Андау ставит сюда замок. Тем в 3 ТЦ за... У него, посмотрите, как у него озеро. Он просто бумится, у него 70 крестьян, он тупо играет вербов. И прикол в том, что у СМИ меньше всего крестов. Блин, СМИ пытаются болиться на этой карте, это, я думаю, большая ошибка. Это довольно... Ну, это почти бесполезное занятие, мне кажется, если это не камень. Чистоколы эти. Это типа дорого, да даже если ты сделаешь, это прорвут. Ну, это такое себе занятие, не знаю, прям сложное. Все-таки тут через ТЦшки больше играют. Водки. Да есть там всякие 2К2, 2К3 там. Топ игроков нет. Так, здесь чел живет, здесь чел поживает, здесь чел добра наживает. Ну, от дефа играет, что там по счету? 2300 на 2900 уже? Он поставил, ты поставил СМИ еще одну мельницу, чтобы сожрать просто кабана. Интересно. Так. Интересно. У Андау 2 на еде. 2. И здесь бы хотя бы жраться. Раз фермы не хочется. Ну да, это дизастрич. С 2 на еде надо лепить очень много верболуков и делать баллистику. Да, рынок юзать, лес продавать за бербера всегда. Ну или ферму посеять, но это, конечно, лень. Большой проходной двор. Два на еде. Опа, опа, опа. Чуваки, да мы всего лишь... Заметьте, их убит. А здесь что? Просто стоит осадка на всякий случай, все. Так. Recycle your waste. Окей. Здесь, честно говоря, давайте немножко мотать, я думаю. Здесь что-то будет сложно придумать. Я думаю, сейчас всем двоих может захавать. Зачем он это делает? Плюс-минус. Видите, номадные карты все-таки лучше для сильного слабого, мне кажется. Потому что все-таки сильный он прям шарит. То есть, если на аренах все одинаково бумят, мы как это видели, ну реально, примерно одинаково все бумят, да, то на номадных, ну, топ пойдет в плюс дальше. Типа. Относительно среднего. Все равно. Сильно пойдет. Он отыграет большую разницу. Он идет в МП. Верболуки до сих пор без второй стрелы. Нету форвард замка. Куча ферм за стеной. Ну, это стена, да. Рано немножко. Ну, так надо. Ну, тут ТЦ. А там бац, и нет эко. А там бац, и эко, оладушка. Фак, чел, меня обманули. Нет смысла рейдить оладушка. Жаль, люди этого не понимают. Вторая стрела. Вторая карта легендарная. Ну, мотаем, короче. Ну, просто тут, честно, тут сейчас вербы все убьют. Неплохо рейдит, но здесь уже будет сложно. Чипламсы. Ну, верболуков много, офигеть. Пытаешься импы нажать. Ой-ой, какой стики чел из себушек. Блин, ну как же он тут успел? Просто забейте. Ни одного креста не слил и супер важный замок достроил. Сразу отсюда требы. Сразу здесь верблюды на месте.
Ну да, это тоже важно. То есть это не просто тайминги. Ну там, да, там интересно все. Мельницы крутятся, лавеха мутится, рыбы плавают. Доки никто не делает. Вот за Бербера давно сюда доки можно было бы воткнуть. Так, Треп подставился, грубо говоря. Но здесь врываются тараны с орлами. От чувака Recycle Your Waste. И Бербер такой, блин, в смысле, тут какие-то пламсы голые просто, лол. Вылетают кони, идут слоны. Ну где верблюды? Ну где верблюды? О, нет. Ну здесь прикольно. Правда, пламсы с первой стрелой только. А кони со второй броней. И знаете ли, этот замок... может и выстоит. Но выстоит ли эта экономика здесь? Ой, какая экономика. Уходим, мужики. Там все пропало. Все пропало. Где импы нажал? Здесь. Окей. Имперский верблюд тоже апается. Все апается. Ну сейчас его никто тут не закроет никак. Третья стрела. Бербер луки идут. Счет, конечно, колоссальный. Просто жесть. Так, нахера сюда смотрю? Кресты рождаются, умирают и ГГ. Хорошо, давайте попробуем вторую посмотреть тогда. Вторая катка у нас... The Wall. Марбас, добро пожаловать на наш каналчик. Маленький. Супер маленький, супер пивной. Хлебный. Так, все, погнали. Все, что нажито честным трудом, все аж погибло. Без шансов. Ну, не будем лукавить. Шансы были в начале. Ну, то, что ты там креста слил, это как бы окей. Это как бы урок на будущее. Видите, вот это нормальный завол. А не как у Антика с Винчом был. Они Антик с Винчом играли за Vol 2 на 2 на карте для двоих, а не для четверых. Конечно, жесть. Каналушек. Главное, чтобы буква К осталась, а то будет какой-то... Короче, все, смотрим. Я даже... 7 вообще чех. А Recycle славянин. Здесь монгол и половец. Ну, с половцем можно придумать. Каналуше. Ну ты душный. Так, выглядит как домовтык. Это Сема был тут? Да, ребята? Вот какая 7 фикси домовтык, смотрите. Ты запрещаешь Сему ставить такой дом? Запрети, пожалуйста. Так. СМИ апается с лумом, правда. 19 с лумом. А вот Винч сделал 19 без лума. Так, ладно. Неплохо, в принципе, все равно. Вопрос в другом. Ратуша ставится, топор нажимает. Так, стоп. Топор нажимается. Ну, топор не нажимается, не нажимается, не нажимается, не нажимается, не нажимается, нажимается. Хорошо. Так. Топорик. Красный пока не переходит, он за славянина вообще может засейвиться. А что у него? Он тут оленей подгоняет? Ничего себе. Такая вот лесопил, вот такая вот тема. Выглядит как то, что он сейчас будет кучу ферм сразу насеивать. Так, давай. Это твой олень, это мой олень. Так, смотримся. Сразу заказал крестов, в принципе. Ну, вроде окейно. Здесь у нас монгол. Слушайте, монгол это интересно. Монгудами может законтрить чеха. Пытаться вначале. Смай. Ой, смай. Сетка. Сетка есть. Сетка есть. Это матч за 3 место до 3 побед. О, нет! Нет. Уйди. Recycle разобрался. Ладно, в принципе, что, домики идут. Хомут. Уже выход на золото, но на идее еще мало. Ну ладно, вроде нормально. Так, ну здесь замки идут. Чел на камне, чел на камне. В принципе, расклады понятны, ясны. Здесь пока непонятно, что чувак делает. Да, фасткасл делает нормально, кстати. Это нормально фасткасл делает. Ой, тут уже замок, монастырь. И готовилась стенка от Андау. Чу?
Всем агрессивный, а вот ресайкл он такой. Он миролюбивый. Но он еще и жизнелюбивый, поэтому убегает из-под замка. Рыночек. Ну и в принципе мне нравится вот эта вот стенка. Выкрутить ее сюда еще, да, барак. Так, а что здесь? Слишком близко замки стоят. Первая стрела уже есть, интересненько. Мангудай делаются, но что дальше? Тут чел хочет собирать релики. Неужели ТЦ? А, ТЦ сюда, да. Вот так. Вот тут вопрос, что будет делать Смай. 2 конюшни. Блин, ну в принципе можно спушивать реально. Можно сосать. 3 конюшни и осадочку. Погнали. 53 креста, 33, 35, 30. Отлично, половец идет. Я так нормально тут половец бумит. Неужели там МП готовит SSM? Нет. А, он в 3 ТЦ играет. Собрал релики, у него есть скорость на крестьянах. Делается осадка. Ну зачем монголу осадка, если ее может делать половец? Неужели он не может себе позволить половец осадочку? Ну ему все надо, блин. Ну ладно, может оно и норм так-то. Блин, а заметит, что SSM, что здесь 3 конюшни? Вот это интересно. Типа, блин, 3 конюшни? Чел, ну это жестко. Либо просто на автоскауте ушел в небытие. Ух ты, какие шахты крутые. Аванпосты тоже зачетные, ТЦшки ставятся. 4 ТЦ за славянина. Алехандро. Вагоны идут. Вагоны идут. И тут одной петарды будет достаточно, чтобы сломать стену. Как со своим союзником общается? Он из Колумбии. Чел из Колумбии, чел на английском они общаются нормально, на английском. Но она хорошо английский знает. И он знает. SSM слил креста, потому что он без лума. Волчок пришел и ушел. Отмена ферма, чувака ли мне пока глюканулась. Ну, у Мангудаев есть бонус по осадке, но сложно. Пастырянтика против лама первая игра. Блин. Ну, это вообще, это старый патч, я вообще его найду. Латиносы, да, но он говорит. Ну вот он говорит, так, что происходит? Чувак опять рисует воротами свой замушек. Здесь у нас конюшни, да, и кони. Кони такие нормальные. И тут как будто второй замок, это вообще петарди. Петарди за ним смотрим. Нет, здесь вообще не петарди, здесь петарди много, по идее, мне кажется, да? Ну, не то, чтобы много, 2 петарди. Так, тараны делаются. Короче, идет снос или не снос. Найду. Ну, может, посмотрим. Итак, а здесь что? Вагоны. Ну, вагоны могут законтрить тараны? Ну, такое. Сомнительно. Но могут. Боярин без апов, осадка резко. Кони апаются. Просто странно, он посылает один таран, и, ну, кони не посылает. А еще один таран отдыхает. Короче, может, этот таран, типа... Байт. По крестьянам у нас у Смай уже 73. Он, кстати, 3-ю ТЦ ставит. Он играет как Винч. Он играет как Винч. Правда, он, да, немножко меньше крестьян, но он в одну пока играл раньше, сейчас добавил вторую. Вагоны пошли максимально агрессивно. Так, и здесь, конечно, всего лишь таран. Таран, кстати, можно вывести и сразу атаковать таран. Точнее, эту вагонку. Здесь, а вот и 2 петарда. По идее, одной петарды хватит, потому что здесь не 1800 кп, 1080. Ну, давайте смотреть. По идее, 1 петарда останется. Смотрим, 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 смотрим. Куда? Да давай сюда же! На! 1 петарды достаточно. Так, вперед. Тем временем здесь ни хера не происходит. Тут явно сидит катапульта. Врываются кони на чувака, у которого, конечно же, есть лум. Потому что нормальные ребята делают лум, а 7 не может. Врыв, тут еще Мангудей. Короче, максимально тут агрессивно валят. Здесь приходят чуваки. И это немножко опасно. Мангудай, катапульту надо сделать, отвести сюда. Катапульта что-то сделать. Кони начинают валить просто на мясо всех. Кони со всеми апами, просто забей, супер быстрые, супер крутые. Надо еще больше 1000 конюшен строить бесплатных. Просто сюда 6 конюшен. И здесь подходит много монахов, и это опасно. Кстати, монахушки не идеально подходят. И он пытается убежать. Это 2 конверта, соответственно. Цахер.
Тем временем здесь ничего не происходит, но 2 осадки от славянина. Славянин богатый. И что в осадке будет спушивать замок, это интересно. 4 коня идут разбираться с вагонами. И я, кстати, не знаю, кто выиграет, но, наверное, даже может быть и кони. Они там все-таки полные апы имеют. Даже интересно. Какое-то это все разноцветное, какое-то все непонятное. Торгову нет! Сюда, 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 мужик. И у меня кресты страдают. Я Вайдли 15, давай, чел, быстрее. Быстрее! Да чел, я же тут еще рейджу, я пытаюсь, я что? Микрозадротушек, что ли? Давай, давай, не спи, блин. Просыпайся. Они сами на них приехали уж. Так. Все, рейдим и Сема. У Сема, блин, откуда-то тут замок. What the fuck? Ну, прикольно, он замок поставил. Кресты 55 хп. Да как их убьешь, чувак? Да, все, кони разваливают вагонки, они просто уезжают. Здесь конверченные кони. Петарда просто забыта. Может, они даже не знали, что одна петарда осталась. Здесь типа ворота. Снова ворота. Ворота. Врата ада. Так, ну и situation. Усмай 100 и 100 плюс, да? Да, у Сема 80 не балла. Универ. Коней возвращают, это важно. Блин, но здесь непонятная ситуация. Они не спушивают этот замок, тараны не копятся, ничего не копится. Мне кажется, блин, они могли себе позволить сделать еще тараны апнутые, крытые. И тогда бы сносить вот это все. Крытые тараны плюс кони. Мангудай. Идет пивушек. Ну-ка, 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 ну-ка. Иди, пивушек. Давай. You can do it. Let's go. Минус чуть-чуть раньше. Хорошо. Сможет ли Сем спасти своего чела? Идет вычинивание. И еще тараны. Вагонов много делается. Вагоны тоже, блин, сильные. Но еще монахи используются, это, конечно, жестко. Тем временем здесь скопилось 7 таранов. Еще помогает Recycle Your Waste. Видите, что такое эффективность? С одной осадки 4 тарана, тут с 2 1 таран. Типа, ну да, это киберспорт. Не, ну здесь чувака рейдит русская. Колокол! Нет, не нафиг колокол. Мы же задефались. Да, все, мы задефались. Так, петарда была заюзана. Замушек сюда. Блин, а может сюда можно было замушек поставить? Ну ладно, там отбили, типа. Короче, как будто бы не допушили. Есть впечатление, что не допушили. Проблема в том, что... Вот это проблема. Тут, конечно, Мангудай со второй стороны. Ну, Мангудай, кстати, спасул ситуацию. Ну, это же Мангудай. Даже Мангудай. Чинить надо, чинить, чинить. Куда кресты сели просто? Ну, ладно. Так, ладно, тараны отошли. О, ну. Он тут завалиться можно, чтобы развести еще на больше петард. Так, а что с Майдел? Ну, будет. Не помню, по какой причине Мангудай сразу не высаживались. Таранов не было прикрытия. Ну, мисклики, не знаю. Камут, монголы, камут. Да монголы не славились экономикой. Че у них там? Ждем МП. Ты ведешь по счету. Да, и жестко. Смотри, конюшины реально до хера. Плюс добавляются еще. Кони есть, дырка есть, в принципе. Но всем хочет озаботиться об этой теме. Всем сейчас, наверное, импы нажмет. Блин, ресайкл только сейчас топорик делает. Купец. Топорик. Тут явно импы ждутся. И заказывает таранов. Да, импы это Сема. Снова новые тараны. И тут уже выходят пацаны. Но Мангуда как будто много все-таки. Блин, ну я не знаю, честно. Почему так? Минус замок. Таран немножко двинулся до контроля. Вагоны гребаные. Половец качает веру. По-моему, там был Redemption, да. Но не прям вера еще, он не вампах. Так, ну что у нас? Вот телефон. 2 замка. Ворота, ворота, ворота. Все равно дырка. Четко делает апы и даже 2 треба. Охренеть. Сейчас же он завалит их. Но ждет.
Блин, кавалерами как будто все-таки сюда прийти, да? Здесь требы будут работать. Ну, пятерку кавалеров сюда может загнать. Ну, тут мог. Так, ладно, осадка сразу умерла, как и крест, кстати. Слишком агрессивно поставил ресайкл. К сожалению, да, он делает и веру, чтобы не сконвертили, и эту тему. Ну, вера такое, лучше бы паладин нажимал, наверное. Лучше паладина нажимай. Плюс есть смуг крутее ACCM. Why not? Просто пикнул половцев, забегая сюда. Здорово. Так, там мангудаи дапываются. И они имеют смысл пока все еще. Замок есть. Здесь в Рывчанске. Опять же, несколько коней просто закинуть уже сюда. Чтобы даже чувак колокол нажал. Здесь замок опять в самый последний момент достраивается семом. What the fuck, motherfuck. Здесь вагоны. Но ничего имперского у Сема пока что нет. Он срочно апает элитку и химию и монахов в дальность. Здесь, кстати, славянин умудрился замок форный поставить и даже осад. Лоу. Минус вагоны. Жесть. Ну, жесть, прикольно, уже на лимите смайт. Ну вот, вообще четко. Слушайте, ну кажется, это изи. Тут прикол в том, что тут даже шпик не идет. Чел пошел не в пике, чел пошел в вагоны. Но у него есть 3 замка, и эти элитные вагоны. 13 урон, 5 доп пуль. Коронка наемники. Но не паладин, а вот и паладин. Кавалерия половца двигается очень быстро, и тут импы. Так, импы. Ну, в принципе, тут можно стоять. Нет, требы надо охранять Мангуда. А я вообще не уверен, Мангуда хоть что-то будут этим челом делать все-таки. Так, здесь, блин... Лучше бы травы прокачал и посидел в замке, полечился бы кавалерами, пока паладинов ждешь. Вот вообще норм было бы тема. Травы прокачал, сел в замок, посидел. Ну, именно свой. Кипчаки? Нет, это не так. Так, ну что, монгол тоже переходит. Как и так? Да я не помню, чувак, какая-то не та. А, да. Да. Так он же серебряную делал. А, он нажал имперскую, тогда-то. Монгол может делать быстро стреляющих кипчаков в замке. Бесплатных теперь. С каждого замка по 5 штук. Причем это не важно, сколько замков сейчас или потом. Поставишь новый замок, будет еще 5 кипчаков, насколько я помню. Почти как оладушек. Да. Паладины! Не, мне кажется, паладины сотрут. Вот смотрите, куча мангра. Йоу, сколько трезов. Ты чё? Ну все, это перекат. Импы от Андау, он может себе позволить имперскую тему. Зашифтованные явно требы. Здесь, кстати, можно заметить было. Разваливаются вагоны, он продолжает лимиты. И даже ACCM вынужден сдаться. Блин, ну жестко разыграли. Изи даже. Половица щиба. Четко сыграли. Вообще. Так. Вот и факт, 10 ребов, 5 катапульт. Что происходит? Это чел пивит в каждой игре. Ну, в этом и суть турнира. Если ты STM, то у тебя будет чел, ну, слабее остальных. Это нормально. Это баланс. В целом, то, что тут 1-1. Да. Да я бы даже, я вот тоже, я даже не знаю, вот эта вот тема, типа, он сделал из Сема. Да даже не важно, кого ты сделал. Он сыграл хорошо, и это в целом самое важное. То есть он сыграл как нужно, в целом. Только надо было одну петарду, а не 2. Ну хотя запасная петарда это вообще-то не очень плохо, а очень хорошо бывает. 63 армии, экономика. Да, просто сыграл как Винчи, все. Вот сец из Сема сделал Сема.
Ой, я уже... Все. Сколько уже? 23? Короче. Там дальше будет жестко или что? Насколько я понимаю. Зачем ты в тот раз пошел на него высадку делать? Чё? Я даже не помню, о чем речь. Дальше. Постым за половца. Постым это в дуэлях делается, а здесь, да, зачем? Вы играли Версуцема на этой карте с бутылочным горлышком. Блин, забыл. А, на Дельта Нила? Да я не помню. Потому что я не могу не делать. Мне всегда кажется, что я мало урона наношу, и поэтому я олынись. Что-то такое. Кубочек. Мы даже кубочку сегодня вспоминали. Как он залетушек и выигрывает сальскапы всякие. Но не приходит на вот этот турнир, в котором... Ты вообще... Ты понимаешь, насколько ты нуб? Чел. Тебе дали сирозайку, а она выиграла турик. А ты просто дно. Two Nights Cup. Ты регался на него. Ну ладно, если бы вы играли, не факт, чтобы она выиграла, конечно. Ну, ладно. Красивые деревья, да. Two Nights Cup. Так, короче. Блин, я вообще Снэпи сейчас смотрю. Я уже не соображаю. Почему Снэпи? Не Снэпи же. А. Боже, я вообще что сейчас делал? АФК, чел. Миграция снова погнали. S7 на армянах. Да чего они опять армянов берут? Я не понимаю. Что за имба? Recycle your waste на португальцев. Не византийцы, португальцы. Ну, тоже неплохо. Здесь у нас Смай играет на итальянцах. И бенгальцы от Андала. Вы даже не сыграли, по-моему, ни разу. Или один раз сыграли. И тебя забанило. Тебя забанило, чувак. Бэковый док. 1-1. Видите, здесь 2. Нет, все-таки 2 это тема. Даже Сирозайка шарит. Ну, Сирозайка шарит, потому что ей, наверное, подсказали, да? Видите, у всех по одному, Сема 2. 2 это тема. И тут даже зашифтовано. Чувак пошел сюда. Она изменила мне и продолжила турнир. Ну да, она выиграла его. Она выиграла деньги, чувак. Но ты тоже выиграл деньги в сальскапушке своем, правильно? А чё ты сальскапушки? Давай в серьезные турниры играй. Точнее, не, ну сальскап, конечно, серьезный турнир. Ну, камон. Да ты просто сыграл, чтобы, типа, тебя Винч постримет. Давай, признавайся. Так, у нас ситуэйшн. Кто там? Recycle вообще просто такой. Все, у меня 7 в команде, я могу фишбумиться вообще в нулину просто. Фишбумлюсь. 7 такой, ё-моё, чувак, что там фишбумишься? Ладно, окей, давай. Так, что происходит? Смайт за итальянца, смотрите, бэкдоки, ну, это неплохо. Так, а здесь вышло недурно. Но видите, вот даже здесь Recycle делает грамотнее, чем Поппингабен. В плане того, что он делает у него рыба на бэке. Кстати, так он играет лучше, чем Поппингабен здесь, или нет? Ну, не знаю, правда, ягоды будешь рад все-таки за португальца. Старскап это было круто, круче только Бунска. Бумеровские капы вперед. Был же бумкапы, помню, но это Бурбон организовал. Так. Нет. Армянские галеры. Потеет тут Смай. Третий док. Тяжело. Ну и здесь идет убийство. Recycle делает пацанов.
фаершипов. Но здесь у него рыба работает, в принципе. Не, ну тут тебе, честно говоря, сложно. Тут скорее надо все равно тебе пытаться в замке раньше выйти. За итальянца, да? То есть как ты играешь на воде, даже знаешь как? Даже не делаешь первую стрелу, maybe. Сливаешь воду. Ну, типа, ты не перемикришь SSM, да? На армяна. Ну, ты можешь попытаться, конечно. Но 7 апается первый. Вот в чем проблема. Я пятерку организовал бумскапов и несколько тысяч туда кидал. И один смурфик русконтракт был. Да? Прикольно. Ну, я уже не помню. Ну, я только запомнил, что бурбон был. Так, ну интересно, смотрите. Андау проникает дальше. Вот тоже 5 галер, ровно как Снэпи это делал. И давайте смотреть, сколько здесь сольет пацанов. SCM. Сложный ситуэйшн. Здесь туда-сюда. Тут надо микрить. Да, о нет, броня на луков, ребята. Походу, красный думает, что в кузнице эти апгрейды на что-то влияют. Да? Он сделал и стрелу, и броню на луков, но они вообще никак не влияют ни на какие фаершипы. Ну, на галеры влияет, конечно, стрела, но не броня. Ну, это хрен поймешь. Это надо тупо, как бы, знать. Причем ресайкл идет спасать, типа, Сева. Ну, вот здесь нашли рыбу, да, уже синего, и все на этом. Ладно, транспорт, переходы. Так, в принципе, все переходят. Тут уже сразу высадка, мулкард, боевой монах, побежал, скаут, туда-сюда. Все четко, у армянина еще и с высадкой все супер удобно, вообще без проблем очень. То есть, типа, обычно ты думаешь, блин, ТЦ ставить либо монастырь. Монастырь это, типа, какой-то контроль, монахи, но крестов куда прятать. Да? А так ты сюда прячь. Вообще это боевой юнит, боевой монах. Так, ладно, здесь жестко. 7 явно будет выигрывать на воде. Но Андау прям далеко уходит. Здесь еще и доки. А ты новую перестраиваешь доки? Надо больше доков. Буба-буба, что за аккаунт, мужик, чел. Чел, что за аккаунт? Так. Ух ты. Угу. Неплохо, в принципе, даже док спас. Тебе бы еще броню нажать, Карининг за итальянца, она же 2 раза дешевле. Ух ты, отбил. Мы отбили, но новая волна уже с красным будет. Бенгалец в 4 дока бумится. Но сейчас надо просто вперед ехать. Или плывать. Красный нажимает переход, наделал немножко лишних апов. Поставил шахту, конечно, не очень удачно. Ну, в принципе, сюда бы поставить. Разваливает док. Ну, за итальянца просто must have. Да, ты сделал броню. Боевые монахи все собирают. Так, тут немножко красный флот забыл. Вон тут и фермы есть. Оу, ну. Ну пофиг, можно уже здесь доки перестроить, в принципе. Но ты плывешь где? Так, ну здесь вся эта рыба закончилась. Не, ну Андау, смотрите, Андау, в свою очередь, выигрывает также воду примерно, да, как и SSM. В принципе, вообще Андау еще очень хорошо тут получается. Он пингалится, их не стоит недооценить. Вот эти плюс 2 креста халявных. Здесь он вырастает тоже неплохо. И даже релики собирает. В принципе, он играет как SSM сейчас, да, и даже выше по счету. А у ресайкла насколько все плохо? Ну, во-первых, он не высадился. Он, возможно, забыл этих челов, возможно, забыл. Все он, в принципе, не то чтобы замковый. Но у него будет замок, но непонятно. Ему еще надо с транспортом вырулиться. Сейчас еще как подрежут SSM, непонятно. Смайт ставит сюда замок. Нифига себе, его не отменят. Вот это наглый мув. Запирают из 7, и 7 такой хочет там поставить, посмотреть, что там будет. А он опоздал. Сразу лесопилка. Сюда вообще осадка. Но тут делается уже еще один замок. Очень быстро, очень прикольно, офигеть. Так, здесь готовится принимать CCM. Самозванец. Здесь еще замок. Имперо. Высадка от красного. Он тут потанцевал на фаершипах.
Рыбы робят. Так, но здесь синий приплывает слева. Еще замок? Серьезно? У ресайкла 2300 золота. И ни хера больше. И больше ресурсов и проблем. Почему он кусты не жрет за порту? Это, конечно, большой дизастр. И за порту надо жрать кусты. Бонус пропадает. Ой, здесь флешипы, кстати, помогут. Бенгальца реген здоровья, но он неплохо микрит здесь. Так, ну я боюсь, что сейчас генуэзцы сольются, если не доконтролить. Доконтроливает. Еще замок, ну это вообще жестко, реально. Какие замки тут? Просто. Какие замки, какие коронки? Что? Это же пайки. Это же пайки, 9 раток заказано, вижу. Здесь, правда, все плохо. О, он поставил замок сюда. Довольно странное решение. Все-таки в центр будет всех ставить. Здесь ресайкл, смотрите, снова сделал какие-то ворота. Рыба Адыкин. ТЦ упал. Кто истинный чувак? Кто истинный смурфак? Интересный замок от красного, очень хороший. Но все-таки в МП идет И7 и в домашней ратуши. Потому что здесь ратуша у него буквально... Все. 5 реликов здесь лежит. Так-то. Но в МП идет итальянец. Дешевый переход и, в принципе, отличная ситуация. Да, на холме эти челы. Красный навряд ли куда-то перейдет. Хотя он может. Он типа как будто купил еды, сейчас готовится переходить. Здесь 2 осадки за бенгальца. Бенгалец, кстати, никуда не будет переходить. Он будет в слонов играть, я так понимаю. Слоны, 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 слоны. Может, им броню еще какую-нибудь на слонов пробовать. Еще и редемпшн. Что-то редемпшн не понял. Конвертить их? Я бы не я бы забил на эту тему. Да, ты можешь их конвертить, но слонами задуши этих чуваков. Слоны контрят рибадекинов. Потому что это осадный слон, он контрит осадку. Мне кажется, это waste. Точнее, не обязательная тема. Здесь челы, кстати, неплохо проапнутые. Зажатые CCM. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И слоны сразу убьют замок. 60 хп было. 0. Он, наверное, убил замок. Я думаю, он убил замок. Но есть еще на один практически. И7, конечно, грамотный. Смог поставить второй замок. Как-то вытаскивать релики. Здесь, конечно, итальянец вроде делает требы, непонятно. Ратками можно забежать куда-то, можно сюда, а можно и в эти требы так-то. Здесь вообще ничего нету, вот буквально, вот тут ничего нету, действительно. Потому что что? Потому что чел там на воде играет, тут ТЦ сидят. Здесь тоже на воде вроде как выиграли, здесь все. Все, выиграли воду. Но это сейчас не так важно. Слоны работают, крестов надо быстренько убить. Минус замок, тут еще какой-то полуполм. Но замки очень быстро потерял итальянец, к сожалению. У него вообще требов почти нету, только один треб, соответственно. Так, кого-то тут свербанул, не понял. По экономике у Смай всего лишь 50, а у Ресайкла так-то 80 даже, да, здесь, конечно. Ну, бенгальцы нормально. Здесь кресты, что, их 80, но они фигней делаются. Маются. Так, очень много срадх, они просто хороши. И опять на срадхе не прокачивается. Вот такой же пуш, как мы видели, да, в команде Винча, ой, в команде антагониста, чел Риксан делал. Если ты такой же пуш делаешь, седло это просто must have. Еще один замок, another one. Another one. Слоны. Слонов надо лечить, это точно. А вот теперь ворота могут спасти. Армянские монахи идут. Случайно тут треп не заказал? Элитные композитники, ребята. Вот так играет S7. И что против них делать? Сейчас. Скирмоу. Поздно. Скирмоу. Кондутеру. Что делать? Франдери. Что делать, блин? Играет CD и заготовка 7 просто на скилле разваливает. Да, так и есть. Но 7 на скилле разваливает. Смотри, тут чувак еще пытался замок поставить, и он опять сдох. Это жалко. Да, так и есть. Ну, красный иксует сюда, он говорит, вот тут замок, окей. Или тут что-то там он увидел еще. Там типа требы, не знаю. Угу.
Слонов он не контрит, только Анагер. Он сделал Анагер против слонов или просто как добавка. Анагер против скирмов. Здесь чуваки очень жестко разваливаются, к сожалению. Они без каких-либо имперских апов, они без седла. На них только там пайки висят. И просто не могут найти, но здесь скирмы делаются, но скирмов мало, надо ждать, надо больше ждать было. И, конечно, здесь все-таки А7 красавчик, он смог перейти в импы, он смог второй замок поставить и тут запушить. Мне кажется, этот замок точно ошибка, он тут не нужен. Чё тут, ну типа пофиг на это. Больше замка в центр. И вообще надо было Андау помогать с этими тренами. 880 сказал нам Ял Найс, да? Здесь Анагры. Требуем Монки отход. А Монки там могли бы сконвертить Анагры. Прокачиваем дальность и конвертим Анагры. Монки могли бы. Ну, то есть 4+4 урон всегда проходит, неважно, какая у тебя броня. Важно, скорее, сколько у тебя хп. Всего лишь 2 Анагра. Ну, пушки надо делать, значит, за итальянцы. Пушки. Крестов, просто кресты идут, но кресты умрут как просто жесть какая-нибудь. Все, уже по экономике просто разнос происходит, несмотря на несколько потерь замков ресайклом. Но он все равно жестко отвлекал здесь. Ну и выглядит как ГГ. По накатывает. Крытые тараны какие-то. ЛК армянский. ЛК армянский — это нормальная тема. Седло у них есть, экономика у них хорошая. Очень. Пушные галеоны от красного и пушки даже. Здесь еще один замок сейчас умрет. Еще один замок португальца не достраивается. Просто я не понял, откуда тут пушки взялись. Сконверченный ротанг. И резайнт. Да. Так, у нас счет какой-то, я что-то не поменял. Был 1-1, но стал 2-1. Да, совет нубу, как ботов средних побеждать и какие ресы брать. Не могу дефать их в первую атаку, сносить к чертям. Здорово, Артскай. Как ботов средних побеждать? Средних? Бля, ну по-разному можно. Какие ресы брать? А, расы. Ну, можно франком. Не надо. Но если обычно на Аравии, допустим, человек играет против 2 ботов средних, предположим, или одного. Или он играет с ботом против 2 ботов, например. Да франков бери, слишком, ну, типа, надо больше пассивных бонусов тебе. Типа, у тебя пассивно уже есть седло, пассивно ягоды апнуты, ну, фермы, то есть больше пассивных бонусов. Но если твоя задача так, типа, да пофиг. Ну, короче, играем вдвоем против 2 и просто приходит и одного сносит 100% под 0. Ну да, вероятно, феодальными лучниками. Да, не знаю, мне кажется, надо играть... Да можно фасткасл делать, но если научиться фасткасл делать, то есть сразу выходить в замковую эпоху и в рыцарей. Хотя, кстати, это не очень хорошая стратегия против бота, мне кажется. Потому что он и пиками ображается, там, это забей. Может, надо научиться все-таки играть скаутами. Но в целом надо какой-то билд выучить, либо в скаутов, либо в рыцарей. Я вот до замка дожить не могу, пытаюсь до касла дойти. Ну, понятно, они там, я примерно представляю. Да не, надо самому первому перехватить инициативу. Надо выучить примерный билд на скаутов, я думаю, за франка. Типа 6 на овец, 3 на лес, потом все остальные жрут кабанов, ягоды. Нажимаешь переход, добавляешь на лес больше челов, чтобы выйти в скаутов. Выходишь в скаутов, начинаешь душить. Средний бот, он очень медленно развивается, по идее. Скаутов делаешь, крестьян делаешь, экономику делаешь. Если какая-то херовая ситуация, где-то по армии не успеваешь, делаешь вышку. И все. Искусство войны. Ну да, можно, кстати, обучалки попроходить в эпохе, это поможет. Много способов в интернетах найти всякие билды. Их бесконечно уже. Так, о чем речь? Поможет.
Там же есть даже, там вроде фасткаслу даже обучают. Да, да, там даже обучение фасткаслу есть, обучение буму есть. Мечами можно попытаться играть, правда это надо билд тоже знать. Мечников за викинга можно, кстати, выйти. Хотя, блин, такое, там есть и лучники средние. Мне кажется, мечники за викинга могут быть норм идеей, но против среднего бота, а дальше сложно. Скирмовый зажим. Не, ну в скирмов советовать играть такое. Спасибо за фоллоу, но у меня что-то фоллоу не работает уже. Артскай. Ой, вот. Да, добро пожаловать к нам. Актуальным. Актуальным. Ладно, так, какая у нас вообще следующая? Что у нас происходит? Enclosed. Но надо что-то делать. Надо выходить все равно в какую-то армию в какому-то моменту, а не просто сидеть и ресы качать. Или стены строить. Скирмов наклепай. Да тоже такое. Скирмов наклепай, с кирмами надо быть в праве. С кирмами очень тяжело играть, чувак. Представь, что ты 700 рейтинг. Тебе их надо делать, надо кузницу, апгрейды, надо стоять в нужной позиции. Там эти боты еще начнут микрить жестко. ФК и бум актуальный? Вот это такое. И 7 на бургунцах. Что-то им бургунцы нравятся. Recycle. О, смотрите, что... Подгон это тема просто. На! Отдыхай. Recycle Reverse на турках. Где короли? Короли в разведке. На старт за замком. Андао будет на сарацинах бриты. Сарацины бриты это выход в суперлуков каких-то. Взять урок за 150 каладий. О, это долго. Приколи чуваку 150 каладий набрать. В целом не очень. А мне не поделился. С тобой 7 не поделился? Жаль. Кстати, ты брит, реально, ты брит. Тебе нужно буйвола подсылать. Да на ботах надо все делать. Скаут Раш выучил, потом замковую эпоху надо выучить так, чтобы ты не сдох, пока у тебя не вышло там 2-4 коня. Ты под 0 бритый? Не, ну прикольно, что Винчи на этой карте решил сделать феодальную тему какую-то. И это неплохо работало, но... Там потом чел отыграл неплохо другой. На бенгальцев. Ладно, здесь на самом деле пока что просто смотрим. Рынки, кузницы. Красный пока переходит. Че он пустынь ест? Почему ресайкл пустынь ест? Ну, это только против ботов такие темы могут работать. Надо дойти до уровня, когда ты можешь убить экстремального бота. Вот это жестко. А потом и Херу. Херу убить несложно. Стена. Стена на этой карте... Ну, какой-то смысл может иметь, учитывая этот замок, но такой себе. Тем более Кутилье, ну, они пробегут. Ну, давайте смотреть. Они пробежали. Ой, мамилюки. Блин, мамилюки это ж вообще имба. Опа, здорово. 8 макс ботов. Ну, это стопудово через какой-то буз. Где сейчас Тру? Может, он и сейчас убивает 8 макс ботов? Так, ладно. Мамилюки с атакой. Что-то Кутилье совсем не зашли, да? Еще и это, чувак. Пузатый. Кто быстрее? Так, тем временем здесь. Recycle перешел. Заказывает Янычар. Лумчик здесь. Ой, блин, мамилюки это тема. Угу. Приходит Лукари. Уже со второй стрелой. Наблюдаем, наблюдаем. Дума нету. Можно нарезать крестов. Нормально. Пошла торговля. Why not? 18 золота.
Расстояние между рынками очень маленькое. Погнали. И 7, я у тебя 18 золота забрал, держу в курсе. Типа. Так, ратуша за сарацином. Ну, мамилюки прикольно, но по экономике отстаешь. Но здесь надо полностью... Здесь как бы Смай должен полностью уничтожать чела. Да? Универа вроде нету. То есть ставить сюда второй замок и просто сносить просто полностью. Но здесь есть прикол, понимаете? У этих лучников стандарт билдинг. Видите, урон еще по зданиям. Короче, так как Сарацин в команде, еще 3 по зданиям. Он может сносить ратуши просто, забей. Трейд пошел. Ой-ой-ой, он уже загнал здесь жителей. Ну и получается интересная ситуация. 7 на монахах, а чел умирает. Смай такой говорит. А, не, Ресайкл говорит. Тут плохо. Плохо, ну плохо ума нету. Hola, hello. Найди. Right? What going on? Как попасть на такой турик? Быть другом про игрока. Короче, давайте я вам... Ссылка на Русаок сразу кидаю. А, блин, там, наверное, не будет, да? Я хотя бы вот эту ссылку кину. Не та ссылка немножко. Вот будет Русаок у нас хотя бы 2 на 2 сильный плюс слабый, а такие другие турики это сложно. У тебя сегодня очень мало времени? Да капец. А что ты хочешь? В смысле, сегодня мало времени? У меня в этом году мало времени. Я тебе давай сразу скажу. В следующем не знаю. Так, ладно. Релики бургунцам тащатся, в принципе. Я. Блин, ну нормально идет надрезка. Блин, я отвлекаюсь на эту фигню. Так, здесь сарацинчик, в принципе, бумится, мамилюками играет. Но мамилюками ты играешь, но он уже не играет. Типа, в кавалерию. Бургунец. А, вот это проблема, да, он играет. Но он играет против Брита. Вы с другом залетели с кайфом, наверное. Но вы не можете играть вместе. Только если твой друг не винчестер. Типа, вы будете играть в зависимости от рейтинга. Сильный плюс слабый. То есть, сильные игроки будут выбирать слабых. Ну, потому что иначе вы продуете. А просто турик... Просто такие турики, это... Такое редко бывает, потому что турики все-таки делают так, чтобы был какой-то баланс. А, нифига, это слабые же. Это не очень слабые, это нифига себе слабые. А, так вы вместе и можете, в принципе, залететь. Если у вас такой рейтинг. Я просто подумал почему-то по умолчанию, что типа низкий рейтинг, сорян. Ну, типа новичок, почему-то я так подумал. Но не все новички, да. Нет, так это вообще, так это как раз, кстати. Будет средний плюс средний. Это как раз на Русаоке будет примерно одно и то же. Короче. Картограферс. Тут живет чел. Ну что, у него вообще-то 54 эко-лимита. Здесь, в принципе, интересно. Вон, да, он тоже догоняет. Смотрите, реально ратуша развалится. Лум. Но он не делается, потому что тут крестьянка в домовтыке. О, нет. Бедный чел. Но он делает лум. Лум доделается. Но, конечно же... Они, кстати, интересно. Сем переходит вообще в маскутилье. Учитывая, что там мамилюки. Не ошибка ли? Блин, ну здорово ребята играют. В принципе, ребята играют нормально. Всем, конечно, реагируют. Трейд, ну блин, чувак, да, ты до сих пор без баллистики, значит. Это неприятная новость. То, что ты не можешь трейд убить. А трейд, чувак, реально трейд делает. Трейд, кстати, феодальный теперь не такой бред, как раньше. Ну, кстати, здесь вейст будет, да? Седла у них нету, мамилюки нашивают. Мамилюки, конечно, практически без апов, но все равно это прям нормальная тема. Имбы раньше всех нажимает вообще британец. Так, ну теперь чел с лумом, но это уже кого интересует? 20 луков это не интересует. У Сема больше всех крестов, но в принципе вот это прям очень интересно складывается катка прям. Причем из 7 не переходит, переходят оба Эндау и Смай. Ставится за... Но вот этот замок, он уже выглядит как too much. Ты уже эту ТЦшку, как будто замок уже должен дальше идти. Ну хотя он не может дальше, да? Ну ладно, такое.
Опа, реакция, именно убить челов. Ну, кстати, убил, да, там осталось, кажется, 4, они с холма расстреляли предателей. Ну-ка. 9 дальность, а здесь 8 дальность. Ну да. Трейд стоит, тут челы ездят. Прикольно. Мне кажется, всем вообще пофиг. Ну, хочет он трейдит, ну, тут трейд. Так, здесь надо разобраться. Не, ну 2 чела идут в импы. Бургундец тоже идет в импы. Так, британушек. 9-я дальность. Ну, типа, если сейчас прокачать 3-ю стрелу, то будет 10-я дальность, можно замок расстреливать. Потому что там сарацин прям можно расстреливать замок. Тут, правда, 2 осадки снова. Какой-то прикол. Но сейчас непонятно, походу, Андао... Ой, какой замок. Требы делаются. Ну, правильно, пытаются рейдить, а не с армией сражаться против ехами. Это Винч пригласил? Да нет, это сам Ликстоп приглашал. Ликстоп, по-моему, сам приглашал челов. Снейпи, Сема, там другие были челы. Он и Фрикиненди приглашал, и тот почти согласился, но потом решил отказаться, потому что, наверное, время. Там еще были другие челы. Другие там 2К2 челы несколько. За 3-е место приз в 1-м дивизионе. Да пес его знает. Ну, я думаю, там нормально. Где-то как за 1-е в 1-м дивизионе. Я не знаю, блин, сейчас чекать был. Какой-то. 13 тысяч 3-е место. 13 тысяч рублей. 165 баксов. За 4-е 82 бакса. Так, ладно, здесь все-таки требы работают, а Сарац... Он слил короля. Он слил короля, да, требы сработали, и все. Это минус ресайкл. Я уж думаю, блин, кто там сдается? Никто не сдается. Чувак просто умер. Он умер. Так, здесь лонгбоумены. Качается еще и дальность. Сейчас будет 11-я дальность. Но здесь алибарды, мамилюками можно отмикриваться. Но нужно отмикриваться, капец. Элитный мамилюк есть, но замки спушены. Тут еще кутилье бегают. Но где король? Так. Вот это прямо интересно. По сути, 1 в 2 осталось. Посмотрим, насколько сейчас затемпует Смай. Что он будет делать? Будет ли он тупить и здесь убивать трейд какой-то или что? Но ему надо спасать челов. Уже зарегались? Да, здесь надо напрягать чела. Ну, блин, кутильехи элитный. Ё-моё, 40 урона с первой тычки. Все есть, броня есть. Кресты умирают, потому что они должны умирать. Нету лимита. S7 на лимите. А что, S7 может потянуть двоих? О май гад. S7 здесь. S7 алибардами тута. Мамилюки уходят спасать. Перестраиваются замки. Но где экономика зеленого? Андао. Ее нету. Здесь приходят челы. Смотрите, какое-то окружение готовится. Здесь, правда, сливаются челы. Или он пойдет в требы, если требы будет неаккуратно. Но алибарды начинаются. Так, смотрите, он откусывает этих пацанов. Но луки не элитные получаются. Требы сюда и... Вот она ошибка. Требы не должны расставаться с армией. А здесь он пытался спасти, развести. Как же использовать жесткую мобильность. Здесь пуш продолжается 4 требами. Какой же жесткий все-таки ваш всем. И здесь он напрыгивает на пацанов. Пошел. На многих есть чардж. Слушай, 40 урона, так он ваншотит их. Ну там 40 урона есть с чарджем, да? Будет. Так он их ваншотит, у них 35 хп и 2 брони. Это ваншот просто высчитан. Но не так просто, арбалеты есть. Здесь мамилюков много, и они с хорошими апами. Но экономика у Андао 40 крестьян. Ой, Брита распечатают. Брита очень мало. Ему нужно делать уже пики и апати. Он забрал все релики? Как он вообще забрал все релики на карте? А, я понял как. Потому что их забирал Андао, и он вытащил у него релики. Я сижу? Да нет, практически не сижу в дискорд-каналах особо. А что? В ЛС на дискорде мне напиши, если что надо. В принципе.
Если это ко мне вообще вопрос. Просто тут. А вы знали такую фишку, что ССМ сейчас может удалять здания юнитов красного, если они ему мешают? Он может это делать. Баллистика мамилюкам нужна? Нет. Еще раз. Мамилюки это рыцари. Просто у которых 3 дальности. А так это рыцари. ССМ машинич. ССМ может выиграть по реликам или что за бред? Ну, здесь 2 релика и здесь 2. Больше ничего не подсвечено. Значит, всего 4 релика. Здесь Кусельеха всех убила. Здесь всех убила. Здесь алебарды. Он уже дошел до сюда. Нет, серьезно, он убьет 2, но здесь большая армия, огромная, которая сложно законтрить. Но не элитка, а лучники. Ты много миссовал? Ну, потому что они двигаются. Ну, типа, у них быстро летит нож, но не максимальной скоростью, не с бесконечной. Играть как в Варкрафте. Где релики? Или короли? А где короли? Вот в чем вопрос. А где короли? Сейчас пойдем чекать. Смотрите. У системы король здесь. У Смай здесь. Здесь короли сидят. Сюда беги. Релики выбить легко. 136 лет еще. Они прям выбиваются. Пушка сразу сдохла. Ну, типа, 7 не может на эту пачку напрыгнуть. Она действительно жесткая. Но он может убить Ребы снова. Если играть неаккуратно. Здесь зеленый уже везде живет. Где живет? Сколько у зеленого креста? 21 крест. Буквально. Все крестьяне только здесь. Релики, да, ты можешь их перевести. Ой-ой-ой, требы нельзя терять. Что угодно делай, нельзя терять требы. Осадную вышку можно делать даже. Но нельзя терять требы. Нет, как же ты их заново сделаешь? Релики не выбиты. И 7 лидирует по счету, ему просто начхать. Он всегда что-то делает. И понимаете, в чем проблема? Он вынес экономику 2 игроков. Смайт слинговал какие-то копейки просто. Просто копейки. Приходят мамилюки. Где вы были раньше? Мамилюки должны просто возле требов стоять. Жесть, сделается еще один замок. Ну, еще один. Единственный получится на данный момент. Но можно убить релики, в конце концов, просто. Да, все, снята победа по времени. Осадная вышка идет на форвард. Ее надо бить. Это было обязательно. Ты можешь бэем на Араве выиграть Китани. Худший цивы выиграть лучшую. Тогда вопросов нету. Да, мамилы уходили туда, согласен. Но это какой-то капец. Они типа прошли прям сюда. Могу. Что значит могу? Генрейт 100% сюда, на бочку. А может выиграть SSM? У него лимита больше, чем у твоих. Я за Вей, ты за Китани. Может наоборот? Ты за Вей, я на Китани? Ну ладно, я не особо играл за Китани. Снайперы — это огромная проблема. Не элитные снайперы без последней брони. Ну, такое. Мамилюки, конечно, имбовики. Это без вариантов. Мамилюки держат эту игру. Но 90 армий — это... Ребята, у Смай 16 лимита. У Смай было недавно 200 лимита, но у него ни хера нет. Остались последние мамилюки. По сути, ни хера не осталось. Остались мамилюки и все. Всем развлекается на этой карте. Че, мужики? Бегают, красный мертвый, зеленый мертвый, голубой мертвый, все мертвые. Убить короля. Но король сидит здесь. Требы катится через... Он целый круг сделал. Снова собрал релики сюда. Смай поставил ТЦ, Смай слил ТЦ и крестов. Так, бегите, парни. Ну да, блин, офигеть, то есть чувак не просто выиграл 2 на 1, да, таких типов нормальных, но он даже сделал это реально против Сарацина, это же жестко.
Ну, конечно, если было бы наоборот, он бы не выиграл, мне кажется. То есть, если бы Сарацин был дальше, а Бри тут был ближе. Ну, Мамилюков ты хрен, тут это было бы нереально. Ну, насколько же потные CCM, ребята, просто зацените. 3-е место, да? Ой. Китай на курицах имба нереальная. Да, а на олене? Не очень. Но на курице, да. Да уж, всем опытный терпила, и при этом умеет тащить невозможное. Да ему реально пофиг даже, что его чувак делает. Что он там умер, вообще пофиг. Да, не, он просто играет, он просто умеет играть в эпоху, понимаешь? Он там одну кутильеху послал, выиграл. Тут рейды были жесткие несколько раз. Тут, смотри, у него везде ванпосты, он собрал все рерики. Он просто играет в игру, понимаешь? Каждую отдельную секунду. Красавчик. Ну его чел тоже, как бы. Ну тут сложно, конечно, его оценить. Сколько он там времени купил. Сложно. Мамил куда-то ушли. Да, вот он тут требу потерял, и потом еще раз здесь, по-моему. Да, надо заказать. Пастырянская и лама, плиз. Ну блин, у меня совсем не остается времени вообще ни на что. Ты меня бесит. Я типа и рад, но у меня нет вообще пиздец времени. Там долгая катка. Просто у меня, блин, скоро урок уже. Сейчас, даже не соображаю, что? Антика. Просто понимаешь, я сейчас, даже если и посмотрю, это будет типа уже в отключке. Да, урок. У меня уроки. Физика и математика. Да нет, ну у меня чел, ученик по эпохе будет. Жесткий. Ну, такой нормальный. Я его на OnlyMouse могу выиграть. У Ламшка личная жизнь есть, напоминает Сирозайка. Не знаю. По-моему, нету. Сколько будешь спать? Да спать насрать. Тебе отмена урока. Ты плохо себя вел. Подожди, ладно, сейчас, я не соображаю. Какой лама? Ну, мне кажется, он даже не запустится сейчас. И Сема ладушек? Я проиграл Сему? Первая катка. Ну давайте быстро. Я вроде нашел, я вроде скачал. Если она запустится, потому что она отыгрывалась в 17 веке или когда. Блин, надо же назвать ее, а то я хрен найду. Реплей называется Ламо. Ну, хрен она откроется, да? Ну, точнее, сейчас посмотрим. Вроде пока идет. Она с прошлого патча. Или даже с позапрошлого. Там же, блин, несколько патчей было. Кошек. В этом проблема. Затем мы в отличие от других карту взяли. Да. Другой раз тогда. На каждом стриме учусь, кикешку. Ребят, мемы работают. Да вроде работают в целом. В ЛС напиши лучше, Марбас. На донат, ну, через донат там же будет комиссия. Если тебе интересно, пиши в ЛС, тогда мы разберемся с тобой. Ты хочешь, чтобы у Аланушка еще было меньше времени? Давай. Good luck next. Спасибо. Не знаю, где мне нужен good luck. Ладно, будем завершать. Я что-то уже немножко не алё.
Будем завершать сегодня трансляцию. У нас много рейдов было. В Телеграме, либо в Дискорде. Напиши, где угодно, в общем. Так. Все, больше стримов не будет. Ну, я не знаю, но я больше не хочу стримить, блин, без Capture Rage и в таком бреде. На кого кинуть рейд? Что-то я вообще никого не вижу. Чё? Да, стримить он для Мауса. Мемп? Ну да, я тоже подумал про для Мауса. Там же новых цифр нету. Ну давай на мемпа, ладно, я не хочу сейчас думать. А когда финал будет? Какой еще финал? Чего надо финал? Винчи финал какой-нибудь? Все, это и были финалы. Финал был, я сегодня отстримил 2 финала. Это в записи можно на ютубе смотреть. Хера стримит. Хера стримит, так, сейчас зарейдим его. Один раз, последний раз. Хера против 3 экстремальных ботов. Кстати, я убивал 3 экстремальных ботов. Но это пипец тяжело. Грядущие турики посмотреть на Википедии, либо я скоро, короче, дам инфу по грядущим турикам у себя тоже. Ну, либо Википедия еще. Хера нудный. Ну, он с ботами катает. Ну, посмотрите по приколу, как он ботов 3 разваливает. Если разваливает. Но он уже в импах за монгола. Да он за монголов забей. Ну, ладно, абузер. Он только на монголах умеет, реально. А какую лама антик не может запустить? Не могу. Да и 3 ботов я навряд ли сейчас убью. Ладно, ребят, все. Спасибо всем. Счастливо.